Зеленая зона, сектор группировки наемники, плантация Синьки, 6 километров 5 метров от границы с нейтральной территорией. 27 апреля 2012 года, второй день нелетной погоды, 14 часов 35 минут, время местное. Беснующаяся птичья стая вновь пошла в атаку, стремясь обойти огневые точки ПВО на недосягаемой для зарядов дроби высоте, и грузный немолодой человек в камуфляже с полковничьими погонами коснулся гарнитуры портативной радиостанции. «Я Лиман. Всем расчетам ПВО. Максимальная плотность огня. Огнеметы к бою. Сейчас зверье опять попрет. Минометной батареи приготовиться к ведению заградительного огня». Полковник поднес к глазам бинокль и несколько секунд разглядывал визжащую стаю численностью не менее 300 особей, кишащую кривыми клювами и заскорузлыми когтями. Кипящая яростью живое облако мутировавших пернатых, покрытых хитиновой чешуей вперемешку с торчащими из-под нее пучками перьев, рвалась к плантациям напролом, не обращая внимания на потери. Почти 3 десятка вооруженных длинноствольными дробовиками стрелков непрерывно опустошали магазины, посылая в стаю сотни зарядов дроби, и свинцовые потоки выгрызали в визжащем облаке полуметровые дыры, швыряя на землю бьющиеся в предсмертных конвульсиях окровавленные тушки. Полковник поморщился. Да что такое происходит сегодня с этим зверьем? С самого утра на перегонки лезут на верную смерть. Уже 6-ю атаку отбиваем. Абсолютно не характерно для нелетной погоды. Он перевел взгляд на топорщащуюся вдали кромку растительности, начинающейся в 7 сотнях метров от линий траншей. Пространство, лежащее между зеленкой и крытыми укреплениями, было перепахано раскаленным металлом на добрый метр в глубину и густо усеяно воронками. Бои на подступах к плантациям вспыхивают постоянно. Едва персонал сепарирующего комплекса приступает к сбору синьки. Стоит только сборщикам накопить в одном месте больше, чем 50 килограмм этой синюшной гадости, как из глубины ареала начинает лезть обозленное на весь мир зверье. И чем больше синьки собрано, тем яростнее и многочисленнее становятся атаки. За полгода непрерывных боев нетронутая поверхность Земли осталась здесь только в местах залегания аномалий, и теперь там можно запросто ходить без УИПа. Островки неповрежденной почвы видны издалека. Только лично он бы не рекомендовал никому этим заниматься. Там, в перепаханной земле, лежит столько неразорвавшихся минометных мин, гранат и снарядов, что никаких взрывотехников не хватит. Умнее всего просто туда не соваться. Кромка кустов дрогнула, и из нее хлынули толпы мутировавшего зверья. Уродливые твари, поблескивая на солнце ядовитым токсином, пропитывающим мощные когти, слишком плотным потоком рвались к плантациям, стремительно заполняя собой перепаханную металлом поверхность земли. В любом другом месте при такой интенсивности атак все зверье давно бы уже закончилось подчистую, но только не здесь. Эта дрянь в ареале плодится с невероятной скоростью, и никто, как водится, не знает, где, как и почему. Полковник вновь коснулся гарнитуры. «Минометная батарея, огонь!» Он приник к биноклю, ожидая первой серии разрывов. Звуки минометных выстрелов почти не пробивались через толстые бетонные стены командного пункта. Батарея была надежно врыта в землю, как было врыто в землю все в ареале, что желает пережить выброс. Траншеи, огневые точки и ходы сообщений изначально отрывались крытыми. В нужных местах они оснащались широкими люками, крышки которых откидывались вверх-назад для удобства ведения огня по летящим целям или вентиляции. Полковник криво усмехнулся. Живем в этом долбанном ареале, словно дождевые черви. Выползаем на поверхность после выброса, как после дождя, и при малейших сомнениях в ужасе заползаем обратно. Вдали взметнулась вверх стена разрывов, расшвыривая во все стороны разорванные в куски зверье, и спустя пару секунд ветер донес до бункера грохот рвущихся мин. Минометчики отработали четко, за несколько секунд проредив атакующий поток монстров на треть. Действия по отражению таких нападений давно уже отшлифованы до автоматизма, и полковник с удовлетворением наблюдал, как минометная батарея, отработав по дальним подступам, оперативно перенесла огонь на 200 метров ближе, после чего прекратила обстрел. Теперь, визжащими от переполняющей их жажды человеческой крови мутантами, займутся пулеметные гнезда, а то, что останется от бешеного звериного потока, выжгут огнеметчики. Очередная атака будет отбита, и в ожидании следующего нападения расчеты примутся срочно перезаряжать оружие и пополнять боекомплект. Но стрельба на оборонительных рубежах не стихает еще долго.
Снайперы будут добивать подранков, находящихся на расстоянии видимости. Не хватало еще вновь привлечь сюда Унка, упаси Господи. Полковник невольно перекрестился. Он командовал обороной плантаций почти 8 месяцев и занял эту должность ровно спустя 5 минут после того, как очередная успешно отраженная атака закончилась крайним появлением Мунка. Как его проглядели наблюдатели, до сих пор загадка. Тепловизоры, филины, приборы ночного видения, как выяснилось, его попросту не замечают, так как он холодный. Маленькая нежить оказалась настолько быстрой, юркой и гибкой, что заметили этого жуткого монстра лишь тогда, когда было поздно. Чудовищный монстр влез в КП прямо через распахнутый люк, в который в тот же момент был выставлен наблюдательный перископ. 10 человек, в том числе его предшественник, лишились жизни за секунду. Командный пункт пришлось накрыть минометным огнем. Только тогда он убежал. И лично он, Лиман, до сих пор абсолютно уверен в том, что это была большая удача. Если бы этой жуткой твари взбрело в голову рвануть не к лесу, а в другую сторону, к плантациям, жертвы могли исчисляться десятками, как это произошло через 1,5 месяца. В тот день из зарослей вместе с привычным потоком зверья неожиданно появился мутировавший медведь, хотя в окрестных лесах давно уже не было замечено ни одной особи. Откуда он взялся, непонятно, но остановить его оказалось нечем. Взбешенное чудовище прорвалось за обе оборонительные линии и быстро достигло плантации, где устроило настоящую мясорубку. Все попрятались кто куда, и пока военный совет в экстренном порядке выпрашивал у РАО поддержку с воздуха, разъяренный медведь задрал почти 50 человек. После по всему сектору бродила мрачная шутка, мол, кто не спрятался, я не виноват. Сателлит прислал вертушку с птурсами только спустя час, но убить монстра вертолетчики так и не смогли. Спасибо, хоть отогнали обратно в лес. После того случая командование срочно закупило у РАО 3 противотанковых орудия, которые с тех пор стоят здесь, на второй линии оборонительных рубежей, специально отстроенных капонирах. Стрелять им еще ни разу не пришлось, и полковник был этому несказанно рад. Остатки звериной атаки, густо заляпанные кровью разодранных минометно-пулеметным огнем сородичей, добрались до первой линии траншей и потонули в струях пылающего напалма, превращаясь в быстро гаснущие чадящие костры. Ареал огонь не особо жалует. Большое пламя гаснет стремительно, и остается радоваться, что этого времени хватает для убийства разъяренных тварей. Хотя многие из них, потеряв боеспособность, все-таки не успевают поджариться насмерть, и их приходится добивать, и желательно поскорее, в силу изложенных выше причин. Полковник скривился. «Мы ни черта не знаем о своем противнике, и поэтому боремся со следствием, а не с причиной. Таким незамысловатым подходом можно воевать вечно. Чего ни коснись, ответ один. А кто его знает? Почему мутанты плодятся быстрее тараканов, где их норы, логово или кладки, плевать, как это называется. Главное, куда нанести удар, чтобы прекратить все это в зародыше или хотя бы приостановить. Почему сбор синьки провоцирует лютое бешенство у зверья? Почему появился зуд и как от него избавиться? Чем отбиваться от унка? Почему птурсы больше не берут медведя? Почему медицинские препараты резко утратили эффективность? И чего еще ждать от ареала? Почему? Полно вопросов и ни одного ответа. Этот ЦАП-РАО ничего не делает для этого самого изучения аномальных явлений. Военный совет наемников всерьез размышляет над тем, а не создать ли собственный исследовательский центр. Может, от этого будет хоть какой-то толк. Всегда считалось, что подобные изыскания стоят немыслимых средств, и подтянуть такое может только государство. Но вон, особ как-то безо всякой помощи ухитрился добиться серьезных результатов. Их медикаменты по сравнению со стандартными просто чудеса творят, не говоря уже о том, что они наладили оповещение о выбросе. Этому и вовсе цены нет. Ага, грамотно особ это организовал. Разведки всех без исключения группировок больше месяца не могут не то что найти, но даже засечь их передатчик. Откуда люди медведя узнают о надвигающемся выбросе? Это вообще загадка загадок. Вот и спрашивается, не пора ли и нам раскошелиться на что-нибудь научное? Жаль, что не все это понимают. Если дело дойдет до сбора средств, многие подразделения откажутся принимать участие в финансировании. Это как пить дать. И военный совет не пойдет на обострение обстановки внутри группировки, что и понятно. Товарищ полковник, атака отбита, снайперы чистят местность. К нему подошел один из офицеров.
Что-то сегодня зверье совсем уж бешеное. Прет прямо на стволы, словно камикадзе. Может, эпидемия какая-нибудь? Все-таки сегодня второй день нелетной погоды. Может, и эпидемия, согласился полковник. 6 атак, и хоть бы одна тварь повернула назад. Не помню я такого. Что у сборщиков? Когда у нас начнется главная головная боль? Только что сообщили, через час начинает формирование каравана, ответил тот. Через час? Полковник посмотрел на часы. Значит, у нас будет минут 30 на отдых. Огневым точкам перезарядиться и доложить о готовности. В бронегруппе начать выдвижение грузовикам. Все подвижные емкости должны быть распределены среди боевой техники еще до начала погрузки. Поддерживайте связь с вертушкой. Она должна быть готова подняться в воздух немедленно, так что пусть вытаскивает ее из ангара. Выполняйте. Офицер козырнул и покинул бетонную коробку КП. Полковник последовал за ним, и охрана командного пункта принялась закрывать бронезаслонками люки и бойницы. Второго визита Унка не желал никто. Всерьез относиться к конструкциям по борьбе за живучесть в ареале людей заставлять не приходилось. Покинув блиндаж КП, полковник прошел десяток метров по добротно отрытому ходу сообщения, перекрытому старой потолочной плитой, и добрался до ближайшего выхода на поверхность. Часовой у лестницы распахнул перед начальством крышку люка, и офицер бодро взобрался вверх по ступенькам. «Да уж, ареал не то место, которое расслабляет», — усмехнулся он про себя. «Поневоле будешь в форме». А ведь еще пару лет назад подчиненные замечали его пузо задолго до того, как остальное тело полковника входило в помещение. Зависимость изменила все, в одно мгновение превратив привычную жизнь в ад. А ведь он всего лишь на 7 шагов зашел внутрь ареала, когда проводил инспекцию своего батальона, откомандированного на охрану спасательных бригад МЧС. В тот момент о зависимости еще никто не знал. Ладно, черт с ним, что было, этого уже не вернуть. Полковник не любил вспоминать прошлую жизнь. Тут новое не дает соскучиться. Помыкаться тогда пришлось вдоволь, чего только не довелось пережить. Нудное, безрезультатное лечение, вечный полтергейст, преследующий тебя повсюду, развод, наполненные страхом глаза семьи, спешащие отказаться от тебя подальше. Гонения, быстро переросшие в геноцид, и всепоглощающий зуд, увеличивающийся с каждым выбросом. В итоге он, как и 20 тысяч других бедолаг, вновь оказался в ареале, в ужасающих нищенских условиях, когда приходилось бороться не только за кусок хлеба и глоток воды, но даже за отрытую чуть ли не руками яму, служащую тебе одновременно и постелью, и домом, и убежищем от выброса. Но сдаваться полковник не привык и в итоге собрал тех своих бывших подчиненных, кто еще оставался в живых, и сколотил из них собственный отряд. Методом проб и смертельных ошибок им удалось раздобыть оружие на складах погибшей под катаклизмом воинской части, а дальше дело медленно пошло в гору. Полковник навел порядок на отдельно взятом гектаре зеленой зоны. Пленные накопали землянок, позже вырыли блиндажи, создали какой-никакой быт. Позже он наладил связь с группировками, расположившимися в близлежащих окрестностях. Половина из них оказалась откровенно бандитствующими вооруженными формированиями, и дело быстро дошло до кровопролитных стычек. Полковник одержал несколько побед и заработал себе определенную репутацию. Как раз где-то в этот момент государство возродило РАО-ареал. Зеленую зону окружили приемные пункты, впервые за несколько месяцев наладившие поставки воды и пищи в неограниченном объеме. Вот только цены на все это добро оказались сродни космическим. Чтобы прокормиться, жителям ареала приходилось полностью посвящать себя добыче икса, а какой с военного нефтяника. В общем, вопросы выживания быстро заставили бывших военнослужащих МВД, ВВ и Минобороны объединиться, и вскоре разрозненные подразделения основали единую группировку со своими законами, зарплаты, продуктовые карточки, подземные квартиры и прочие посулы сателлита привлекли далеко не всех. Многие посчитали это узаконенным рабством, и вскоре вновь созданная сила, прозванная сталкерами-наемники, приступила к налаживанию своей жизни согласно принципу «помоги себе сам». Подразделения заключали контракты со всеми желающими на охрану, оборону или нападение, и данные виды услуг оказались на местном рынке более чем востребованы. Группировка быстро окрепла и превратилась в серьезную силу, с которой вынуждены были считаться все, от уголовных банд до проправительственного сателлита.
Немалую роль в этом сыграли два фактора. Наемники не брали к себе гражданских лиц, работая только с профессионалами своего дела, и всегда выполняли предусмотренные контрактом обязательства, даже если это оборачивалось гибелью всего подразделения. А профессионализм и несокрушимая репутация в таком месте, как Ареал, свидетельствует о многом. Умные люди быстро смекнули, что лучше переплатить, но получить в деловые партнеры умелых и подготовленных специалистов, которые гарантированно сохранят твою жизнь, либо отберут жизнь твоего друга, нежели сэкономить и получить пулю в случае, если что-то пошло не так. В общем, полковник вместе со своими подразделением вступил в группировку одним из первых и с тех пор ни разу об этом не пожалел. «Товарищ полковник», его личная охрана уже была на поверхности, ожидая своего командира возле стоящего неподалеку старенького БТР-50, который полковник приспособил в качестве своей КШМ. На броне опять движок барахлит, еле запустили. «Скажи механику-водителю, пусть едет в ремзону», — приказал полковник. «До каравана дойдем пешком, там бронегруппа, места всем хватит. Чтобы завтра моя КШМ была на ходу, иначе я лично обменяю механика на новую движку». «Да кто ж его возьмет?» — усмехнулся крепкий и рослый боец со знаками различия прапорщика, возглавлявший полковничью охрану. «Он же у нас как неуловимый Джо, нафиг никому не нужен». Пятерка вооруженных до зубов бойцов захохотала, и полковник вперил грозный взгляд в осторожно выглядывающего из БТР механика-водителя. Тот все понял и спешно скрылся внутри, дабы не гневить высокое начальство. Броня, чихая двигателем, укатила в сторону ремзоны, и полковник кивнул охране. Бойцы окружили своего командира, и группа направилась в тыл оборонительных сооружений, за которыми простирались плантации. Время от времени впереди идущий сверялся с УИПом, делая это практически машинально. Все аномалии на плантациях были обнаружены и обнесены вешками еще к вечеру первого дня после выброса, но осторожность не помешает. Ареал никогда не дает гарантии, и необходимость сверять каждый свой шаг с укрепленным на предплечье прибором быстро становился рефлексом. Идти предстояло порядка километра, и полковник решил двигаться напрямик, по кратчайшему расстоянию, держа курс на копошащихся вдали людей. Несколько гектар земли в этом районе были тщательно вычищены от деревьев и кустарников и покрыты густой травой. На этой площади находилось главное сокровище наемников – почти 60 колоний синьки, маленького, противного и очень кровососущего насекомого, представляющего собой синюю плоскую блямбу, любящую выгрызать из кожи подвергшегося укусу человека крохотный кусочек кожи, из-за чего ранка долго не заживает. А еще эта мелкая гадость является основным компонентом проекта «Ваниль». В неволе не размножается, и от ее регулярных поставок зависит едва ли не половина всей отечественной оборонки, и не только. Сейчас 1 литр икса идет к литру собранной синьки по курсу 2 к 1, и цены продолжают расти. Это было бы золотым дном для каждого обитателя ареала, если бы не одно «но». Собранная для переработки синька притягивает мутировавшее зверье похлеще, чем притягивал бы идущих по улице людей $1 миллион, рассыпанные по асфальту мелкими купюрами, на которые надвигается ничего не подозревающая очистительная техника. Пока синьку собирают специальными пылесосами, имеющими 10-литровые емкости, еще куда ни шло. Окрестные мутанты заметно нервничают, но не нападают. Но стоит начать наполнять ею транспортировочные баллоны, как зверье становится бешеным, бросается в атаку отовсюду. И чем больше синьки сосредоточено в одном месте, тем яростнее натиск мутантов. Опытным путем, стоившим немалой крови, удалось определить, что максимальное количество собранного в одну тару биологического материала, не вызывающего немедленной атаки, это 50 литров синьки. С той поры для этих целей применяют 50-литровые емкости, специально изготовленные за пределами ареала. Это решение позволило существенно снизить частоту конфликтов и количество потерь, но основная проблема никуда не делась. Когда приходило время грузить заполненные синькой емкости на транспорт для вывоза на нейтральную территорию, вся эта собранная синюшная гадость оказывалась в одном месте, и кровожадная ярость мутантов зашкаливала до небес. В конце концов, военный совет сумел найти компромисс между всеми подразделениями группировки, в результате чего появились официальные плантации и их оборонительные рубежи. Поначалу эта затея едва не привела к серьезному расколу группировки. Первый широкомасштабный сбор синьки закончился массированной атакой разъяренных мутантов и мгновенно превратился в кровавую мясорубку.
Потери составили до 2 рот убитыми и ранеными. Абсолютно все емкости с синькой, которую тогда ссыпали в обычные автоцистерны, были разрушены зверьем. Биологический материал вырвался на свободу. За вторую операцию по сбору синьки долго никто не хотел браться. Командиры подразделений отказывались губить своих людей и, соответственно, собственную власть и возможности. Военный совет потерял хрупкое единство, и подразделения сосредоточились на работе по частным контрактам. Занятие привычное и понятное каждому. Вот тогда с полковником связался один из полевых командиров, радиопозывной «Рубин», и сделал очень дерзкое предложение. Немолодой Рубин до зависимости был подполковником УФСИН, вышедшим в запас незадолго до катаклизма. Крайние 10 лет он прослужил в непосредственной близости от Ухты, в спецназе УФСИН, отвечал за подавление бунтов в колониях и срочном перехвате беглых зэков, и в отличие от многих других имел достаточно обширные познания в природе ареала, а также кое-какие связи среди местных жителей. Подразделение, которое собрал Рубин после того, как зависимость загнала его обратно в ареал, в кратчайшие сроки стало одним из наиболее крупных в группировке, и полковник Лиман счел разумным отнестись к его предложению очень внимательно. Тем более, что Рубин предлагал ни много ни мало возобновить эксплуатацию плантации синьки силами лишь их 2 подразделений. «Людей у нас хватит», — уверенно заявил Рубин в момент первичных переговоров. «Надо только подойти к этому делу с умом. Будем расфасовывать синьку по малым емкостям, затем собирать их в небольшие группы и сразу увозить на нейтралку под усиленной охраной. Здешнее зверье остро чувствует силу и количество стволов, так что их агрессию можно нивелировать хотя бы частично. Проблемы все равно будут, думаю, на этапе транспортировки, поэтому подготовимся заранее. Я слышал, у тебя есть несколько минометов». 3. Один исправен. На всякий случай Лиман скрыл от собеседника правду. «Но с боезапасом туго. На все 3 ствола 1 ящик с минами. Согласно донесениям моих оперов, минометов у тебя 5. И мин по ящику на ствол». Рубин испытующе посмотрел на полковника. «У меня всего 2 миномета, зато мин полвагона. Если грамотно сманеврируем огнем, то сможем рассечь волну атакующего зверья на части и хорошенько проредить еще до их подхода к линии траншей. Нужны огнеметы и грамотные пулеметчики. Огнеметы я беру на себя, а вот с хорошими пулеметчиками у меня проблема. Те, что у меня есть, звезд с неба не хватает». «Пулеметчики есть», — кивнул Лиман. «Найду 10 вместе с пулеметами. Народ обстреляны, все прошли Кавказ. Есть и другие неплохие спецы, но в целом личного состава у меня немного. Ты уверен, что наших людей хватит и для обороны, и для сбора, и особенно для транспортировки?» «Уверен», — решительно подтвердил Рубин. «Нам необходимо все проверить чисто и красиво всего лишь 1 раз. Как только военный совет узнает о полученной нами прибыли, у нас появится достаточно сторонников, даже бронегруппу для сопровождения сформируем. К тому же, сами мы собирать синьку не будем, этим займутся пленные. Завтра, под утро, мои ребята атакуют несколько поселений, так что рабочая сила будет. Пообещаем пленным свободу, кормежку и по литру воды за день работы. И будут пахать, никуда не денутся. С этим проблем не возникнет. Сам знаешь, это очень мягкие условия. Они нам нужны всего на 2 дня нелетной погоды. После чужих на плантации уже никто не захочет пускать». «Сборочные агрегаты есть?» — уточнил Лиман. «Все пылесосы в этот раз зверье в хлам разнесло». «Я закупил за свой счет все необходимое, в том числе воду и продовольствие на всех», — Рубин подчеркнуто выделил голосом «за свой счет». «Канал сбыта товара тоже мой. Человек на нейтралке готов дать выгодную цену, если поставка будет действительно крупная. Сейчас несколько очень серьезных госпредприятий буксуют от недостатка ванили. В общем, все организовано, детальный план я тебе передал. Поэтому прибыль делим 70/30 в мою пользу. Твое слово, Лиман». «Мне необходимо увидеть план операции», — ответил тот. «Предварительно я согласен. Условие одно. Если мои потери превысят 10% личного состава, прибыль делим 60/40. Мне потребуются средства, чтобы оплатить лояльность недовольных.
а их количество после бойни всегда возрастает. Хорошо, не стал спорить Рубин. Я тебя понимаю. Думаю, про режим секретности тебе объяснять не нужно. Буду ждать твоего ответа. У тебя есть время до выброса. Сразу после него к тебе придет один из моих оперов. Над планом Рубина Лиман просидел 2 суток. Задумка была более чем рискованная, но полковник быстро понял, что Рубин прав. Если все сделать с умом, то шансы на успехи велики. Он не стал тянуть с согласием, хотя убедить своих людей пойти на эту операцию оказалось непросто. В конечном итоге подразделения Рубина и Лимана приступили к действиям. Поначалу все шло очень неплохо. Объединенную минометную батарею врыли в землю, огневые точки оборонительных линий восстановили, аномалии заранее обнесли вешками. Орудующих пылесосами пленных прикрывали хорошо вооруженные группы на автомобилях. Собранную синьку пересыпали во всевозможные канистры малого объема, которые немедленно вывозились на квадроциклах на нейтралку, где перегружались в биоцистерны заказчика. Потом начались трудности. 20 квадроциклов не справлялись с перевозкой канистр поштучно. Транспортировка шла слишком медленно, канистр не хватало, пылесосы стали простаивать, да и сама синька была товаром скоропортящимся. Пришлось пойти на риск и пригнать пару БТР. Это вся техника, что имелась у Лимана и Рубина на тот момент. Коробочки шли по плантациям, и пленными укладывали наполненные канистры прямо в десантные отсеки. Вот тогда зверье и атаковало. Мутанты рванулись из леса сплошным потоком, и если бы не минометы и огнеметы, то вся эта операция повторила судьбу предыдущей. Первую атаку удалось отбить без особых потерь, но когда БТРы были забиты синькой под завязку, зверье хлынуло вновь. На этот раз большинство атакующих мутантов оставляли взбешенные птичьи стаи, и практически сразу выяснялось, что сдерживать угрозу с воздуха особо нечем. Огнеметы доставали не везде. Автоматно-пулеметный огонь по сотням изродованных мутациями воробьев, брыжущих ядовитым токсином, оказалось малоэффективен. Стаи прорвались через заградительный огонь, и несмотря на то, что вдоль всех плантаций были заранее вырыты убежища, укрыться в них успели далеко не все пленные. Обе коробочки до самой границы ареала ползли, окруженные огромным облаком взбешенных птиц, яростно пикирующих на стальную технику, а истошный визг и непрерывный шум от ударов множества кривых клювов по броне заглушали звуки работающих двигателей. В общем, за 2 дня нелетной погоды пришлось настреляться так, как не доводилось за 2 месяца. Но полученный результат превзошел все ожидания. За синьку удалось выручить не просто очень хорошие деньги. Предприятия-заказчики были готовы идти на огромную предоплату, лишь бы заполучить синьку. Срывались многомиллионные контракты по поставкам вооружений, входящих в перечень изделий по проекту «Ваниль». Едва о полученных Рубином и Лиманом прибылях стало известно остальным членам военного совета и их подразделениям. Отношение к разработке плантаций кардинально изменилось. С тех пор сбор синьки является монополией наемников, и группировка изрядно преуспела в этом бизнесе. Оборона плантаций тщательно продумана и проверена на деле. Транспортировка синьки на нейтралку производится под охраной 2 усиленных бронегрупп, и почти всегда удается избежать жертв. Особенно приятным являлся тот факт, что Лиман и Рубин имели очень хороший процент от доходов, гораздо более крупный, нежели любой другой член военсовета, ведь самые трудные времена разработки плантаций выпали на долю именно их подразделений. Полковник сколотил на синьке такое состояние, которое ему не являлось и в мечтах во время той, прошлой жизни. А после того, как Рубин трагически погиб в результате атаки Унка, позиции Лимана упрочились еще сильнее. Подразделение Рубина на общем совете приняло решение не избирать нового лидера, а в полном составе перейти под командование Лимана, офицера, зарекомендовавшего себя грамотным военачальником и руководителем. В итоге численность личного состава Лимана увеличилась втрое, материальной базы прибавилось, ощутимо возросли доходы и авторитет. В немалой степени этому способствовал тот факт, что полковник предусмотрительно позаботился первым делом распределить солидную часть доставшейся ему доли Рубина между подчиненными в качестве дополнительного денежного содержания. Деньги – дело наживное, жадность не лучший способ добыть авторитет среди личного состава. Да, он лишился определенного дохода, но теперь пользуется немалым уважением среди бойцов.
Его право на командование обороной плантации никто не оспаривает, и голос Лимана на военсовете является далеко не последним. Однако сейчас сплоченность военного совета опять падает. Многие едва ли не с маниакальным энтузиазмом восприняли это тайное предложение Рау насчет прививок, позволяющих на короткое время отходить от зуда. В основном на эту удочку клюнула молодежь. Немолодые офицеры, вроде него, отнеслись к посулам сателлита с большой осторожностью. Конечно, вновь оказаться среди цивилизаций, да еще и без циркулярной пилы, вспарывающей мозг, хочется любому. Но ведь зависимость никуда не девается. Зуд возвращается через месяц, полтергейсты и вовсе не прекращаются, а вместе с ними и человеческий страх и ненависть. За месяц можно заново привыкнуть к нормальной жизни, особенно с такими-то деньгами, как у члена военсовета. А что потом? Снова в ареал, в тоске и печали. Жизнь от прививки до прививки, как у наркомана, и с каждым разом срок свободы все меньше. Он истечет быстро, глазом не успеешь моргнуть. Безбедная жизнь летит незаметно, это полковник понимал очень хорошо. И что дальше? И вечная тоска и безысходность, особенно если позже изобретут новую сыворотку, которая могла бы дать тебе гораздо большую отсрочку от зависимости, но ты уже исчерпал все резервы своего истыканного иглами мозга. Словом, мнения разделились, и каждый поступает, как желает. В этом ничего хорошего нет, это однозначно. С Рау лучше сохранять деловые отношения на равных, нежели попадать к ним в зависимость. И без того в ареале слишком много зависимостей. «Лиман, ответьте диспетчеру», — шипение радиоэфира вывело полковника из раздумий. «На связи», — ответил тот. «Вертушка готова». «Так точно», — подтвердил диспетчер. «Только что поднялась в воздух, будет у вас через 10 минут. Бронегруппа на подходе, грузовики должны быть уже на месте». Грузовики вижу». Лиман всмотрелся на останавливающуюся у дальнего края плантации тройку бортовых КАМАЗов, окруженную несколькими квадроциклами охраны. «Диспетчерская ждать моих указаний. Конец связи». Сейчас предстоит самая сложная фаза – погрузка добытого биологического материала и его транспортировка за пределы ареала. 3 грузовика будут набиты синькой под завязку, и 30 тысяч литров этой синюшной дряни спровоцируют финальную атаку мутантов. И она будет поистине жуткой, если не принять меры. Поэтому погрузка разбросанных по всем плантациям 50-литровых емкостей будет осуществляться только после того, как прибудет сводная бронегруппа. Грузовики поставят между боевой броней через один, после закроют их техникой справа и слева. В воздухе будет ходить вертушка, и лишь тогда батальон обеспечения приступит к погрузке наполненных емкостей в автомобильные кузова. Ощетинившаяся во все стороны стволами орудий, пулеметов и огнеметов бронегруппа на порядок снизит агрессивный настрой местных мутантов, которые чувствуют каждый патрон в направленном в их сторону оружии. Но даже учитывая это, атака твари будет самой яростной за день. Отбить ее, и можно будет вздохнуть спокойно. Следующая головная боль начнется завтра, в это же время, а потом в секторе плантации наступит тишь да благодать. За пару суток нелетной погоды с плантации снимается 60 тысяч литров синьки. Еще 15-20 тысяч, как повезет, удается собрать на 5-й день после выброса. Затем все работы прекращаются, колониям необходимо время для восстановления численности. Эта мелкая кровососущая гадость плодится невероятно быстро. Уже на 2-й день после выброса плантации кишат синькой так, словно ее никогда не собирали. Но все-таки полковник не отказался бы добавить сюда еще десяток колоний. Опера докладывают, что кто-то среди неприсоединившихся наловчился разводить колонии синьки в естественных условиях, а значит, такое возможно в принципе. Вот, хотя бы для этого группировки очень не помешало бы наличие собственного научного центра, разрабатывать способы повышения эффективности производства, как это делает РАО для своих нефтепромыслов. Вон, УИП в очередной модификации улучшили, и очень неплохо получилось на этот раз. Наконец-то. Зато теперь с медикаментами проблема. «Товарищ полковник, бронегруппы прибыли». Начальник охраны кивнул в сторону приближающихся к грузовикам боевых машин. «Вызвать броню или так дойдем?» «Дойдем», — отмахнулся Лиман. 200 метров осталось. Или ты боишься, что нас полностью сожрет синька?» Охрана коротко хохотнула, и полковник вышел в эфир. «Я Лиман. Сводной бронегруппе начать перестроение».
Грузовикам борта опустить, двигатели не глушить. Батальону обеспечения рассредоточиться по плантации и приготовиться к погрузке. Полковник с охраной добрался до перестраивающейся техники и принял доклады офицеров. Пока бронегруппа и грузовики заканчивали необходимые маневры, пришла вертушка и приступила к баражированию над колонной. Лиман убедился в том, что нигде не было допущено ни малейшей ошибки, и вновь коснулся гарнитуры портативной рации. «Внимание! Батальону обеспечения начать погрузку. Коробочкам и огневым точкам к бою. Минометной батареи приготовиться к ведению заградительного огня. Наблюдателям смотреть в оба». Минут 10 ничего не происходило. Потом к грузовикам прибыли первые квадроциклы с емкостями. Началась погрузка синьки, и от наблюдателей стали поступать доклады. «Вижу птичью стаю над лесом. Левый фланг, дальность 1500 метров. Судя по плотности облака, не менее 500 особей. Кружат над деревьями, пока не атакуют». «Подтверждаю. Стая крупная, твари сильно возбуждены. На сближение пока не идут. Движение на краю зеленки по всему правому флангу. Кусты ходуном ходят, целей не вижу. Вторая птичья стая поднялась над деревьями, очень большая, не меньше 1000 штук». Полковник вызвал вертолет и приказал пилотам доложить обстановку, но те не добавили ничего нового. На открытой местности зверье еще не появилось, но подлесок у опушки, похоже, кишел мутантами. Посылать вертушку ближе Лиман не рискнул. Если птичья стая рванет в атаку и успеет врезаться в вертолет, машина может и упасть. Он велел пилотам держаться на позициях минометной батареи и принялся осматривать плантации в бинокль. Емкости с синькой везли со всех сторон. Батальон обеспечения ставил рекорды скорости, загружая кузова КАМАЗов. И критическая масса биологического материала, сосредоточенного в одном месте, быстро возрастала. Однако мутанты медлили, и их разъяренные крики отчетливо доносились с лесной опушки. Это плохо, очень плохо. Если зверье специально накапливается, чтобы потом броситься разом и отовсюду, серьезных потерь не избежать. Судя по докладам наблюдателей, монстров собирается слишком много. От них только птиц уже 1500, значит, пеших мутантов будет в несколько раз больше. «Я стрекоза», — неожиданно зазвучал голос командира вертолета. «Наблюдаю еще одну стаю птиц. Двигается с тыла, по касательной с востока в нашу сторону. До 400 особей». «Принял тебя», — ответил Лиман и коротко выругался про себя. «Да что это творится? Когда такое было в нелетную погоду?» Полковник лихорадочно обдумывал варианты собственных действий, и выходило, что спасти резко ухудшающееся положение дел может лишь срочное увеличение численности войск, иначе контроль над небом не удержать. «Диспетчер, я Лиман». Он одновременно вскинул обе руки, нажимая на тангенту гарнитуры рации и поднося к глазам часы. «Срочно требуется подкрепление. Ожидается массированное наступление мутантов. Наше ПВО не справится, необходима поддержка. Немедленно высылайте всех, кто находится неподалеку. Повторяю, необходима любая помощь в отражении атаки с воздуха. Отправляйте сюда всех, кто рядом». Диспетчерская объявила тревогу и вскоре сообщила о 3 подразделениях, оказавшихся в относительной близости от плантаций. Их командиры обещали оказать помощь. Ближайший из отрядов будет в районе оборонительных рубежей через 20 минут. Это хорошо. Будем надеяться, что обилие боевой техники задержит наступление мутантов на какое-то время, и подкрепление успеет дойти до начала атаки. Сейчас каждый дополнительный дробовой ствол на вес золота. Полковник приказал приготовить все имеющиеся у бронегруппы огнеметы для ведения огня по налетающим стаям и вновь сварился с часами. Странно, что зверье все еще медлит, но это делает нам шанс. Еще полчаса, всего лишь полчаса, и погрузка будет закончена. Колонна направится в сторону нейтралки, и как только грузовики с синькой покинут границы ареала, степень агрессии резко упадет. Внезапно рация коротко щелкнула сканером, переключающим основной канал связи на аварийную частоту согласно заложенной программе, и в эфире зазвучала очень мощная радиостанция, болезненно ударяя сильным звуком по барабанным перепонкам. «Всем, всем, всем!» Спокойный и равномерный голос радиста был настолько громок, будто передачи вели с расстояния в пару сантиметров прямо в ухо. «Я база. 25 минут до выброса. Повторяю, приближается выброс. 25 минут до начала». Полковник замер с поднятой рукой, наполовину извлекшей из ушной раковины гарнитуру, больно бьющей по барабанной перепонке рации. Это передатчик ОСОП. Ошибки быть не может. Его ни с чем не спутаешь. Такой мощности в ареале больше нет ни у кого.
С того момента, когда по зеленой зоне стремительно разлетелся слух о старой аварийной частоте РАО, на которой загадочный водяной обещал выход в эфир сообщений с предупреждением о выбросе, указанный канал слушал, наверное, каждый второй обитатель ареала, хотя вряд ли кто всерьез в это поверил. Но вскоре неизвестный сверхмощный передатчик действительно вышел в эфир и предупредил о выбросе за 25 минут до его начала. И не ошибся. Не ошибалась загадочная база, и все последующие разы, четко предсказывая начало выброса ровно за 25 минут. И не верить ее предупреждениям оснований не было. «Выброс?» Кто-то из находившихся рядом с полковником офицеров неуверенно огляделся. «Сегодня уже второй день нелетной погоды. Как же так? Может, это чья-то провокация?» «Это осоповский передатчик. Такого больше ни у кого нет», — возразили ему. «Но почему так рано? 4 дня всего прошло». «Иногда такое бывает». Начальник охраны Лимана запрыгнул на броню стоящего рядом БМП и всмотрелся в стаю мутировавших птиц, хаотично кишащую над лесом. Выбросы изредка случаются не как обычно. Вот почему зверье не нападает, они чувствуют неладное. «Твою мать!» — выругался полковник, выходя из оцепенения, торопливо сунул гарнитуру рации обратно в ушную раковину. «Внимание всем! Я Лиман. Немедленная эвакуация. Повторяю, всему личному составу. Начать немедленную эвакуацию. Технику в ангары, людей в укрытие, огневым точкам укрепрайона задраить люки. Стрекоза, возвращайтесь на аэродром. Диспетчерская, всем двигающимся ко мне подразделениям отбой тревоги, немедленно выдвигаться к ближайшим убежищам». Следующие 5 минут Лиман провел за непрерывной отдачей приказов и распоряжений, срочно сворачивая активность на плантациях. Техника на полном ходу ушла на базу группировки, забрав с собой столько людей, сколько смогла. Остальных сборщиков полковник решил укрыть в блиндажах оборонительных линий, находившихся ниже уровня земли. Сборочные аппараты срочно опорожняли, вытряхивая синьку прямо на траву. Транспортировочные емкости с уже собранной синькой бросали на месте. Под выбросом заполненные биологическим материалом контейнеры всегда разрушаются, выпуская синьку на волю. Как и почему такое возможно, Лиману было плевать. Сейчас главное уберечь личный состав. Контейнеры потом закупим новые, а синьку валяли как грязи. Насобираем. «Всем, всем, всем!» Мощный передатчик вновь резанул барабанные перепонки. «Я база. 20 минут до выброса. Повторяю, 20 минут до выброса». Полковник уложился в 15. В ту минуту, когда осоповский радист в очередной раз объявил об оставшихся до выброса 5 минутах, на поверхности плантации не осталось ни единого человека. Люди забились под землю почище кротов и землероек, и в данный момент командиры подразделений сообщали о наличии сухой пайки и воды. Если выброс продлится меньше 2 суток, то припасов хватит. Придется ввести режим экономии, чтобы обеспечить провизией сборочные отряды. Но это ерунда в сравнении с тем, чего удалось избежать. Почти 8 сотен душ оказались бы под выбросом на открытом пространстве плантаций и в составе сводной бронегруппы, и он неизбежно был в их числе. «Всем, всем, всем!» — голос осоповца был по-прежнему спокоен. «До выброса 1 минута. Повторяю, 60 секунд до выброса. Конец связи». Эфир коротко треснул электростатическим разрядом и затих. Лиман бросил крайний взгляд через наблюдательный перископ своего блиндажа на окружающие вдали над деревьями птичьи стаи. Они скроются практически мгновенно, когда до выброса останется секунд 20. Подобная индикация выброса ничем не помогла бы его людям. Слишком поздно, слишком далеко от укрытий, слишком мало времени. Полковник отошел от перископа и направился в соседнее помещение своего КП, предназначенное специально для пережидания выброса. Надежно заглубленное и добротно загерметизированное с автономным запасом воздуха для дыхания в случае необходимости. За его спиной охрана спешно убирала перископ и задраивала наблюдательные люки и амбразуры. В радиоэфире на всех частотах стояла гробовая тишина. Осоповский радиопередатчик слушали все, и сейчас ареал замер в ожидании столь внезапного удара. Крайние 30 секунд тянулись особенно долго. Лиман улегся на топчан для отдыха и невидящим взглядом уставился на лежащий рядом спальный мешок. Говорят, что особ подвергся зомбированию. Его личный состав давно потерял человеческий облик, занимается каннибализмом, зверствует и живет одними инстинктами. РАО даже представила военсовету и объединенному руководству нефтяников специальную аналитическую сводку на эту тему. Некоторые ее положения частично подтверждаются данными собственных оперативников. Водяной обходит аномалии, не пользуясь приборами либо народными приспособлениями.
А медведь и его снайперы видят в кромешной тьме даже оснащенного невидимкой противника. Как минимум один факт похищения СОПом женщины четко зафиксирован, как неоднократно зафиксированы факты боестолкновений некоторых подразделений группировки с бойцами ОСОП. Вполне объяснимо, что сателлит объявил за их головы награду, как объяснимо и то, что никто не считает ОСОП дружественной силой. Если они действительно стали зомби, то ни к чему хорошему это не приведет. Военный союз с зомби невозможен. Хотя, конечно, странное у них какое-то зомбирование. Торговлю ведут, иногда с людьми разговаривают. Впрочем, если предположения аналитика Фрау верны, и таким образом зомби просто организовали еще один способ возвращения осколков метеорита и метаморфита в эпицентр, то Лиман этому не удивится. Тут, в Ареале, возможно любая чертовщина, вплоть до полного абсурда. Сколько раз такое уже бывало? Само существование Ареала уже один большой сплошной абсурд. Но если сотрудники ОСОПа все еще люди, то как им удается постоянно жить в желтой зоне, да еще добывать там воду, не говоря о других возможностях? Абсолютно все группировки Ареала очень не против заполучить их секрет добычи воды и технологии изготовления уникальных медикаментов. Но до тех пор, пока этого не произошло, вряд ли военсовет или нефтяники всерьез заинтересуются уничтожением ОСОПа. Их загадочные светящиеся слабым светом шприц-тюбики зачастую единственное, что спасает человека, подхватившего неизвестную болезнь в результате царапины от когтей какого-нибудь ядовитого воробья или токсичного укуса чешуйчатой лисицы. А предлагаемая водяным МК в их собственной модернизации – это вообще загадка. Как 2 месяца назад неожиданно для всех вспыхнуло сражение за Тебук, причины которого до сих пор настолько туманны, что их не удается вскрыть ни нашим оперативникам, ни безопасникам РАУ, из той кровавой резни удалось выбраться 3 бойцам одного из наших подразделений. Все были в эмках от водяного. Снаряжение удержало разряд соленоида, десяток близких гранатометных разрывов, удары сотен птичьих когтей и клювов. А бронепластины безвредно поглотили более 20 дыроколов. Как говорится, кто знает, тот поймет. А теперь еще и этот передатчик с оповещениями о выбросе. Уничтожить спецотряд глупо, и военсовет однозначно прав. Настойчивые намеки РАО стоит оставлять без ответа, обещанные награды игнорировать. Необходимо усилить оперативную работу в направлении ОСОП с целью обретения их технологий. По докладам оперов, этим уже кто только не занялся. Воздух вокруг посерел и потяжелел, словно наливая свинцом, и Лиман почувствовал знакомую монотонную боль, заунывно ввинчивающуюся в мозг. Поверхность земли мелко завибрировала, и застывшие в масляных лампах огоньки пламени вяло затрепетали, уменьшаясь в размерах. ОСОП не обманул. Выброс действительно начался, и это произошло намного раньше привычного всем срока, в самое что ни на есть безопасное время. Можно лишь догадываться, сколько народу сегодня обязано ОСОПу своими жизнями. Вот уж действительно повезло, что люди или зомби-медведя, черт поймет, кто они там на самом деле, запустили свой передатчик до сегодняшнего дня, а не после. Знать бы еще, сколько этот выброс продлится. Полковник недовольно вздохнул, кривясь от зудящей в мозгу боли, и потянулся за спальным мешком. Лучшее средство от выброса, как известно, сон. Болеть не перестает, но хоть время летит быстрее. «Питание подключено», – зашипел в эфире голос Степанова. «Генератор работает стабильно». Медведь щелкнул выключателем, и под потолком коридора вспыхнули электрические лампы. «Порядок!» – удовлетворенно пробасил здоровяк, задувая укрепленный на стене нефтяной светильник, изготовленный из пулеметной гильзы. «Осталось убедиться, что водонагреватель в порядке, и счастье наступило. Кстати, о счастье!» – он посмотрел на стоящего в дверях лазарета Айболита. «Сколько у нас на складе запасных частей к генератору?» «На 1,5 десятка выбросов хватит», — ответил тот. «За прошедший месяц водяному ни разу не принесли ничего такого, так что наши запасы сократились. Может, заказать кошелю?» Если в ближайшие 2-3 торга не принесут, то так и сделаем», — кивнул майор. «Послезавтра, как зверье немного успокоится, сходим в медицинский сектор городка. Я видел там генератор, когда мы тебе рентгеновскую установку доставали. На первый взгляд он сгоревшим не выглядел». «Рентгеновский аппарат нужен не для меня лично», — обиделся санинструктор. «Это для всех.
Это забота о здоровье личного состава и очень важная часть исследований. Теперь мы сможем провести серию опытов с применением рентгеновского излучения. Ранее у нас таких возможностей не было. Ты только с заботой о здоровье не переусердствуй, как в прошлый раз, с флюорографией, вкратчиво вопросил медведь. А то нам никакая грелка не поможет. Надо же было выполнить тонкую настройку аппарата, немедленно оправдался Айболит. Он простоял в развалинах чуть ли не 2 года. Вот я сделал полную рентгеновскую карту на каждого, совместил 2 полезных дела. И нечего на меня так смотреть. Подобные дозы облучения грелка выводит за 3 минуты. Зато теперь у нас имеется правильно откалиброванный рентгеновский аппарат в идеальном состоянии. Если кто-то беспокоится за свое здоровье, я могу привести ему курс денуклеаризации еще раз. Раз уж в реале такое возможно, надо пользоваться. Неповрежденную рентгеновскую установку, которую больше 2 месяцев в один голос требовало все научное сообщество САОП, разыскал раз в развалинах медицинского сектора погибшего городка. Молодой сталкер умудрился пролезть в раздавленный всмятку катаклизмом склад медоборудования, в единственном частично уцелевшем помещении которого и обнаружилось искомое устройство. Причем находилось оно в разобранном состоянии, в запечатанном ящике. Но раз исхитрился пробраться между густо залегающими среди усыпающего пол строительного мусора очагами студня и тщательным образом изучил все бирки, нанесенные на стенки неповрежденных ящиков. В результате база получила не только рентгеновский аппарат, но и электрокардиограф, и новенькую армейскую фильтровентиляционную установку, невесть каким образом оказавшуюся на медицинском складе. На расчистку подходов к остаткам склада ушло почти 5 дней, и установить рентгеновский аппарат в лазарете удавалось лишь 3 суток назад. Едва аппарат был запущен, как Айболит развил поистине небывалую активность и заставил каждого обитателя базы отсняться с ног до головы трижды, в процессе чего снабжал подопытного грелкой и уколами каких-то экспериментальных препаратов на основе X-эссенции. Отказаться инструктору оказалось невозможно. И все терпеливо проявляли сознательность, не забывая подначивать Айболита на тему внезапно прорезавшихся у того странных фотографических наклонностей. Но сан-инструктор оставался тверд, словно камень, и задуманное завершил. После чего объявил, что досконально изучит снимки каждого и вскоре тщательнейшим образом займется здоровьем личного состава базы. Лишь внезапно начавшийся выброс помешал ему воплотить в жизнь сию угрозу. «Да, ты воспользовался», — хмыкнул майор. «Тебя в бездеятельности точно не упрекнешь. Мне весь выброс твоя флюорография снилась. Ладно, я в душ. Очень уж хочется смыть с себя 29 часов выброса. Как вовремя, кстати, он начался, иначе бы ты нас всех до смерти заснимал». «Но-но», — вскинулся сан-инструктор, — «я в целях науки и здравоохранения. Уж больно аппарат хорош, новенький, самая современная модель, грех было не использовать». «У тебя есть Бэмби, вот на ней тренируйся», — негромко хохотнул медведь. «И для дела польза». «Это даже не обсуждается», — немедленно подтвердил Айболит. «Снимками ее позвоночника я займусь немедленно. Необходимо иметь доскональную картину результатов воздействия на ее травмы наших медикаментов. Это непочатый край исследований, новое слово в медицине». «Пропала девчонка», — трагически вздохнул медведь. «Может, лучше на органы ее продадим? Это с нашей стороны будет более гуманно». «Оля», — сан-инструктор рассерженно надвинул брови на лоб, — «ты, кажется, в душ хотел». «Уже ухожу», — ощерился здоровяк с беззаботным видом, направился в сторону санузла. «Может, мне тоже в душ?» — полусонно пробормотала Бэмби, выглядывая из своей комнаты. «Нельзя», — отрезал медведь, не оборачиваясь. «Я первый. А кто первый встал, того и тапочки». Девчонка философски пожала плечами, мол, нельзя, значит нельзя, и скрылась за дверью. Айболит тихо буркнул себе под нос что-то о людях, одержимых манией преследования, и удалился к себе в лазарет. Медведь невозмутимо прошествовал к лестнице на 1-й этаж, добрался до санузла и занялся запуском водонагревателя. Выброс закончился почти в полночь. Пока поменяли традиционно сгоревшую обмотку электрогенератора, проверили крышу и вакуумные пары, прошло больше 2 часов, и самое время сейчас принять душ и отправиться спать. Завтра боевым группам необходимо в полном составе выдвинуться к месту торгового водяного,
А подобные прогулки в первый день после выброса есть занятия небезопасные. Правда, образовавшееся 1,5 месяца назад недалеко от старой торговой тропы озера, теперь оттягивает на себя животных, которые спешат на водопой после долгой жажды под выбросом. Но риск все равно не маленький. Предупреждение о выбросе прозвучало в самый разгар торгов. Сделки пришлось прервать, и 2 каравана спешно покинули поляну в поисках укрытия. Спецотряд возвращался на базу бегом, навьюченный товаром. Бежали на энерджайзерах, иначе дойти до дома вовремя никак не успеть. Почти 8 километров бегом, с грузом на плечах, меньше чем за 20 минут. Такой кросс без метов не осилить. А чем чревато опоздание даже на секунду, никому объяснять не надо. К тому же близкое озеро требовалось огибать на безопасном расстоянии. Там и зов, и обилие зверья, что мгновенно отвадит любого покупателя, так как перспектива ходить мимо озера не улыбается абсолютно никому. В общем, старую торговую тропу пришлось закрыть сразу после того, как образовался водоем. Вместо нее проложили новый путь, а вместе с ним изменили и место проведения торгов, пододвинув его ближе к границе с зеленой зоной. Теперь поляна Водяного находилась на самом краю западных развалин Ухты, соприкасающихся с синюшно-желтыми зарослями буйно разросшегося кустарника. Не приходилось сомневаться, что оба каравана за 20 минут нашли, где уберечься от выброса. В желтую зону неопытные новички не ходят, а руин вокруг предостаточно. Но на всякий случай стоило убедиться, что все обошлось. Все-таки тащить через нашпигованные аномалиями развалины на носилках несколько 200-литровых бочек есть занятие непростое. Может, кто-либо из пострадавших покупателей все еще находится в подвалах руин, неподалеку от поляны и нуждается в помощи. Всякое возможно. Перевозбужденное зверье блокировало выход или еще что. Репутацию безопасной торговой точки необходимо поддерживать, особенно после той засады, в результате которой тут появилась Бэмби. С девчонкой все было непросто с самого начала, и с течением времени стало еще сложнее. Причем с ее ранами и болячками проблем как раз не возникло. Наоборот, Айболит поставил ее на ноги за 3 выброса, и не без оснований заявил, что сочетание медицинских метаморфитов и препаратов на основе эксэссенции творит поистине чудеса. То целому НИИ хватит материала на докторские диссертации для каждого сотрудника. Спорить с инструктором никто и не пытался. Результаты лечения видели все. Расстрелянные руки-ноги у Бэмби полностью зажили. После 4-го выброса не осталось даже шрамов на коже. Еще через выбросы Айболит дочинил ее позвоночник, и с тех пор бывшая гимнастка пыталась тренироваться в выделенной ей единственной свободной комнате и длинном коридоре, минус 1-го этажа. Сам санинструктор с гордостью заявил, что в процессе лечения не только удалось восстановить позвоночник без потери гибкости, но и избавить девушку от множества мелких повреждений, характерных для профессиональных гимнастов, и даже несколько усилить систему кровообращения. Короче, за ее здоровье медведь не переживал, оно было в надежных руках. Его не скажешь о дальнейших жизненных перспективах. После 3-го выброса на поляну Водяного в день торгов заявилось сразу 4 каравана, причем 4-й пришел под самое закрытие торговли, когда у Водяного из всего товара осталось лишь несколько шприц-тюбиков с медикаментами. Но опоздавших отсутствие ассортимента совершенно не смутило. В женщине, вышедшей на сделку, Водяной без труда узнал ту самую Анну, с которой Володина пришла на Старую Поляну в тот памятный день. Анна старалась говорить очень тихо, так чтобы ее гарантированно не услышали, в первую очередь собственные провожатые, и сообщила достаточно тревожную информацию. Она сказала, что очень переживает за судьбу подруги и очень просит особ не возвращать девушку в магазин куска. Оказывается, ее возвращение с большим нетерпением ожидает масса весьма темных и зловещих личностей. В последнее время множество людей, как бы невзначай, заглядывают в магазины, будто между делом интересуются, не отпустил ли медведь гимнастку и когда она собирается вернуться. Особо подозрительные посетители подолгу обсуждали что-то с Куском наедине, и впервые за несколько месяцев в их совместной жизни Перекуп не поделился с Анной содержанием этих разговоров. Почти сразу же наемники отозвали 2 своих боевиков, входящих в состав охраны магазина, под предлогом срочной служебной необходимости, и прислали вместо них других. И Анна случайно подслушала разговор остальных охранников, в котором те называли вновь прибывших операми. В довершение всего после прошлого выброса Кусок вдруг, без объяснения причин, поселил на территории магазина 3 зловещих вида мужиков, которым якобы необходимо оказать помощь с временным жильем, так как это его старые друзья и у него перед ними должок.
В чем суть долга, Перекоп объяснить не захотел, и без обиняков перевел разговор на другую тему. Исходя из всего этого, Анна решила, что Кусок заключил сделку с какой-то из группировок. Ему пригрозили расправой, а может наоборот пообещали скидку на приобретение следующей лицензии, или даже дали денег вперед, и он продал им Володину. Только в этом случае он мог не поделиться тайной с Анной, заранее зная ее реакцию. В остальном Кусок слушался жену во всем и всегда советовался с ней перед принятием решений, потому что в бизнесе она соображала лучше него. И теперь Анна уверена, что едва Володина появится на территории магазина, девушку схватят и будут пытать до тех пор, пока она не расскажет обо всем, что интересует похитителей. И она не удивится, если за это право прямо в магазине вспыхнет серьезная резня, потому как Кусок заключил сделку явно не с наемниками, но они тоже не желают отставать от остальных, потому и прислали оперов. А вчера от командира подразделения, с которым у Куска контракт на охрану, пришел человек с официальной бумагой. Наемники, ссылаясь на резко возросшую в связи с событиями в Тыбуке криминогенную и зомби-опасную обстановку, предлагают Куску увеличить численность охраны ради повышения ее эффективности. И даже дают под это дело очень серьезную скидку. После такого никаких сомнений у Анны вообще не осталось. Она срочно собрала караван, сославшись Куску на тяжелое воспаление женской болезни, и отправилась к Водяному за лекарством. Поэтому ей обязательно надо вернуться с настоящим препаратом от особ. И она даже раздобыла для этого дела осколок метеорита. А вообще у нее только одна просьба – не возвращать подругу в магазин Куска, где девушке уже грозит смертельная опасность. Она так и сказала Водяному, опасливо косясь в сторону, где остались ее провожатые. «Отвезите ее куда-нибудь. Я даже не знаю, куда». Она растерянно вздохнула. «Может, к Днепром? Надеюсь, там ее не найдут. Иначе Танюхе точно конец. Запытаю девчонку насмерть. Всем интересно узнать, как вы живете. Я сама-то после того случая под эту раздачу не попала лишь потому, что вы меня сразу из желтой зоны выгнали с завязанными глазами. Так все равно столько странного народу приходило вопросы позадавать, что мне до сих пор за каждым углом тени мерещится». Водяной, конечно, ответил ей в духе Кварца, мол, ничего не знает и комментариев не дает. Но Анну это не смутило. Она заявила, что не могла не предупредить подругу, и теперь ее совесть спокойна. После чего выменила на осколок метеорита оставшиеся несколько препаратов и увела караван. После торгов спецотряд собрался на совещание, на котором Кварц сказал, что не удивлен и более чем ожидал подобного развития событий. Информацию об их базе не желает получить только ленивый, потому как секрет добычи воды, создания медикаментов и предсказания выброса не дает спокойно спать не только их тайному врагу, но и всем явным недоброжелателям также. Кто же откажется от такого сокровища? Поэтому контрразведчик потребовал усилить меры безопасности и степень конспирации, в связи с чем надо отозвать кнопку из сателлита, потому что рано или поздно служба безопасности РАО узнает о ее контактах с Волконским и быстро свяжет одно с другим. Тут мнения и разделились. Ученые во главе с Айболитом считали, что прерывать контакты с ЦАП нельзя, потому что это шанс получить серьезную помощь в исследованиях, а в перспективе и вовсе вынудить ЦАП возобновить настоящую научную деятельность по изучению возможности ремутации ареала. И потому сейчас без кнопки, как посредника, не обойтись. По другую сторону баррикад оказался Кварц, который утверждал, что доверять в РАО нельзя никому, ибо тандем Белов-Лозинский никогда не будет заинтересован в каком-либо партнерстве. Они попытаются получить абсолютный контроль над исследованиями и исследователями, едва обо всем этом станет известно. Возможность предсказывать выброс – сверхмощный раздражитель уже сам по себе, а тут еще и особ в придачу, в котором собралось столько людей, осведомленных об истинных причинах операции дезинфекции. На сторону Кварца стали Медведь и Водяной, остальные присоединились кто куда, и в результате прийти к единому мнению не удалось. После долгих обсуждений сошлись на том, что нужно выждать некоторое время и тщательно следить за развитием событий. Сразу же стал вопрос, что делать с Бэмби. Айболит настаивал на дальнейшем лечении, так как оно позволяло разрабатывать новые медикаменты и совершенствовать уже существующие. Кварц ни в какую не соглашался, утверждая, что Меркулов только этого и добивается. Отдавать девчонку на растерзание тоже не хотелось. А вдруг она все-таки не шпион?
В общем, разгорелся такой спор, что новая дискуссия быстро затмила собой предыдущую. В конце концов, Медведь решил вызвать гимнастку на совет и огласить ей список претензий. Пусть ответит чего-нибудь, а остальные посмотрят за ее реакцией. Девчонки, как обычно, натянули на глаза лыжную шапочку, привели на камбус, где кипели страсти и кастрюли с мясной кашей, из-за запаха которой мысли медведя так и норовили уйти в сторону от предмета затянувшегося обсуждения, и прямо объяснили ей, кто и что о ней думает. Бэмби, героически съежившись, молча выслушала все до конца, после чего сказала, что идти и некуда, потому как в ареале она знает только двух человек – Аню и Прокопенко. Поэтому если ее решат выгнать, то она очень просит отвезти ее куда-нибудь в самое глухое место, где ей можно жить, не попадаясь на глаза никому или хотя бы почти никому. После чего девчонка спросила, нельзя ли ей остаться на базе. Она будет очень стараться быть полезной хоть чем-то. Как в этот момент Кварц не пошел собирать костер для сожжения ведьм, для медведя было загадкой. Наверное, контрразведчик просто посчитал, что физика желтой зоны не позволит получить высоту огня, достаточную, чтобы сжечь Бэмби живьем. Поэтому Кварц лишь окинул всех тяжелым взглядом, мол, а я предупреждал, после чего заявил, что лично он против такого исхода в любом случае. Но если остальные решат девчонку отставить, то есть одно необсуждаемое и неизменяемое условие, а именно, до тех пор, пока с неизвестными врагами не будет полностью покончено, Бэмби никогда не покидает пределов базы в одиночку, не выходит в зеленую зону и даже не приближается к радиопередатчику, вакуумным парам и прочему нестандартному оборудованию научной группы. Фактически это означает, что она остается на базе навсегда. И вообще за ней должен следить каждый и каждую минуту. На этом обсуждение переросло в дружное молчание, которое нарушил сам объект всеобщего недоверия. Бэмби сообщила, что согласна со всеми условиями, потому что жить на базе среди людей все же лучше, чем одной посреди глухой тайги, тем более что навыка выживания в лесу у нее нет. А тут она сможет помогать Айболиту на камбузе и заниматься уборкой. А то понятие «чистота» на базе существует не только в теории, лишь тогда, когда из сателлита возвращается кнопка. Девчонка даже была готова ходить в лыжной шапочке на глазах мимо секретных помещений базы, если это необходимо. Кварца этот момент очень ободрил. Но тут за Бэмби вступился медведь, предложивший просто пристрелить девчонку, чтобы не мучилась. В итоге после недолгого совещания решили, что вечно завязанные глаза – это уже перебор, и Бэмби позволили шапочку не носить. Пока обсуждали другие вопросы, девчонка сидела молча, инстинктивно съежившись всякий раз, когда кто-нибудь бросал на нее взгляд, и не подавала голоса до самого окончания собрания. На подзанавес неожиданно заговорила, поинтересовавшись, нет ли у собравшихся возможности передать письмо в Москву, в фонд «Неравнодушные», правозащитнику Абрамову. Если как-то можно организовать такое, то она очень хотела бы рассказать своему бывшему боссу о причастности Прокопенко к торговле женщинами. Потому как очень хочется отплатить Прокопенко хотя бы чем-то. Должен же быть способ доставить письмо. Ныне покойный Си заговорил, что торговцы наркотиками могут за это взяться. Наверное. На этом ее решимость иссякла, и девчонка окончательно стушевалась. Медведь ответил за всех, деловито обронив многозначительное «посмотрим», и собрание завершилось. После чего Кварц сразу же попросил его заглянуть к себе в кабинет. «Не хочу показаться параноиком», — хмуро начал контрразведчик, едва медведь затворил за собой дверь, «но оставить эту Бэмби на базе было слишком опасным решением». «Насчет паранойи не переживай», — ободрил его здоровяк. «Все и так в курсе, что она у тебя есть, так что все относятся с пониманием. Айболит даже обещал разработать специальные укольчики». «Оля», — Кварц недовольно насупился, — «не до шуточек сейчас. Мы поступили в точности так, как хотел Меркулов. Оставили у себя внедренного агента и разрешили ему свободно передвигаться по базе. Я бы на его месте посчитал операцию 100% успешной». «Тогда чего же мы ее не пристрелили?» — хмыкнул майор. «Я ведь предлагал, если что». «Не похожа она на агента», — со вздохом признался контрразведчик. «Реагирует уж слишком естественно. Для столь умелой имитации нужны годы серьезной подготовки. А я далек от мысли, что Володина с малолетства была иностранным агентом, и начальство позволило Меркулову забрать ее из Москвы в ареал.
в связи с нехваткой специалистов. Но то, что все случилось именно так, это его рук дело, гарантирую. И ситуацию вокруг ее нахождения у нас на базе он грамотно развил. Наверняка пустил слух, где только смог, что попавшая к Ассопу девушка увидела все наши секреты. А вот все, кому не лень, ждут ее возвращения с нетерпением. «Тогда в чем подвох?» — нахмурился медведь. «Девчонка не виновата, что прислал ее Меркулов. Что-то я несколько запутался и потерял ход твоих мыслей». «Должно быть что-то еще», — задумчиво ответил Кварц, разглядывая собственные схемы, занимающие половину рабочего стола. «Что-то тут не так, я чувствую. Не просто так все это произошло. Но Бэмби не шпион, похоже, ты прав. Хотя я все равно настаиваю на том, чтобы глаз с нее не спускать. На всякий случай. Как известно, Бог бережет береженого». «Проследим», — согласился здоровяк. «База невелика. Куда она от наших бдительных очей денется? Ты что думаешь по поводу ее слов о письме к этому Абрамову? Предложение вроде дельное». «Согласен», — Кварц мгновение размышлял. «Письмо она может написать под нашу диктовку. Это исключит возможность нежелательной утечки информации. Если эту бумагу перехватят люди Белова, мы ничего не теряем. Если оно дойдет до адресата, у нас может появиться союзник на Большой Земле, а может и не появиться. Это политика, и какие силы представляет Абрамов, мне известно. Уверен, что и Бэмби слабо это представляет, если представляет вообще. В общем, пока не попробуем, не узнаем. Осталось сообразить, как организовать отправку». «Давай так и организуем, как собирался ныне покойный Сизы». Здоровяк откинулся на спинку стула, отчего тут жалобно заскрипел. «Через наркоторговцев. Поставим Кошелю задачу. Он теперь у Глобуса на хорошем счету. Не только достал эксклюзивную эмку, но и сумел ее починить. Ай да молодец. У Глобуса с подковой наверняка имеются связи с уголовниками. Думаю, передачу письма они организовать в состоянии». «Если Прокопенко в доле с Рашпилем, то вся нелегальная почта проверяется», — покачал головой Кварц. «Письмо не дойдет, а кошель засветится. Слишком рискованно». «Во-первых, Кошеля не жалко», — усмехнулся медведь. «Он барыга и зарабатывает на нас неплохие деньги. Его способ делить доход далек от честного партнерства. Тебе это хорошо известно. Он нас регулярно обманывает, так что пусть принесет пользу с риском для жизни. А во-вторых, Кошель хитер и жаден. Попадать на ровном месте не в его интересах, и отказываться от денег он не привык. Так что скажем ему прямо, что содержание письма есть компромат, и засветка может стоить ему дорого. Но зато мы хорошо заплатим ему в случае успешной доставки. Как только Абрамов данное письмо опубликует. А он наверняка его опубликует, раз правозащитник. Это же его хлеб». «По идее, да», — согласился контрразведчик. «Я скажу Бэмби, чтобы составила свой вариант сообщения. Некоторое время займет обработка, необходимые дополнения, потом она напишет конечный вариант. Думаю, через пару дней у тебя будет готовое письмо». «Хорошо», — оценил здоровяк. «После выброса вручим его Кошелю. Он будет рад нас видеть. Бедняга ночами постоянно скучает. Будет интересно посмотреть, какую сумму он запросит за такое». Сумма, как и ожидалось, оказалась далека от светлых идеалов скромности. Торгаш по своему обыкновению всячески давил на жалость, сетовал на хронический недостаток клиентов и катастрофическое падение без того ничтожных прибылей. В общем, медведю пришлось торговаться, и через 15 секунд торга сумма была снижена вдвое, а кошель проинформирован о том, что он получит свои деньги только после того, как адресат в Москве подтвердит доставку указанной корреспонденции. А если кошель постигнет неудача, то в следующий раз в магазине Водяного вообще не окажется бронепластинка Эмки. Сообщив об этом, медведь особо подчеркнул, что ему очень жаль Глобуса. Как же тот без своей Эмки-то проживет? А ведь в нее обязательно попадет несколько пуль. Весь особ словно сердцем чует. Кошель паник, признавая поражение, и почти честно признался, что доставку он гарантирует, но ему все-таки необходима некоторая сумма наличных, чтобы было чем заинтересовать курьеров, не совать нос внутрь конверта. В итоге сошлись на 10 тысячах долларов. Торговец забрал конверт и, тяжело вздыхая, побрел к своему поселению, погруженному в ночную тьму.
Через 2 выброса он сообщил, что договорился с кем надо, и письмо уйдет на Большую Землю с очередной партией златовласки, отправка которой планируется в следующем месяце. Выбирать не приходилось. Кошелю дали добро и принялись ожидать результатов. В общем, после того собрания Бэмби живет на базе не взаперти и без повязки на глазах. Ей разрешено передвигаться везде, за исключением научных помещений, и все старательно делают вид, что бдительно следят за девчонкой, если рядом появляется кварц. Впрочем, никаких трудностей Бэмби не доставляло, если не считать появления из-за нее на базе сменной обуви. Девчонка кошеварила на камбузе вместе с Айболитом, отмывала кастрюли, котелки, тарелки и добровольно взяла на себя обязанность драйди базу чуть ли не каждый день. Пришлось признать, что вокруг стало по-настоящему чисто, и как раз это и стало проблемой. Ходить по вылизанному, чуть ли не до блеска кафельному полу в грязных сапожищах было как-то неловко. Поначалу все старались топать вдоль стен, а потом на базу, на очередные отгулы вернулась Кнопка, и все закончилось коварным заговором. Кнопка, доктор Николаева и, разумеется, Бэмби, а также пошедший у них на поводу Айболит со Степановым, выступили с беспрецедентной по своей жестокости инициативой. На базе необходимо ввести сменную обувь. Надо признать, для многих это стало тяжелым ударом, особенно для Медведя. Переобуваться в чистые берцы каждый раз, когда возвращаешься на базу, было откровенно лень. Но отговорки типа «внутри эмки обувь не пачкается» ратифицировать не удалось. Ходить по базе в тапках нельзя, это резко увеличивает время приведения личного состава в боевую готовность, а после визита фронтовика с этим экспериментировать не хотелось никому. Пришлось достать со склада еще один комплект облегченных ботинок с высоким берцем, и теперь Медведь чувствовал себя школьником младших классов, возясь со шнуровкой перед и после каждого выхода на улицу. В остальном Бэмби вела себя тихо. В свободное время возилась в своей комнате или беседовала с профессором Николаевой, либо Кнопкой, если та была на базе. С обеими женщинами у нее быстро наладились добрые отношения, и Кнопка каждый раз приобретала для Бэмби в сателлите что-нибудь из одежды, опасаясь покупать сразу много вещей, чтобы не вызвать лишних подозрений. Гардероб из камуфляжа и спортивных костюмов у девчонки постепенно увеличивался, и бродить по базе в медицинском халате ей не приходилось. Требований кварца она не нарушала, в запретные помещения не лезла и по всем вопросам обращалась либо к Айболиту, что кварца не радовало, либо к Медведю, что кварца радовало. А вот самого Медведя не очень, ибо девчонка умудрялась появляться как раз в те моменты, когда здоровяк собирался лишний час вздремнуть или пообщаться со своим любимым и единственным боксерским мешком. И прогнать или проигнорировать ее удавалось не всегда. Вот и сейчас, выйдя из душа, Медведь обнаружил Бэмби, стоящей у дверей санузла. И в ее руках, что очень настораживало, не было видно полотенца. Заподозрив неладное, здоровяк попытался ускоренным шагом покинуть зону риска, но несостоявшийся шпион врага не дал ему такой возможности. «Медведь, вы не могли бы постоять со мной на крыше?» Девчонка бодро пристроилась рядом, не отставая от него ни на сантиметр. «Можно мне немного побыть на свежем воздухе?» «Не могу», — отрезал здоровяк, увеличивая скорость. «Какие еще прогулки по крыше в 3 часа ночи? Завтра рано вставать, так что всем спать». «Завтра первый день после выброса», — вкратчиво напомнила Бэмби. «До обеда базу покидать запрещено, согласно вашему распоряжению в связи с экстремальным уровнем активности мутировавшей фауны. У всех будет время выспаться». «На крыше сейчас темень кромешная». Медведь предпринял вторую попытку. «Что там делать посреди ночи? Часовому мешать?» «Подышать свежим воздухом. Я 10 дней не выходила на улицу». Бэмби опять сделала жалобные глаза. «Вы же сами сказали, что мне можно выходить подышать на крышу, и лучше ночью, чтобы я не увидела научные приборы, которые вы называете самогонными аппаратами». «Сейчас не получится. У меня сменная обувь куда-то задевалась, пока выброс шел», — мстительно заявил майор, целеустремленно вламываясь в ведущие на лестницу двери. «Ничего страшного, я все вымою», — успокоила его девчонка, ловким прыжком перескакивая через перила и преграждая ему путь вниз. «Как раз завтра буду делать генеральную уборку, только дождусь, когда вы людей на задание уведете». «Чего распрыгалась, как кузнечик?» Медведь сделал недовольную физиономию и попытался обойти Бэмби,
но та вновь переградила ему дорогу. «Не лезь под ноги, еще раз давлю случайно». «Пожалуйста, хотя бы 5 минут», — не сдавалась девчонка. «Меня, кроме вас, никто на крышу не выводит, чтобы с Кварцем не связываться, а он только вам доверяет». «Что за бред?» — лениво изобразил возмущение здоровяк. «Кварц доверяет всем, кроме тебя, разумеется. И люди не связываться с ним не хотят, а уважают его рекомендации, потому что он не от нечего делать их выдает. И все прекрасно это понимают. Кроме тебя, разумеется». «Я тоже понимаю», — заявила она и поникла. «Я понимаю, что я тут чужая, но идти мне все равно некуда, поэтому я стараюсь быть хоть чем-то полезной. Вот только очень тоскливо постоянно находиться в 4 стенах. Внутри бетонной коробки и даже воздух другой, словно в клетке сидишь». «Ладно, пошли», — вздохнул медведь. «Умеешь ты на жалость надавить?» Он подумал, что надо будет осмотреть систему вентиляции, как только дойдут руки. У нас теперь есть новенькая фильтрационная установка. Может приспособить ее к системе и запускать после выброса, а то после 30 часов сидения внутри закупоренной базы и вправду дышать нечем. «Спасибо», — обрадовалась Бэмби. «Я с позапрошлого выброса на улице не была». Она поскакала вверх по ступенькам так, что Сайгак позавидует, и майор направился следом, тяжело вздыхая. Теорию Кварца о том, что Бэмби оказалась на базе в результате хитроумных махинаций коварного Меркулова, не верил никто. Уж слишком претенциозно все это выглядело. Сам Медведь профессионализму контрразведчика доверял полностью и его позицию поддерживал. Но даже майору версия о засланце виделась крайне маловероятной. Уже же выяснили, что девчонка не врет, с Меркуловым не знакома, да и вообще никого толком в реале не знает, потому как попала сюда недавно и далеко не по своей вине. Одни только обстоятельства получения ею зависимости уже поневоле заставляют людей проявлять к ней хотя бы малую долю сочувствия. Живешь себе спокойно, никому не мешаешь, а тут на тебе украли и привезли в ареал по прихоти какого-то облеченного властью и деньгами недочеловека. Это даже обиднее, чем заработать зуд в результате дезинфекции или последующей спасательной операции. Ты, по крайней мере, хотя бы по собственной воле оказался на месте событий, а ее привезли силой в качестве живого товара. На крыше было темно, но не пустынно. А в небе над базой проносились невидимые во мраке стаи ночных птиц, обмениваясь друг с другом чередой негромких резких криков. В развалинах городка сновали хищники, подыскивая место для засады. С утра поток зверья, граница зеленой зоны резко возрастет, и их ждет богатая добыча, если все продумать заранее. Иначе одинокий охотник запросто может стать пищей для разъяренной стаи своих жертв. Однако в целом, ночью после выброса во много раз спокойнее, чем днем. Тем более, что птицы не рискуют опускаться к поверхности, растянутой над базой маскировочной сети, чувствуя скрывающуюся под ней воронку. «Как обстановка?» — тихо спросил медведь, подходя к сидящему у перископа часовому. «Пока нормально», — Базальт отстранился от перископа. «Но руины уже кишат. Филины по НВ дают десятки отметок. Чем ближе к рассвету, тем зверя становится больше. Фронтовика не видно. Зомби и бродяг тоже». «Рано еще», — буркнул себе под нос здоровяк. «Если он собрался к нам заглянуть, то не успел дойти. С утра поглядим, чем все это закончится. Выброс какой-то нестандартный случился, и 4 суток не прошло. Давно такого не было». Майор вопросительно взглянул на часового. «Справишься? Или посидеть с тобой на всякий случай?» «Разберусь». Базальт отрицательно качнул головой. «Я весь выброс в постели провалялся. Проснулся за час до окончания. До сих пор бока болят. До вечера спать не могу. Иди, Коля, займись девушкой». «Не так», — добавил он, увидев, как медведь достает боевой нож и с кровожадной физиономией оглядывается на Володину. «Ласково, не обижай ее. Ей и так от Кварца достается. К тому же ты ей нравишься». «Перестань», — поморщился здоровяк, убирая нож. «Такую стебную шутку испортил». Он покосился на стоящую в противоположном углу Бэмби, задумчиво вглядывающуюся в ночной мрак желтой зоны. «Ей тут все нравится. Идти-то некуда. Везде одна перспектива. А у нас народ сознательный подобрался». «Это ты зря»,
Тихо усмехнулся Базальт. Сознательность сознательностью. А с женщинами у нас явный дефицит. А на такую симпатяшку и в лучшие времена желающих нашлось бы хоть отбавляй. К ней никто не лезет с амурными разговорчиками только потому, что все видят, как она на тебя смотрит. Особенно после того, как ты в очередной раз ее простебешь. Советую сделать выводы. То есть ты хочешь сказать, что Кварц полностью прав, и план Меркулова увенчался успехом? Наличие одной смазливой бабы среди кучи мужиков неизбежно приводит к борьбе за нее? Медведь саркастически скривился. Может, и действительно стоило ее пристрелить. Не было бы проблемы. «Я хочу сказать», — почти беззвучно рассмеялся Базальт, что Лаванду в службе безопасности мечтал пристрелить каждый, но Туман нашел ей более логичное применение. Эта проблема исчезла. Рекомендую взять его опыт на вооружение. Мы все будем за тебя очень рады». «Да вы озабоченный, блин», — негромко возмутился Медведь. «У вас одно на уме». «Кто бы говорил», — Базальт иронично прыснул. «Никак не вспомню, кто издевательски хохотал в ЛП-32 над Лавандой, когда после той стычки ее несколько дней игнорировал Туман. Кто-то советовал ей не теряться, проявить настойчивость и не зажимать в себе природную сексуальность». «То была Лаванда», — отмахнулся здоровяк. «На ней грех было не отыграться. Кто ж знал, что она окажется вполне нормальным человеком? В ту пору ее даже Байкал на дух не переносил, а его вообще ничем не прошибешь». «Мы уже делаем ставки на Бэмби», — нарочито понимающий поддакнул ему Базальт. «Когда именно ей удастся обратить, наконец, на себя твое внимание? Оля, сделай одолжение, помоги девчонке, а то я рискую проиграть шороху 2 кило шоколада». «Выигрыш пополам?» — немедленно уточнил Медведь. «Что он тебе должен в случае победы?» «И не надейся», — отрезал Базальт. «Ничего не получишь. Вон твой выигрыш, на том углу крыши тоскует. Блондинистый такой. Кстати, Коля...» Пулеметчик сделал очень серьезное лицо и придвинулся к майору вплотную. «Ты обратил внимание, как она двусмысленно выглядит, когда на шпагате сидит? Это она так на тебя тайно воздействует, завлекает в лапы Меркулова». «Придурок!» Медведь отодвинулся от тихо хихикающего бойца. «Маньяк, блин. Правильно Айболит говорит. На этой базе одни законченные психи. А ну тебя! Службу тащи, Фрейд-самоучка!» Он отмахнулся от негромко ржущего Базальта и, рассерженно кривясь, двинулся к стоящей у края крыши Володиной. Вот паразиты. Они уже на него пари заключают. Боевые товарищи в вашу душу так. Лишь бы языки почесать. Справедливости ради стоило отметить, что на их месте он поступил бы точно так же, причем самый первый. А тут приходится быть выше столь милых сердцу забав и поддерживать психологический баланс среди оказавшихся под его командованием людей, абсолютно разных не только по характерам, но и по роду деятельности и по привычному кругу общения. Так что тут стоит 7 раз хорошенько подумать, прежде чем что-то сделать. Майор остановился в паре метров от девчонки и, тщательно избегая смотреть в сторону эпицентра, окинул взглядом шуршащую лапами и крыльями темноту, окутавшую базу. После того случая фронтовика Медведь больше не видел, и даже при движении по направлению к эпицентру всегда отворачивал голову. Это несколько успокоило расшалившиеся нервы, и даже Айболит признал его, если не здоровым, то находящимся в норме. Однако проверять, вернутся ли зловещие видения, здоровяк не очень хотел. Хорошо, хоть внутри базы можно было смотреть куда угодно, не вздрагивая от страха быть замеченным жуткой аномалией за десятки километров. «Воздух здесь совсем не такой, как дома», — негромко произнесла Бэмби. «Даже в зеленой зоне все не так, как тут». Она подняла голову и посмотрела сквозь маскировочную сеть в утонувшие в чернильном мраке небеса. «И небо совсем не видно». «Небо в желтой зоне на ночь чернеет», — задумчиво ответил Медведь. «И запахи тут другие. Растительность мутировала и пахнет иначе. Потому и воздух кажется не таким. По составу он никак не отличается от обычного. Говорят, без противогаза только в эпицентре дышать нельзя. Но единственный человек, который может это подтвердить, сидит сейчас запертым в каком-то ведомственном НИИ». «Вы про Болта?» — уточнила Бэмби. «Мне Кнопка рассказывала о нем. Единственный человек в мире, которого не поразила зависимостью.
Странно, что я ни разу не слышала о нем, пока работала в неравнодушных. Абрамов бы обязательно ухватился за такую информацию. Это же чудовищное нарушение всех прав. Держать ни в чем не повинного человека в лаборатории, словно подопытное животное. «Ну почему же не повинного?» — усмехнулся медведь. «Он даже очень виноват. Его вина в том, что у него ничтожного человечешки зависимости нет, а у великих и ужасных сильных мира сего она есть. Это преступление перед властимущими. Жаль, что информация о нем не дошла до вашего Абрамова. Согласен. Мужик он хороший, не заслужил такого». Я написала о нем в письме, которое пытается передать кто-то из ваших друзей. Девчонка прислушалась к отрывистым крикам невидимых в темноте птиц. Скажите, медведь, каковы шансы, что оно действительно попадет в Москву? Сложно сказать, пожал плечами здоровяк. Зависит от степени любопытства курьеров. Наркота через нейтралку течет, только в путь. Так что само по себе передать маляву на большую землю есть дело совсем несложное. Но если кто-нибудь засунет нос в конверт, то вряд ли письмо дойдет. Наркоторговцы не заинтересованы в том, чтобы кто-то наступил на хвост их партнерам, обеспечивающим транзит Златовласки из ареала далее по стране. Вот если наш человек сможет правильно промотивировать курьеров, и они не станут скрывать конверт, то послание дойдет. 100%. Просто раньше нам не приходилось сталкиваться с такой необходимостью. Из ареала никому из нас не выбраться. Все мы вне закона и в розыске. Семьи почти у всех погибли при катаклизме. Остальных быстренько бросили из-за зависимости и полтергейста. Нам просто некому слать письма. «Я за маму беспокоюсь», — вздохнула девчонка. «Она переживает сильно. Я же официально пропала без вести. Хотя бы сообщить ей, что я жива, у нее сердце слабое. И еще я мечтаю отомстить Прокопенко. Если бы не он, я бы никогда...» «Не вылечила позвоночник», — закончил за нее медведь. «Умей видеть и хорошие стороны в том, чего изменить не в силах. Помогает выжить там, где выжить не хочется». «Мне все еще не верится, что позвоночник полностью восстановился», — призналась Бэмби. «Каждый раз, когда я делаю сложные упражнения, ожидаю вспышку боли. Как жаль, что таких лекарств не существует вне ареала. Мне бы их 2 года назад, когда я едва на инвалидном кресле не оказалась. Все могло бы сложиться иначе». «Все сложилось так, как сложилось», — хмыкнул медведь. «Как говорится, за все надо платить. Хотите излечиться от рака, паралича и прочих прелестей большой земли? Милости просим к нам, в ареал. В награду за упорство каждому страждущему выдается зависимость. Не устраивает? Оставайтесь дома. Но в таком случае нечего жаловаться». «Вы правы, но...» — Бэмби умолкла, подбирая слова. «Как-то это все не по-доброму. Почему в жизни никогда не бывает все хорошо? Неужели обязательно что-то должно быть недоделано?» Один умный человек когда-то очень давно сказал, что без зла люди бы не смогли оценить добро, философски заметил медведь. Им просто нечем было бы сравнивать. Возможно, он прав, хотя лично я ничего не имею против того, чтобы все жили, не оценивая добра и считая, что оно само по себе разумеющееся положение вещей. Лишь бы только зла не было вообще. Но лично мне думается, что люди сами виноваты в том, что все обстоит так, как есть. Все, как ты выразилась, недоделано, потому что основная масса народа не желает доделывать. «То есть как это?» — девчонка непонимающе нахмурилась. «Что значит не желают доделывать?» «То и значит», — усмехнулся медведь. «Подавляющее большинство заботится только о себе, но даже этого оно не желает делать в полном объеме. Набили брюхо, купили шмоток, исхитрились обзавестись жильем. И все. Все довольны. Счастье наступило. Больше никому уже и не требуется глобальными проблемами заниматься лень. Вот, смотри. Наши ученые пытаются обратить вспять ареал, избавить всех. Заметь, всех, а не только себя от зависимости. И попутно решить проблему дармовой электроэнергии в масштабах планеты. И кто им во всем этом оказал содействие? Никто. Они работали в престижных научных университетах, потом приехали в ГНИЦ, после катаклизма оказались в ЦИАП, но их работы были никому не нужны. Властимущие пытались закрыть исследования, так как это угроза нефтяной кормушки.
Обычные люди не желали связываться, потому что своя рубашка ближе к телу. В результате ученым помогаем мы. Помогаем как можем, ведь мы от науки весьма далеки. Но нас не 100 тысяч, а всего лишь несколько человек. А сколько народа живет в ареале? Уже чуть больше 30 тысяч. Кто из них потребовал от РАО возобновить исследование ареала? Никто. Все возмущены. Только ценами на еду, воду и шматье. Ненасущные проблемы их не волнуют. ЦАП занимается лишь иксом, и всем плевать. Если кто-то и недоволен, то я таких не слышал. А значит, их слишком мало. То есть большинству безразлична собственная же судьба. Огромная куча трутней только и ждет, когда им поднесут что-нибудь на блюдечке. Вот мы наладили оповещение о выбросе. Думаешь, кто-нибудь за это водяному принес бесплатно хоть один мет или осколок? Просто так, в качестве спасибо. Никто. А зато в чем я железобетонно уверен, так это в том, что если мы вдруг прекратим давать оповещение, много кто явится к водяному возмущаться. Мол, что это вы перестали предупреждать? Я на вас понадеялся и чуть не погиб. Раз оповестили разок-другой, то все, теперь обязаны продолжать. Типа аудитория требует. Медведь презрительно усмехнулся и махнул рукой в знак бесполезности дальнейших разговоров. Беда большинства в том, что они только и хотят, что требовать и получать все на халяву, подытожил Медведь. Именно поэтому большинства мало что есть, и никогда намного больше не станет. Ибо словами горю не поможешь, а на серьезные дела они не способны. Зато те, кто способен, далеко не всегда испытывают непреодолимое желание тащить на своем горбу эту безразмерную кучу трутней. Я бы совершенно не удивился, если бы способ оповещать о выбросе нашли не мы, а какая-нибудь другая группировка, и она стала бы оповещать исключительно за деньги. Ради этого они и ищут в мыле наш передатчик по всей зеленой зоне с самого первого выхода в эфир. Хотят забрать себе и, так сказать, монетизировать столь эксклюзивную возможность. Теоретически это вполне реализуемо. Какая-нибудь адресная рассылка на ведомственные мобильные устройства за отдельную плату. Или что-то подобное. Уж я не знаю. Была бы возможность заработать, не прилагая труда. А желающие заработать, не работая, всегда найдутся. Именно поэтому в мире все так, как есть. «Все так плохо?» — загрустила Бэмби. «И ничего в нашей жизни не изменится?» «Конечно, изменится», — успокоил ее Медведь. «Вот получит Абрамов твое письмо, посадит в тюрьму Прокопенко, и ты поедешь жить в сателлит и откроешь там гимнастическую школу. Это позволит жителям города приобщиться к здоровому образу жизни, а моя база избавится от крайне неудобного раздражителя. А заодно ты сагитируешь ЦА бросить возню с нефтью и заняться ремутацией ареала. Словом, одни плюсы. Все, хватит дышать, марш внутрь. Мне спать пора». «Можно еще 5 минут?» — взмолилась Бэмби. «Когда еще в следующий раз удастся так?» «Бегом марш в койку», — перебил ее здоровяк. «Дважды? За один день ты меня на жалость не разведешь. И не надейся. Мала еще. Завтра я тебя выгуляю, так и быть. Если не забуду». «Я вам напомню». Бэмби озарилась счастьем. «Можно?» «Нельзя», — рявкнул майор. «А ну брысь. И умчалась в свою комнату резво. Или будешь сидеть взаперти еще 2 выброса. Я тебя быстро научил, что спорить со старшими по званию есть занятие неблагодарное. Особенно, когда он мечтает поспать». Крайнюю фразу здоровяк вещал уже в пустоту ночного мрака, изрядно веселя затихшего на посту Базальта. Часовой усиленно делал вид, что его абсолютно не интересует происходящее, пряча в темноте довольную ухмылку. Заметив взгляд начальства, Базальт сделал каменную физиономию и уставился в перископ. Судя по звуку торопливо стучащих по ступенькам шагов, Бэмби в этот момент была где-то в районе -1 этажа, и Медведь мог вздохнуть спокойно. Убедившись, что дисциплина на базе вновь стремится к недосягаемому уровню, Медведь на всякий случай сурово воззрился на часового, после чего отправился к себе. Добравшись до своей комнаты, майор улегся спать, но заснуть ему удалось далеко не сразу. Разговор с Базальтом никак не выходил у него из головы. Пулеметчик, конечно же, не лгал, и если никто не пытается строить глазки Бэмби исключительно из-за него, Медведя, значит, так оно и есть. И сознательность тут действительно ни при чем.
А это значит, что он ошибался, когда считал, что все смотрят на девчонку так, как Кварц или он сам. Интересно, что теперь со всем этим делать? Не хотелось бы ошибиться еще раз, однако. Если он не станет любезничать с Бэмби, рано или поздно остальные сделают выводы со всеми вытекающими отсюда действиями. Как бы на этой почве люди не разругались. Об этом Кварц предупреждал сразу. Да и без его аналитики несложно догадаться. Одно дело Кнопка и Водяной. Они муж и жена. Совсем другое – свободная девушка, оказавшаяся среди мужского коллектива в Ареале, в котором из каждых 13 человек женщина всего одна. Тут может запросто возникнуть конфликт интересов, даже если она сама кого-то выберет, что и происходит регулярно по всей зеленой зоне. Женщины, по, разумеется, необъяснимой случайности, предпочитают сходиться с руководством и прочими лидерами. Обиженный народец попроще тоже, разумеется, по необъяснимым причинам заявляет, что их избранники влияют на женский выбор своим положением в обществе, тем самым заставляя несчастных дам предавать свои чувства. Майор саркастически ухмыльнулся. Ну надо же, какая сложная у людей жизнь. И теперь эти сложности добрались и до его базы. «Даешь каждому по симпатичной гимнастке», – пробурчал медведь. «Пущай на шпагатах сидят». В другой ситуации он бы разрешил эту проблему в 5 секунд. Предложил девчонке выбор, тем более, что Бэмби такое предложение не в новинку. Она бы, как обычно, отказалась, и выгонять ее, конечно, никто бы не стал. Но зато каждый был бы, так сказать, официально оповещен о незаинтересованности Бэмби в пикантных нюансах взрослой жизни. Сейчас же задачка оказалась посложнее. Выходит, что Бэмби поглядывает как раз на него самого, и предложи ей выбирать, может и выбрать. И поди пойми, что у нее в голове, эмоции или холодный расчет. Если, не хотелось бы, конечно, но все-таки Кварц окажется прав, то дело будет совсем дрянь. Привязаться к вражеской марионетке. Из такого выйдет большая беда. Медведя и без того терзает нехорошее предчувствие. С тех самых пор, когда Осоп начал оповещать всех о выбросе. Странное и неприятное ощущение. Сам все это затеял, а теперь жалеет. Даже поговорить об этом с кем-нибудь стыдно. Ведь дело-то хорошее делаем. Людей спасаем. Но вот что-то тяжелое копится где-то в глубине души. И толком не понять, что же это. Как бы Кварц не оказался во всем прав. Майор тяжело вздохнул и закрыл глаза. Нет, ерунда все это. Просто нервы шалят из-за фронтовика. И чего только ему от меня надо? Оставила бы ты человека в покое, злобная аномалия. Собачкой своей в мячик сыграй. У тебя такая милая псина, просто слов нет. Обязательно, что ли, охотиться именно за ним? Мало в Ареале народа, что ли? Медведь болезненно потер подбородок. Так дело не пойдет. Не может быть абсолютно все плохо, что-то должно быть хорошее. Должно. Надо увидеть плюсы в любой ситуации. Он же сам только что поучал Бэмби. Что со всем этим делать, будем думать завтра. Утро вечера мудреней. Надо бы побыстрее передавать письмо Абрамову. Пусть он закрывает Прокопенко в СИЗО и забирает Володину в сателлит. Проводить совмещенный чемпионат Ареала по гимнастике и защите прав человека. А то некрасиво как-то получается со всеми этими амурными делами. И самое хреновое во всем этом то, что девчонка Медведю действительно нравится. Кнопка вошла в кафе за 20 минут до встречи и огляделась, отыскивая свободный столик. К ее удивлению, доктор Волконский был уже здесь. Замдиректора ЦАП поднялся ей навстречу и жестом пригласил за свой столик. Раз он появился тут настолько заранее, значит, эта встреча для него не только важна, но и вызывает определенные опасения. А это настораживает, особенно после тренингов Кварца. Лицо Кнопки приняло выражение вселенской умиротворенности и беззаботности, и молодая женщина направилась к именитому собеседнику. «Рад видеть вас, Екатерина Игоревна», — доктор наук галантно отодвинул для нее стул. «Взаимно, Александр Константинович», — поздоровалась Кнопка. «Вы сегодня рано». «Я хотел убедиться, что за мной не ведется слежка», — тихо произнес тот, усаживаясь напротив. «Слежка?» — очень натурально удивилась Кнопка. «За вами? Кому потребовалось следить за главным научным специалистом ЦАП? Вы же не покидаете пределов сателлита». «Нашей службе безопасности, конечно же», — вздохнул доктор наук. «Формально ничего такого я за собой не замечал, но некоторые из моих коллег прямо заявляют, что как только информация, которую мы получили благодаря вашей помощи, Екатерина Игоревна, дойдет до СБ,
они мною займутся вплотную. Признаться, я этого в определенной степени опасаюсь. Боюсь, я не вполне понимаю, в чем суть проблемы. Кнопка бесхитростно захлопала глазами. Все оказалось гораздо серьезнее и сложнее, чем я думал. Волконский украдкой огляделся, словно вычисляя соглядатая. Я даже не представлял, что настолько. Признаться, получив от вас самый первый образец медицинского препарата и считавшийся у нас мифической лабораторией, я ожидал увидеть очередную профанацию, ерунду, пустышку. В лучшем случае наш стандартный препарат только перелито в другую емкость или в перекрашенный шприц-тюбик, не более того. Но результаты исследований повергли в шок весь мой персонал. Это доселе неизвестное науке вещество, напрямую связанное с особенностями строения ареала и его физикой. Уникальные свойства, поразительный эффект, поистине безграничные перспективы для исследований, если бы не тот факт, что мы не в силах его синтезировать или добыть. И оба препарата, что вы представили мне позже, демонстрируют ту же картину, только еще более уникальную. «И что же в этом плохого?» — улыбнулась Кнопка, светясь позитивом. «Похоже, дело принимает не самый широкий оборот. Это то, о чем предупреждал Кварц, и сейчас необходимо быть предельно осторожной. Разве наша служба безопасности не будет рада успехам ЦАП?» «Успехом ЦАП будет», — уныло закивал Волконский. «А вот успехом других вряд ли. Понимаете, Екатерина Игоревна, кое-кто из моих людей считает, что СБ захочет взять наши исследования под очень тщательный контроль. Препараты, которые вы столь любезно согласились достать через ваших друзей, продает некто Водяной. До сего момента мы считали эту личность мифической, плодом сталкерского фольклора. Но данные медикаменты более чем реальны. Значит, Водяной существует. Соответственно, все, что о нем говорят, имеет как минимум долю правды. «И что же о нем такого говорят?» Кнопка с интересом посмотрела на доктора наук. «То, что рассказали мне, внушает очень серьезные опасения». Волконский тяжело вздохнул. «Он живет где-то в желтой зоне, вместе с бывшими сотрудниками отряда специальных операций, ныне подвергшихся зомбированию в той или иной степени. И медикаменты эти производятся там же. Они же, я имею в виду особ, наладили оповещение о выбросе, о чем теперь известно каждому». «Но разве это плохо?» – удивилась Кнопка. «Заблаговременное предупреждение может спасти чью-то жизнь, особенно если выброс застиг человека вдали от поселения или убежища. Разве нет?» «О, да, это абсолютно так», – поспешно согласился Волконский. «Проблема в другом. Весь состав особ является государственными преступниками. Они обвиняются в измене родине, терроризме и находятся в международном розыске. Если служба безопасности узнает, что мы работаем с их препаратами, над нами установят тотальный контроль. А я имел неосторожность сообщить некоторым своим коллегам о вашем рассказе, в котором упоминалось некое одомашненное животное-мутант, способное предсказывать выброс. Боюсь, наша СБ проведет нездоровую аналогию и потребует от вас объяснений». «Я-то тут при чем?» — Кнопка сделала большие глаза. «Живет себе кролик где-то в глухой тайге у неприсоединившихся. Разве это преступление?» «Возможность предсказывать выброс – это мощный политик и социальный рычаг при правильном подходе». Волконский сник еще сильнее. «Служба безопасности может предпринять попытку захвата животного. Вы знаете, где его найти?» «Я ничем не смогу им помочь», – весело отмахнулась Кнопка. «Неприсоединившиеся живут очень нелюдимо. Вы же знаете причину, Александр Константинович. У многих из них есть дети, рожденные в реале. За это их, мягко говоря, недолюбливают. Так что люди эти пугливы, они спрячутся еще до моего приближения, если вместе со мной на горизонте покажется хотя бы один незнакомый им человек. И я очень сомневаюсь, что наша СБ сможет их разыскать». «В этом с вами единодушен весь наш коллектив», — невесело подтвердил Волконский. «Наши безопасники не найдут этих людей, а вместе с ними исчезнете и вы, Екатерина Игоревна, либо исчезнет ваша связь с ними. В любом случае мы потеряем единственную возможность понять, как было получено то уникальное активное вещество, что составляет основу медикаментов из желтой зоны. Без посредников нам не наладить связь с Водяным и лабораторией. Я пробовал говорить со сталкерами из поискового отдела. Приватно, разумеется. Они даже слышать не хотят об экспедиции в желтую зону.
Говорят, что подступы к ней контролируют криминальные группировки, а при слове «особ» и вовсе приходят в ужас. Каннибализм, неоправданные убийства с особой жестокостью, свободное нахождение рядом с водоемами, даже поедание трупов зомби. У меня кровь стыла в жилах, когда я выслушивал краткую справку по тому, во что превратился особ. «Кошмар», — согласилась Кнопка. «Но зачем тогда особу создавать медикаменты и помогать людям? Тем более, зачем они организовали оповещение о выбросах? Наши психологи считают, что зомбированные сотрудники данного отряда испытывают конфликт подкорковых центров головного мозга с его корой», — пожал плечами доктор наук. «То есть столкновение рефлексов безусловных с условными. Зомбирование заставляет их убивать и пожирать людей, а остатки человеческого сознания, ранее принадлежащего специалистам по защите, требуют людей защищать, и вследствие этого они мечутся между двух противоречий. Эти уникальные препараты созданы кем-то из сотрудников ГНИЦ, подвергшихся зомбированию, которые живут где-то там же. Впрочем, имеются и другие версии, не менее сюрреалистичные, чем это. «Скажите, Александр Константинович», — мягко перебила его Кнопка, «если бы вы получили в свое распоряжение технологию синтеза этого загадочного и уникального вещества, это успокоило бы службу безопасности?» «Это была бы уникальная возможность», — воскликнул Волконский. «Хотя мы в любом случае попытаемся держать СБ в неведении как можно дольше. Имея в распоряжении такую технологию, мы сможем требовать от силовиков прислушиваться к нашим рекомендациям. Это однозначно, так как сильное падение эффективности стандартных препаратов сказывается на всех, и на них в том числе. Пока же результаты нашей деятельности не позволяют хлопать дверьми в кабинетах власти». «Вы уверены, что ЦАП будет проводить серьезные исследования в этом направлении?» — вежливо уточнила Кнопка. «Вы ведь сами сетовали на отсутствие квалифицированных специалистов, способных заниматься столь сложными разработками». «Вы не понимаете», — встрепенулся Волконский. «Это прорыв, невиданный уровень, новая эра в науке. Препараты, способные лечить рак, восстанавливать утраченные функции нервных волокон, омолаживать организм, регенерировать повреждения внутренних органов, спинного мозга. Да я брошу на это всех, кого только найду. Я лично займусь этим. Возможно, это путь к излечению зависимости. Как жаль, что активное вещество разрушается мгновенно, если препарат покидает ареал. Но если зависимость будет побеждена, мы победим и основную массу наиболее страшных болезней нашего времени». «Я поняла», — улыбнулась Кнопка. «Желание заняться всем этим всерьез у вас есть». Ее лицо вдруг сделалось хмурым и недоверчивым. «Мне бы очень не хотелось, чтобы мои друзья рисковали впустую, предоставляя вам уникальные технологии. Эти знания должны помочь всем людям, а не только тем из них, кто наделен властью и большими деньгами». Она достала из сумочки небольшую флеш-карту и протянула ее Волконскому. «Вот, возьмите». «Что это?» Замдиректора ЦАП забрал у нее флешку и невольно огляделся по сторонам. «Чертежи устройства и полное описание технологии расслоения нефти тип X на составляющие, одним из которых является то самое биологическое активное вещество», — объяснила она. «Плюс подробные инструкции по изготовлению из него универсального антидота, нейтрализующего все известные на данный момент токсины живых форм ареала». «Но...» — доктор наук опешил от неожиданности. «Откуда это у вас?» «Мои друзья сильно рисковали, доставая это из желтой зоны», — уклончиво ответила Кнопка. «И они надеются, что вы не станете игнорировать предоставленные вам данные. Если нам удастся наладить продуктивное сотрудничество, позже для вас попытаются разыскать и другие технологии». «Невероятно!» — Волконский переводил изумленный взгляд с флешкой на Кнопку и обратно. «Звучит фантастически. Как вашим друзьям это удалось? И как осуществляется сбор данных? Ведь в желтой зоне не работают даже фотоаппараты. Впрочем, неважно. Чем я могу отблагодарить ваших друзей, Екатерина Игоревна?» «Неукоснительным соблюдением конспирации». На лице Кнопки не было ни тени улыбки. «Люди рискуют своими жизнями, если вы понимаете, Александр Константинович». «Да, разумеется», — торопливо согласился доктор наук. «Я сделаю все, чтобы сохранить тайну. Это будет непросто, но принять определенные меры в моих силах.
И чем раньше мы сможем продемонстрировать обществу в целом и руководству в частности новые и эффективные препараты, тем больше станет возможностей. Екатерина Игоревна, с вашего позволения я откланяюсь. Я должен немедленно изучить предоставленные вами данные. Конечно, Александр Константинович, не буду вам мешать, вежливо улыбнулась Кнопка. Желаю успехов в исследованиях. До свидания. Волконский попрощался и вышел, заторопившись в сторону административного квартала, в котором располагался ЦИАП. Кнопка проводила его взглядом и заказала официанту чашечку кофе. Рабочее время закончилось, главное дело сделано, и можно некоторое время поразмышлять. Посидеть спокойно долго не получится. Одинокая женщина в реале – это слишком сильный раздражитель. Надо пользоваться тем, что в кафе пока еще мало народа. Вскоре здесь станет людно, и предложения составить девушке компанию посыплются с частотой пару раз в минуту. Ей это быстро надоест, и придется возвращаться в свою квартиру. Там стильно, кондиционировано, имеются все удобства и царит идеальная чистота, но от всего этого помещения ей меньше напоминать подземный тюремный каземат не стало. На чумазой базе особ уютнее. Бесконечное количество раз. К тому же после появления Татьяны там стало очень даже чище. И она согласна с Володиной. На базе необходимо сделать косметический ремонт. Стены в комнатах выкрасить, полы застелить мягким покрытием, спальные мешки на нормальную постель заменить. Это же дом, как-никак. Таню мужики, конечно же, слушать особо не станут, а она у Кварца на вечном подозрении. Ну ничего, вот закончится вся эта эпопея с сателлитом, и Катя обоснуется на базе на постоянной основе. Вот тогда они вдвоем и произведут культурную революцию. Кнопка улыбнулась своим мыслям. Давно пора, кстати. К сожалению, сейчас времена далеко не лучшие. Аналитические выкладки Кварца подтверждаются все чаще. Вот и сегодня Волконский повел себя так, как предсказывал контрразведчик. Замдиректора ЦИАП сначала испугался попасть под пристальное внимание службы безопасности, а потом сделал вид, что верит ее словам о том, что некие друзья достали технологии желтой зоны, хотя любому понятно, что выдать данные особа без уничтожения особа может только сам особ. Или же доктор наук предпочел вообще не думать о том, как и откуда к нему попали вожделенные данные. А это, в свою очередь, означает, что Кварц снова прав. Волконский надеется разобраться со службой безопасности РАО через Лозинского или Белова. И для этого ему нужно вновь представлять собой уникального и незаменимого специалиста, приносящего РАО выгоду, заменить которого невозможно. Получится у него подобное или нет, это большой вопрос. Но в том, что деятельность Волконского быстро заинтересует людей Белова, Кварц не сомневался. И не верить контрразведчику оснований не имелось. Весь прошедший месяц спецотряд готовил базу к возможному штурму. На подступах устанавливались мины, вокруг базы выкапывались закрытые и замаскированные позиции для ведения огня из бесшумного и беспламенного оружия, тыл осаждающим, если таковые появятся. Со стороны зеленой зоны было натоптано несколько ложных троп, ведущих в тупики, чтобы сбить противника с толка и подставить его под прицельный огонь установленного на крыше базы АГС-17. Дальнюю от зеленой зоны стену базы подготовили к подрыву, и от нее проложили два маршрута вглубь желтой зоны, на крайний случай. Если база все-таки падет, и кто-то из ее защитников останется в живых, они подорвут заряд и через пролом в стене выберутся на эти маршруты. Водяной ежедневно проходит по ним пару километров, обновляя замаскированные вешки, которыми отметили безопасный путь. Маршруты выводят к дальнему стрельбищу. Там отрыли две небольшие землянки, в которых приготовили запас воды, продовольствия, боеприпасов и гильз-пробников. Конечно, серьезную оборону в землянках держать не получится, но укрыться можно, в том числе переждать выброс. Там даже имеются несколько самодельных экземпляров поддельных аномалий, изобретения раса. Смышленый парнишка соорудил надувной муляж пня, на котором сидит соленоид. Набор колышков с растянутой между ними тонкой серебристой проволокой, которая при минимальной маскировке среди растительности дает очень даже неплохое сходство с паутиной, и даже синюю лампу с какой-то там микросхемой. Если пожертвовать парой осколков, то ночью лампу и прилагающийся к ней автомобильный аккумулятор можно поместить в яму, заложить слоем тонкой ваты и включить.
Синий свет будет неравномерно подрагивать, освещая весь муляж. И издалека наблюдателю будет казаться, что он видит лужу студня 2 метров в поперечнике. Хотя все надеются, что до штурма базы дело не дойдет. Официант принес заказ и сообщил, что ее кофе уже оплачен неким джентльменом, сидящим за столиком напротив. Пришлось слегка повысить голос и попросить счет, чтобы за столиком напротив было хорошо слышно. Скоро придется отсюда уходить. По вечерам в кафешках сателлита в одиночку девушки не сидят. В смысле сидят, но те, кто, скажем так, вышел на работу. Сие занятие официально запрещено, но в реальности никто с этим бороться не собирается. Кстати, о борцах за справедливость и прочие счастья трудового народа. У Прокопенко несколько дней назад появилась еще одна пассия, теперь их у него 4. Сие событие любопытно тем, что девица в ареале новичок. Говорят, что одну из гламурных консультанток какого-то иностранного банка привезла сюда Златовласка. Пока она ведет себя тихо и на людях почти не появляется. Но поначалу такое бывает у всех. Осознание того, что покинуть ареал невозможно, и о прежней жизни придется забыть, дается людям нелегко. Общение с женщинами, обменявшими себя на материальные блага сателлитовских чиновников, вызывало у Кнопки отвращение. И знакомств с пассиями местных бонс она принципиально не заводила. Но именно с этой девушкой она, пожалуй, познакомится. С ее должностью устроить такое будет легко. Надо будет попытаться заручиться доверием этой девицы и выяснить подробности ее переселения в ареал. Учитывая обстоятельства, при которых попала в ареал Татьяна Володина, не исключено, что на Прокопенко удастся собрать еще кое-какой компромат. Кто знает, Златовласка ли тут всему виной на самом деле? Когда-нибудь этому упырю все равно отольются женские слезы. А вообще Кнопка хочет в желтую зону, и тут ей все до чертиков надоело. Вот так вот. Там посреди аномалии водяной бродит, нечищенный, не кормленный, а она здесь сидит одна-одинешенька. Но просто очень несправедливо. Жаль, что в этот раз выброс начался столь неожиданно. Это сорвало все планы. Так бы разговор с Волконским произошел еще 4 дня назад, и сейчас она находилась бы на базе 2 сутки. А теперь придется ждать еще 3 дня. Кнопка грустно вздохнула и потянулась за дымящейся чашкой кофе. Вот она! Раз победно вскинул вверх руку, сжимающую только что подобранный метаморфит. «Ничего себе!» – Водяной удивленно разглядывал небольшую лунку в красной резине земли, из которой молодой сталкер только что вытащил грелку. «Это ты ее по своей системе вычислил?» «Ага», – раз потер найденный мет, а рука в сине-желтом камуфляжа, удаляя с его поверхности комочки красноватой почвы. «Теперь мы знаем еще одно верное место. Остается лишь проверить его после каждого выброса. И скоро радиация нам будет вообще не страшна». «На одном и том же месте каждый раз появляется один и тот же мет», — Водяной вспомнил давнишнее объяснение раса. «То есть грелок у нас скоро будет по небольшой кучке на человека». «Мет всегда один и тот же», — подтвердил молодой сталкер. «Но появляются они не всегда. После какого-то выброса мет есть, а после какого-то нет. Этой закономерности я пока не знаю, иногда по несколько недель может быть пусто, но это все не важно. Мы нашли место, где рождается грелка. Это огромная редкость». «Ты же говорил, что грелок раньше полно было?» — уточнил Водяной. «Или я путаю?» «Так ведь то было раньше», — хмыкнул Раз. «Раньше она вообще никому не нужна была. Ее туристам на Ухтинском рынке за бесценок продавали. За пределами ареала она не работает. Считалось, что внутри тоже. Один из 3 бесполезных метов, у которых не было выявлено полезных свойств, пока в ареале не имелось радиации. Зато теперь ее хоть отбавляй, и народ быстро выяснил, что дозиметр теплеет при приближении к области радиоактивного заражения. А несколько месяцев назад кто-то заметил, что грелка из организма радиацию выводит. Теперь это очень популярные меты, вот только основные их запасы лежат в хранилищах гниц. Тогда ж никто не знал об их пользе, вот и сдавали бесполезные меты ученым ради обычной премии. «А какие свойства у 3-го мета?» — поинтересовался Водяной. «Ты сказал, их было 3». «Не знаю», — признался молодой сталкер. «Их еще не раскрыли. Сам мет называется «Пустышка». Название это к нему очень давно прилепилось, потому что толка от него никакого не было.
И он даже внешне ничего особенного не представляет. Мутный такой и неровный. До катаклизма туристы и коллекционеры его не любили. Некрасивый он, стоил гроши. Сталкеры обычно с ними связывались. Многие даже не подбирали, если находили. Тогда же за сбор метов срок давали от 3 до 7 лет. А кому охота на лесоповал загреметь, если при тебе найдут метаморфит, который даже 50 баксов не стоит? А вот после катаклизма я пустышку еще ни разу не встречал. Слышал, будто у неприков есть 1 или 2, но говорят, что они сами не в курсе, для чего она. «Может, скрывают?» — предположил Водяной. «Они же пугливые, всего боятся, не хотят проблем». «Может и так», — раз пожал плечами. «Только я думаю, что они действительно не знают. Их беды ведь из-за детей обезьянок возникли, а не из-за метов. Так что скрывать свойства пустышки им особого резона нет. Да и не продержишь в ареале такое в тайне. Кто-нибудь все равно разболтает. Влад, давай еще пару мест осмотрим. Время у нас есть». «Давай», — согласился Водяной, бросая взгляд на неяркое голубое пятно солнечного диска, неподвижно застывшее посреди зеленого небосвода. «Часа 3-4 еще можно побродить». Поисками метаморфитов в Водяной раз занимались с самого утра. После столь нестандартно случившегося выброса карта залегания аномалий сильно изменилась, даже в зеленой зоне. В желтой она поменялась едва ли кардинально. Когда к 3 часам пополудни первых суток спецотряд покинул базу, чтобы проверить, что стало с торговой поляной Водяного, привычный маршрут пришлось изменить полностью. До вечера осматривали близлежащие руины Ухты, но никаких следов гибели спешно покинувших поляну клиентов не нашли. Весь вчерашний день ушел на изучение обстановки в районе базы и составление новой карты статичных аномалий. Сегодня Медведь увел людей на подготовку завтрашних торгов. В зеленой зоне надо подкорректировать вешки, отмечающие начало торговой тропы, уходящей в желтую зону. В самой желтой необходимо выбрать новые позиции для стрелков. Особой работы для расы Водяного не было, и молодой сталкер уговорил Медведя отпустить их на обход гребных мест. Так он называл точки, в которых вычислил появление метаморфитов. За полдня поисков они обошли не меньше 2 десятков таких точек, в 4 из которых действительно обнаружились меты. Но пока их улов был не богат. Пара примусов, светлячок и адреналин. В принципе, как раз адреналин сам по себе является очень неплохой находкой. Он был одним из метов, которые сохраняли свои полезные свойства и вне ареала, и поэтому за него в приемных пунктах давали неплохую цену. Энерджайзер, за пределами ареала не работающий, внутри него давал вдвое больше эффект. Зато только что найденная грилка была приобретением серьезным. Очагу в радиационной опасности в ареале после катаклизма хоть отбавляй, и столь ценную вещь не отказался бы заполучить любой сталкер. «Пошли к ЛП-24», — предложил Раз. «Там недалеко был пустырь, на нем сидело сразу 5 аномалий. Правда, я там ни разу ничего не находил, но по моим расчетам рано или поздно обязательно что-нибудь появится. Уж очень удобно они кучкуются. Заодно посмотрим, что с ними стало после выброса». «Это еще 10 километров пути». Водяной попружинился на ногах, прислушиваясь к тяжести рюкзака и вспоминая, сколько бутылок с водой в нем осталось. «Далековато от базы, и местность открытая. Если встретим кого недоброго, наши к нам на выручку будут часа 3 идти». «Убежи, мне привыкать», — весело отмахнулся Раз. «Да и база нас услышит километров за 5-6, в крайнем случае выйдут навстречу». «Разберемся», — уверенно заявил молодой сталкер. «Вспомни, как мы начинали, никаких раций вообще не было. Вода у тебя осталась?» 3 бутылки», — Влад снял с пояса опустевшую флягу. «Подожди, надо перелить на всякий случай, вдруг действительно бежать придется. На бегу за водой в рюкзак особо не полазишь». «Перелей», — согласился Раз. «Только вряд ли мы кого-нибудь у ЛП-24 встретим. С тех пор, как севернее Лабы пустырь образовался, оттуда прямая видимость на железную дорогу открылась, а по ней бронепоезда ходят, так что никто долго в том месте не задерживался. Никому не улыбается получить очередь из крупнокалиберного. Проводники не дремлют». «Профессор в лабе все еще живет?» Водяной наполнил походную флягу из бутылки, сосредоточенно следя за тем, чтобы не уронить мимо ни капли. «Вроде говорили, что там крыша обвалилась.
Кто-то туда из гранатомета выстрелил. А они под открытым небом находиться не любят. Вот заодно и посмотрим. Нам близко подходить смысла нет. В бинокль поглядим. Там издалека видно будет. Раз убрал грелку в подсумок. Но я думаю, в раке все это. Если бы профессор оттуда ушел, в лабе по-любому нашли что-нибудь интереснее. И похвастать уж точно не забыли бы. Раз находок не было, значит он все еще там. Идем? Идем. Влад прицепил флягу обратно, давил оставшуюся в бутылке воду и с размаху запустил пустую емкость вдаль. Бутылка пролетела метров 5 и внезапно брызнула в сторону направления движения целым потоком тонких пластиковых игл. «Сито!» – довольно определил он. «Как ты узнал, что там сито?» – изумился Раз. «Ты же говорил, что не видишь аномалий». «Не вижу», – вздохнул Водяной. «Я и не знал. Просто бросил бутылку туда, куда идти нельзя. Это я уже потом понял, что там сито, когда ее на иголке распустило. Прикольно получилось, да?» «Ну, мне бы твой энтузиазм», — укоризненно посмотрел на него Раз. «Приколист, блин. И как ты так лихо аномалии обходишь? Столько людей сложилось, а тебе на аномалию поглазить, что ребенку в цирк сходить?» «Цирк я не люблю», — поморщился Влад. «Как и зоопарк. Там животных в клетках держат. Как можно, например, фантика годами безвылазно в клетке держать? Живое существо ведь. А на аномалии посмотреть интересно. Я вас между ними вожу постоянно, а что это такое, не понимаю. Для меня они все на одно лицо. Направление, куда нельзя идти. Я их не различаю, так как ты». «Ладно, пошли». Раз поправил автомат и внимательно всмотрелся в кромку синюшной в желтых потеках растительности, тянущуюся метрах в 30 правее. На открытом месте долго лучше не стоять. Сегодня первый день нелетной погоды. Мало ли, кто сейчас по желтой бродит. Они приблизились к лесной опушке и двинулись вдоль нее на север, стараясь держаться вплотную к мутирующему лесу. Идти вдоль кромки растительности выгодно и опасно одновременно. С одной стороны, ты не вляпаешься в паутину, потому что ей здесь негде растянуться, а фильм всегда предупредит о студне или о затаившихся в кустах мутантах. С другой стороны, идущих вдоль опушки видно издалека, и это риск, поэтому дорогу выбирал Водяной, ему это сподручней. А идущий позади Раз ни на миг не переставал обшаривать взглядом окрестности. Обычно эта несложная тактика работала безотказно. Опасность удавалось замечать загодя и заранее ее избегать. Если вы отправились в желтую вдвоем, то вам стоит делать ставку не на убойную силу вашего оружия, а на скорость и выносливость ваших ног. В этом случае шансов вернуться живыми и невредимыми гораздо больше. Поэтому Раз с Водяным, уходя в поиск парой, эмки не надевали, ограничиваясь только латниками. Это позволяло нести больше запас воды для Водяного и поэтому являлось решающим преимуществом, если шли надолго. В результате 10 километров по желтой зоне преодолели за 2 часа. Скорость, близкая к рекордной по местным меркам, а рюкзак Влада лишился еще одной бутылки, скорость обычная по меркам Водяного. Пока Раз беззлобно посмеивался над другом, прячущим опустевшую емкость в рюкзак в целях экономии наливной тары, легкий порыв ветра донес до них пронзительные резвые звуки птичьего крика. «Тихо!» Раз насторожился и быстро залег, сливаясь расцветкой камуфляжа с покрытой желтой сыпью синей травой. «Кто-то спугнул птичью стаю!» Он достал из-под сумка бинокль и всмотрелся в верхушку деревьев. «Это с другой стороны опушки, где лес заканчивается». «Оттуда до лабы меньше 200 метров», — негромко ответил Водяной. «Похоже, к ней идет кто-то еще. Ты уверен, что нам стоит идти дальше? Их там точно не двое, раз птицы не нападают». «Так уже почти пришли», — с досадой поморщился молодой сталкер. «Давай зайдем в лес и изнутри выйдем к опушке. Хоть из леса посмотреть, что там такое. Зря столько топали, что ли». «Тогда заходим прямо тут». Водяной осторожно поднялся и потопал в лес прямо через кусты. «Место чистое, дальше слишком опасно. Места, где можно пройти, очень узкие. Паутина кругом». Раз бросил на дисплей УИПа недовольный взгляд. «Влад, далеко не углубляйся, на зверье бы не натолкнуться. Подлесок из лиан и водорослей, любимые места плоских волков и осьминогов. Если к лабе идет толпа с кучей стволов, зверье по-любому сильно напряглось». «Филин никого не видит», — шепотом ответил Влад, бодро петляя между деревьев. «Я даже птиц не замечаю, которые кричали. Сейчас выйдем к опушке, посмотрим, там кусты жиденькие. Зомби!» Он рывком спрятался в бесформенную копну ленточника и раз метнулся за стоящее рядом дерево.
Осторожно выглянув из-за облепленного желтым мхом непрочного, словно тугой пластилин ствола, он смотрелся вперед, туда, где в паре метров заканчивался лесной массив. Опушка упиралась в обширный, поросший синюшной травой и невысоким густым кустарником пустырь, посреди которого виднелась бетонная коробка полевой лаборатории РАО. Строение было изрядно повреждено. Входные двери и грузовые ворота выбиты. В стенах зияла пара крупных проломов, но общая целостность конструкции сохранилась, и крыша над лабораторией никуда не делась. Вокруг здания находилось не меньше полусотни вооруженных зомби, облаченных в разношерстные камуфляжи. Существа, бывшие когда-то людьми, разбились на группы и монотонными шагами, словно безразличные ко всему движущиеся манекены, неторопливо прочесывали прилегающую к лабе местность. Зомби тщательно осматривали каждый куст и никуда не спешили, словно были точно уверены в успехе своих действий. «У всех латники», – прошептал Раз, поднося глазам бинокль. «А комки разные. Это не солдаты, те ходят во всем одинаковом. Блин, Влад, это их сталкеры. Поисковый отряд темного властелина. Они что-то ищут здесь, у лабы». В этот момент изнутри лаборатории раздался яростный трубный рев, и в пролом с огромной скоростью вылетел здоровенный обломок кирпичной кладки весом в добрых килограмм 30. Этот метательный снаряд пролетел с десяток метров и врезался в группу зомби. За мгновение до столкновения с кирпичной глыбой безмолвные существа с бездушным взглядом резким прыжком бросились в разные стороны, уходя от удара, и лишь один из них не успел уклониться. Обломок снес его с ног, словно мяч кеглю, и трубный рев повторился, звеня победными нотками. «В лабе еще и сторож», — констатировал Раз, не отрываясь от бинокля. «Далеко, не видно. Вижу только халатик профессора, маячит внутри грузовых ворот. Выходит, в ЛП-24 двое жильцов». «А зачем зомби нападать на профессора со сторожем?» — удивился Водяной. «Я думал, у них между собой, если не дружба, то, по крайней мере, мир. А тут... на тебе, каменюкой!» «Им лаба не нужна», — молодой сталкер отрицательно покачал головой. «Они не затем пришли, тут что-то другое. И сторож неспроста так разозлился. Обычно они на зомбаков не бросаются». И действительно, уклонившиеся от забломка зомби никак не отреагировали на сторожа, и группа собралась вновь, даже не посмотрев в сторону пролома в стене, и продолжила медленно и методично прочесывать низкорослый густой кустарник. Брошенный сторожем снаряд, похоже, убил их товарища на месте. Но и этот факт зомби не заинтересовал. Молчаливый отряд вел поиски, и оставшаяся необысканная часть пустыря неуклонно сокращалась. Внезапно в ближайших к лесной опушке кустах что-то зашевелилось, и в приближающихся к ним зомби ударили автоматные очереди. Трое вечно молодых, не издав ни звука, рухнули в траву, остальные вскинули оружие. Из кустарника с иступленными криками выскочили два человека, поливая безмолвных противников длинными очередями, но тут же попадали, изрешеченные ответным огнем. «Нервы у мужиков не выдержали», — Раз с грустью вздохнул. «Шансов у них все равно не было. А вот кого зомбаки искали. Видать, гнали их долго. Когда стали настигать, сталкеры поняли, что не успеют до леса добежать, и попрятались в кустах возле лабы. Надеялись, что зомбаки полезут внутрь лабы их искать, а они тем временем уйдут. Не получилось. Зомбаки, походу, полезли. Кто-то сторож такой злой. И сразу поняли, что людей в лабе быть не может, а там другие жильцы. «Почему зомби не уходят?» Влад напряженно вглядывался в неподвижно замерзшую над трупами убитых сталкеров группу зомби. «Хотят сожрать трупы. И остальные стоят, где стояли». Несколько секунд Раз пристально разглядывал окрестности погибшей лаборатории. Зомби действительно не спешили уходить. Разбившийся на группы отряд вечно молодых даже не пытался собраться воедино. Зомби неподвижно стояли на своих местах, медленно, словно живые сканеры, обводя окружающие их местность стеклянными взглядами. От одной из групп вечно молодых отделилась одинокая фигура в охотничьем снаряжении с автоматом в руках и монотонной походкой, шаги которой были идентичны друг другу вплоть до миллиметра. Направились к только что расстрелянным сталкерам. Подойдя к убитым, зомби опустился на одно колено рядом с трупами и принялся неторопливо обыскивать мертвые тела. «Это командир зомбаков», – прошептал Раз, вновь приникая к биноклю. «Где-то я уже видел такой силуэт. Как у него...» Блин, наклонился как неудобно. Рожу из-за капюшона не разглядеть. Стопудово меты ищет.
Не просто ж так зомбаки за сталкерами гнались. Видать, мужики нашли что-то стоящее. Странно. Он что, ничего не нашел, что ли? Командир отряда зомби, не поднимая головы, поднялся, пару мгновений смотрел на трупы, после чего потерял к ним интерес и повернулся к своим подчиненным. Замершие вокруг лаборатории группы вечно молодых синхронно пришли в движение и продолжили прочесывание местности. «У него в руках только автомат», — Водяной опустил бинокль. «Он ничего не нашел у убитых. Тут еще кто-то». Раз не отрываясь от бинокля, напряженно всматривался в спину удалящегося командира зомби. Сталкеров было больше. Зомбаки нашли не всех. Блин, как-то знакомо он двигается. Я когда-то раньше видел эту походку 100%. Кто же это такой? Лицо никак не могу рассмотреть. Тем временем разошедшиеся по пустырю вокруг лаборатории группы зомби закончили прочесывание местности, одновременно развернулись и ускоренным шагом двинулись в обратную сторону, обтекая бетонную коробку строения. Их командир даже не шевельнулся, оставший стоять спиной к лесной опушке, и медленно вращал головой, осматривая местность между лабораторией и железной дорогой. Его подчиненные миновали здание, и их группы начали выстраиваться в цепь, образуя одну длинную шеренгу. Зомби синхронно взяли оружие на изготовку и перешли на медленный шаг. «Что они делают?» — негромко поинтересовался Водяной. «Хотят обыскать траву, что ли? Там же до самой железной дороги кустов нет, негде спрятаться». «Может, ямка была какая-нибудь или рытвина?» — ответил Раз. «В нее кто-то мог забиться. Жить захочешь, запросто уместишься. Я сам так много раз делал. Зомбаки к лабе, наверное, бегом вышли. Могли не заметить. Они не очень внимательные. Опля, вот это поворот сюжета!» Молодой сталкер быстро развернулся в сторону горизонта. «Бронепоезд. Красный. И что сейчас будет?» Влад торопливо проследил взгляд Раса. С востока по железнодорожным путям приближался закованный в сталь состав, ощетинившийся орудийными и пулеметными стволами. Новенький, словно только что с завода, бронированный локомотив красного цвета, прячущийся за передовым артиллерийским вагоном, в рассеянном свете голубого солнца был хорошо заметен издалека. Бронепоезд двигался достаточно быстро и при этом совершенно бесшумно. Лишь слабый ветерок доносил едва слышный звук стучащих на рельсовых стыках колес. «Может, нам лучше убраться отсюда по добру, по здорову, пока не поздно», — предложил Водяной. «Хорошая мысль», — оценил Раз, невольно пятясь. «Как быстро он идет, наверняка очень злой. Вот только почему зомбаки никуда не торопятся? Он же их в момент вместе с землей распашет». Внезапно командир отряда зомби шевельнулся, и цепь вечно молодых остановилась. Командир поставил свой автомат на предохранитель, забросил оружие в положение за спину и замер. Его подчиненные синхронно повторили действия начальника, и цепь зомби застыла, словно окаменев. Быстро приближающийся бронепоезд зловеще вращал башнями крупнокалиберных пулеметов, словно обшаривая окрестности в поисках жертв, и Раз с Водяным, не сговариваясь, залегли, вжимаясь в сине-желтую траву. Отряд зомби продолжал стоять, словно вкопанный. Стеклянные взгляды вечно молодых смотрели прямо перед собой, словно в пустоту. Бронепоезд, не сбавляя скорости, поравнялся с замершей цепью, и пулеметная установка одной из передовых башен полыхнула огнем, изрыгая недлинную очередь. В 20 метрах от железнодорожных путей вскипели фонтанчики попаданий, вздымая вверх красное земляное крошево, и раздался короткий вскрик, тут же оборванный потоком свинца. Откуда-то из густой травы неподалеку выскочил человек, прятавшийся в обнаружившейся под ним наскоро отрытой неглубокой ямке, и изо всех сил бросился бежать параллельно бронепоезду, на ходу отшвыривая оружие. Сразу несколько пулеметных башен повернулись, сопровождая его стволами, но выстрелов не последовало. Беглец мчался вдоль железнодорожных путей со всех ног, словно решил обогнать бронепоезд. «Они его не преследуют», — Водяной вытянул шею, разглядывая происходящее. «И бронепоезд не стреляет. Может, ему повезет скрыться, если не вляпается. Главное, до бронепоезда не дотрагиваться. Мне к нему даже приближаться страшно». «Не вляпается», — Раз вновь поднял бинокль. «Бронепоезда сами по себе аномалии, очень крупные. А когда крупные аномалии идут, мелкие всегда уступают им дорогу. Так что сейчас вдоль путей ничего нет». «Бегущий человек движется со скоростью поезда», — пригляделся Влад. «Он действительно может от них убежать. Если хватит выносливости, точно убежит. Получается, бронепоезд не стреляет в безоружных или в тех, кто угрозы не...»
Похоже, командир зомби пришел к такому же выводу, что и Водяной. В следующую секунду он сделал короткий жест, и сразу несколько вечно молодых вскинули автоматы. Тихо подстукивающим железнодорожными колесами парами в воздухе дробно застучали очереди. Беглец неестественно изогнулся назад, словно получив сильный удар в спину, и полетел на земь, кувыркаясь в синюшной траве. Тело убитого еще не успело замереть, как одна из орудийных башен коротко шевельнулась в сторону ведущих огонь зомби, и автоматическая пушка гулко отсчитала очередь из 4 выстрелов. Цепочка разрывов легла точно посреди группы стреляющих зомби, расшвыривая во все стороны их изувеченные тела, оторванные конечности и искореженное оружие. Остальные вечно молодые не шелохнулись, никак не отреагировав на смерть стрелков, и продолжали смотреть прямо перед собой пустыми взглядами. «Вот это да!» – протянул Водяной, глядя вслед удаляющемуся бронепоезду. «Раз ты знал, что он не бросается на безоружных, бронепоезд этот». «В ареале нет безоружных», — хмыкнул молодой сталкер. «Хотя, может, кто-нибудь и знал. Я когда-то столкнулся с синим. Автомат тоже был за спиной. Но я тогда от выброса убегал, думал, просто повезло, что бронепоезд на меня внимания не обратил. А вообще говорят, что синий добрее. После катаклизма тут черт ногу сломит. В ареале все изменилось. О, их главный пошел к убитым». И действительно, командир отряда зомби проводил взглядом скрывающийся вдали бронепоезд и направился к расстрелянному сталкеру. При этом убитый бронепоездом человек его не интересовал абсолютно. Главный зомби сразу пошел к последнему из погибших людей. Добравшись до трупа, он опустился возле него на колено и принялся обыскивать мертвое тело. Судя по уверенным и безостановочным движениям, этим процессом ему доводится заниматься очень часто. «Ради чего мужики сложились?» Раз привстал и поднял бинокль, тщательно всматриваясь в действия зомби в капюшоне. «Посмотрим. Ишь, как лихо он труп обыскивает. Видать, его отряд постоянно сталкеров выслеживает. Нашел! Этот уродец что-то нашел. Эх, отсюда плохо видно. Не могу разобрать, что за мед». В следующую секунду командир зомби поднялся на ноги, сжимая в руке найденный на теле убитого сталкера метаморфит, и вперил взгляд точно в Раса, отработанным движением срывая с плеча автоматный ремень. Его отряд единым движением развернулся, впиваясь глазами в опушку леса, где скрывались Рас с Водяным, и тоже потянулись за оружием. Полсотни зомби схватились за оружие и неожиданно замешкались, словно не зная, что делать дальше. Их командир медлил, замерев с метаморфитом в одной руке и с автоматом в другой, не сводя взгляда засевшего за лесным кустом Раса. «Раз, бежим! Это 6-е чувство!» Водяной метнулся вглубь леса и тут же остановился, заметив, что молодой сталкер не двинулся с места. «Раз! Они знают, где мы! Бегу! Бегу!» Но неподвижно сидящий на одном колене Раз лишь медленно опустил бинокль, не переставая смотреть в глаза командиру зомби. «Батя!» — тихо выдохнул молодой сталкер упавшим голосом. «Он живой! Он понял, что это я! Влад, он меня узнал! Я знал, я всегда знал, что он еще жив, Влад, понимаешь? Он меня узнал!» Цепь зомби синхронно повернула головы в сторону своего командира, замерев на пару секунд, после чего дрогнула, будто отряд засбоивших роботов, переходящих на другую неповрежденную программу. Их командир все еще был неподвижен, но остальные уже вскидывали автоматы. Полсотни зомби открыли огонь, и пули ударили в лесную опушку. Вокруг Раса брызнула синим крошевом древесная кора, и во все стороны полетели срезанные ветки и листья. Влад бросился к нему, с разбегу сбивая его с ног на землю. «Раз, бежим!» Несколько пуль с глухим треском прошили пару ближайших древесных стволов, и Влад прижался к выпирающим из земли пластилиновым мягким корневищам. «Быстрее, пока они далеко!» «Влад, мы должны проследить за ними!» Глаза Раса пылали полубезумным огнем. «Он еще жив, ты же видел! Он меня узнал! Он не стал стрелять! Он меня помнит, он живой! Я его вытащу оттуда!» Рас оттолкнул Водяного, вскочил на ноги и бросился вглубь леса, стремясь двигаться параллельно опушке. «Стой! Куда?» Влад рванулся за ним. «С ума сошел! Убьют, блин! У него 6-е чувство. Они через него нас постоянно видят. Бежим отсюда, пока не перестреляли. Их надо отвлечь.
Раз мчался по кустам, на ходу подныривая под растянутую паутину, мерцающую в полумраке лиственных крон. «Уходи к базе! Они за тобой пойдут! Только быстро не иди, попетляй, пусть устанут, чтобы на ночевку в желтой остались, а я прослежу за ними. Ночью свяжем его и выкрадем». «Раз назад! Вляпаешься!» Огонь зомби становился все плотнее, пули ложились все ближе, и Водяной бежал от дерева к дереву, из-за чего ему никак не удавалось догнать молодого сталкера. «Ты меня вообще слышишь? У него шестое чувство. Ты не сможешь быть незамеченным». «Смогу!» Раз рвался вперед, не обращая внимания ни на что. «Он меня узнал! Он им меня не выдаст! Он рассчитывает на мою помощь! Мы сможем!» Нечто невидимое сшибло Раса с ног, и молодой сталкер с глухим хрипом рухнул на землю, хватаясь за бедро. Водяной упал на траву, ползком подобрался к другу и втащил за небольшой пригорок, огибая ровную чистую полянку, пустота над которой с влажным чавканьем пожирала летящие пули и срезанные ими ветки. «Раз! Ты меня слышишь?» Влад влепил ему пощечину. «Очнись! Слышишь меня?» «Слышу». В глазах Раса появилось осмысленное выражение. Он скривился от боли и ухватился за бедро. «Нога! Не желатника попали, уроды! Влад, ты его видел? Они его не убили!» «А убили, как же!» Водяной торопливо расстегивал аптечный подсумок. «Он идет вместе с ними и направляет их на нас с помощью шестого чувства. Сам прислушайся!» Влад выхватил шприц-тюбик с обезболивающим производства Айболита и вколол его Расу. «Идти сможешь? Надо бежать отсюда очень быстро, пока не стало поздно. Черт, кровь идет, нужно повязку наложить». «Уже не больно». Раз согнул ногу в колени и полез под сумок. «У меня медсестра есть, обойдусь без повязки». Он достал метаморфит и сноровистыми движениями запаковал его в набедренный карман камуфляжа, предназначенный для контакта с метами. «Все, побежали». Водяной помог Расу подняться, поднырнул ему под руку, взваливая на себя, и они побежали через лес, свистящий пронзающими воздух пулями. Зомби поняли, что противник пытается скрыться в чаще, и прекратили огонь, не желая жечь патроны понапрасну. Но командир вечно молодых контакта с шестым чувством не разрывал, и сознание беглецов четко фиксировало отпечаток его разума, монотонно безразличного ко всему и лишенного всех эмоций, кроме одной – желания выследить и захватить жертву. И этот отпечаток постепенно приближался. «Петляй между аномалиями», – Раз задыхался, что из силы пытаясь перебирать ногами. «Они, как ты, среди аномалий ходить не любят. Станут обходить, потеряют время, а мы уйдем. Увидишь лизуна, сразу внутрь него заходи, там они достать не смогут». «Как я его увижу?» Влад тащил за собой Раса, чувствуя, что тот с каждой минутой двигается все медленнее. «Они для меня все едины. Я понимаю, куда нельзя идти, прежде чем УИП начинает давать сигнал. Смотри лучше ты. Ты аномалии знаешь». «Что-то мне...» Раз запнулся. «Совсем нехорошо. В глазах все плывет. Ноги ватные. Я не...» Он осел на землю, сползая с плеча Водяного. Влад склонился над ним, тряся за плечо, и тут же увидел, что правая сторона латника Раса густо испещрена застрявшими пулями и пропитана кровью. Водяной рванул за липучки замков и стянул с молодого сталкера бронежилет. «Черт!» — выругался Влад, глядя на окровавленный камуфляж Раса с аккуратной дырочкой пулевого отверстия, через которое медленно сочилась кровь. Латник принял на себя столько попаданий, что вязкость бронепластин окончательно нарушилась, и защита пропустила пулю. Выходного отверстия нет, стало быть, пуля застряла в теле, а это значит, что медсестра не сможет быстро остановить кровотечение, или не сможет остановить его полностью. Водяной наспех вколол потерявшему сознание Расу несколько шприц-тюбиков и взвалил его на себя. Бежать с Расом на плечах оказалось настолько изматывающе, что за несколько минут Влад выдохся полностью и едва переставлял ноги. Командир отряда зомби был все ближе, и это означало лишь одно – его подчиненные покажутся за спиной с минуты на минуту. Уйти от них шагом, с раненым на плечах, невозможно, слишком тяжело. Ноги гудят, перед глазами идут круги, дышать нечем, сердце вот-вот выскочит из груди, в голову нещадно жжет жажда, и руки едва сгибаются. Водяной сделал еще десяток шагов и опустился на покрытую желтой пылью проплешину посреди синей травы. Слева и справа от грязно-красной проплешины сидят аномалии. Между ними метров 5.
Уип не видит, но Влад четко ощущал, что туда идти нельзя. Как тут поймешь, лизун это или нет? Пройдешь мимо и не заметишь. Он сдобой пахнет, только на каком расстоянии можно учуять запах? Влад нашарил в рюкзаке за спиной бутыль с водой и жадно приложился к горлышку. Вливающаяся в организм вода сняла жгучую мозг боль, и Водяной заставил себя оторваться от бутылки, озираясь по сторонам. Командир зомби метрах в 300, значит, его солдаты еще ближе. Они знают, что беглецы еле ползут, и потому двигаются неторопливо и размеренно, экономя силы. Еще пара-другая минут, и они нагонят своих жертв. Надо бежать. Сидя на месте, от зомбаков не уйти. Но до базы почти 15 километров. Столько он не пройдет, даже если выбросит рюкзаки, оружие и всю воду. Рюкзаки. Там же НЗ, который раз неизменно таскает с собой в каждый поиск. В нем имеется энерджайзер, а с ним можно и побегать. Водяной торопливо достал из рюкзака раса нужный метморфит и вложил его в спецкарман. Дышать мгновенно стало легче, и он вновь взвалил на себя молодого сталкера. Влад побежал, пошатываясь от напряжения, и почти сразу почувствовал, как где-то позади командир отряда зомби ускорил шаг. Если он прикажет своим солдатам перейти на бег, они догонят Влада очень быстро. А если уходишь от них шагом, то рано или поздно зомби почувствуют, что погоня затягивается, и все равно перейдут на бег. Преодолев 100 метров, Водяной заметил посреди леса относительно чистой от растительности и аномалий место и опустил на него так и не пришедшего в сознание раса. «Ничего, сейчас мы от них уйдем», — устало ухмыльнулся Влад, скидывая с себя рюкзак. «У меня тоже есть энерджайзер. И адреналин нам попался очень кстати. Главное, вода еще осталась». Спустя минуту Водяной с расом на плечах широкими шагами уверенно бежал через лес. Командир зомби, конечно же, понял, что что-то прошло не так, и пустил погоню бегом, но преследователи постепенно отставали от беглецов. Водяной бежал словно заправский стайер. И ни рюкзаки, ни автоматы, ни даже обмякшие на плечах раненые не стесняли его движений. 2 энерджайзера, адреналин, пиявка и 1,5 литра воды, вжимаемой в руке бутылки, словно давали ему выносливость 10 марафонцев. 5 километров лесной местности он прошел за 50 минут. И вскоре после этого отпечаток командира зомби выпал из его сознания. Возможно, вечно молодые не угнались за ним и попросту отстали. Или их начальник прервал контакт с шестым чувством, понимая, что преимущество превратилось в недостаток. Влад допил последнюю бутылку с водой и отбросил пустую емкость куда-то в запретную сторону. Пластиковая бутыль упала на траву, прокатилась полметра и рывком исчезла в пустоте над травой, с тихим чавканьем растворяясь в чистом и прозрачном воздухе. «База, база, я Водяной!» Он, освободившейся рукой, сдавил тангенту гарнитуры. «База Водяному!» Его передернуло внезапным приступом дрожи, и тело покрылось гусиной кожей, словно он попал из-под жаркого солнечного пекла под мощный кондиционер. «База Водяному!» «На связи», — откликнулся часовой, судя по голосу Капкан. «Принимаю тебя, Водяной». «Мы наткнулись на зомби, у них шестое чувство», — сообщил Влад, еще сильнее ускоряя бег. Усиливающийся озноб надо разогреть скоростью, на бегу всегда теплее. Они шли за нами, но нам удалось оторваться. Сейчас я их не ощущаю, но не знаю, ушли они или просто отстали. Нужно подготовить лазарет, раз ранен. Пуля осталась в теле. «Где вы сейчас, Водяной?» — вклинился в эфир бас Медведя. «Ты на метах бежишь?» «Ага, на метах», — подтвердил Влад, сходу перепрыгивая поваленное дерево. От приземления челюсти щелкнули друг об друга, но, оказавшись на ровном месте, зубы почему-то стучать не перестали. «В 6 километрах от базы, только что вышел из леса, бегу к вам со стороны ориентира номер 8. «Никуда не сворачивай, мы тебя встретим», — велел Медведь. «Боевым группам на выход. Капкан, готовь АГС. Айболит, пойдешь с нами, у Водяного передозировка метов. Бросай все и сюда». «Я нормально себя чувствую», — попытался возразить Влад. Но язык оказался неожиданно тяжелым, и потому слова вышли невнятными и шепелявыми. «Я сам до базы дойду. Вдруг зомби еще идут следом». Ему что-то ответили, но от шипения эфира заложило уши. Водяной так и не разобрал текста. «Надо попить, и все пройдет». Он потянулся к висящей на поясе фляге и вдруг понял, что не чувствует, касаются ли пальцы чего-нибудь. Влад опустил голову, чтобы увидеть флягу, но оказалось, что земля находится к голове слишком близко, и он больно ударился об нее лбом.
Несколько секунд Водяной лежал на покрытой желтой пылью синюшной траве, придавленный бездыханным телом Раса, после чего ему все-таки удалось нашарить взглядом флягу. Но непослушные пальцы не желали снимать ее с пояса, и от питья пришлось отказаться. Он просунул руку в петлю расовского рюкзака, чтобы не потерять раненого в навалившемся на глазах ворохе серебряных огоньков, и пополз дальше, таща его за собой. Сколько времени он полз, понять не получалось. Тело одеревенело и совсем не ощущалось, поэтому он не сводил глаз с рук и ног, убеждаясь, что все еще ползет. Забитые сонмом мелких серебряных вспышек глаза видели плохо. Приступы дрожи пронзали тело уже где-то внутри, под позвоночником, и при всем этом холоде мозг жестоко пекло, словно его засыпали раскаленными углями. Тяжести Расова он уже не чувствовал. Он точно знал, что еще тащит его за собой, потому что сознание вновь ощущало отпечаток чьего-то разума. Кто-то, желающий убивать, находился где-то, но где понять было уже невозможно. Кажется, до него еще довольно далеко. Надо ползти, чтобы утащить раненого Раса. Нельзя останавливаться, иначе догонят. Надо ползти, еще ползти, 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 ползти. И он полз, не видя дороги. Как же больно пылает мозг. И ведь у него есть вода, совсем недалеко, во фляге на поясе, но кисти рук ничего не чувствуют. Обидно. Водяной уже не понимал, что передвигать свое тело с каждым усилием едва на десяток сантиметров. В голове кипел жидкий свинец, позвоночник уже не вибрировал от приступов дрожи, тело одеревенело, словно замороженное, и лишь правый локоть, более тяжелый, чем левый, свидетельствовал о том, что он еще тащит Раса. В какой-то момент он осознал, что уже не шевелится. И тут серебряные искры прорвались через глаза в пылающий мозг. Они оказались очень холодными, и на мгновение испепеляющий жар стал не столь жестоким. Водяной собрал остатки сил и пододвинул свое тело вперед еще на несколько сантиметров. Он потянул за собой Раса, но тот не желал сдвигаться с места. Водяной потянул еще, изо всех сил, но в мозгу с новой силой вспыхнуло нестерпимое жжение. Оно в один миг оказалось всепожирающе сильным и стремительным рывком поглотило его целиком. Дробного стука пулеметных очередей и грохота работающего совсем рядом автоматического гранатомета он уже не слышал. Как он, лежащий на медицинской койке, Рас приподнялся, пытаясь разглядеть Водяного, помещенного на соседнюю кровать, вокруг которой столпились все обитатели базы. «Выкарабкается», — ответил Айболит и вперил в молодого сталкера хмурый взгляд. «А ну, упал в койку и не шевелиться. Мне еще и не хватало, чтобы у тебя швы разошлись, и чтобы я тебя не слышал». Он вернулся к манипуляциям над Водяным. Тот находился без сознания вот уже более 15 часов, и только сейчас военврач объявил, что его состояние из критического перешло в стабильное тяжелое. Срочно выдвинувшийся навстречу Владу и Расу спецотряд нашел Водяного в горячем бреду, ползущего по звериной тропе и тянущего за собой молодого сталкера. От спешивших за ними зомби их отделяло не больше 30 метров, и бой закипел мгновенно, разгоняя во все стороны затаившееся неподалеку зверье. Спустя 1,5 минуты жесточайшей перестрелки противник отступил, понеся серьезные потери, и обоих спасенных бегом тащили на себе до базы, не останавливаясь. Айболит возился с ними до глубокой ночи, откачивал умирающего Водяного, оперировал Раса, затем снова занимался Водяным, пытаясь вывести его из комы. Уставший с воспаленными глазами, санинструктор ОСОП только наутро смог вздохнуть спокойно, добившись кардинального улучшения состояния пациентов. Как Водяной остался жив после всего этого, ума не приложу. Вымотавшийся военврач нетвердой рукой принял из рук Бэмби стакан воды. Он был подключен к 4 метам, каждый из которых высасывает из организма жизненные силы. Их даже по одному необходимо применять строго по секундомеру. Думаю, это его кипятильник в мозгах как-то сберег. Любой бы умер. Он протащил на себе Раса 13 километров и потерял 24 килограмма где-то за 70 минут. Мне пришлось принудительно залить в него 30 литров воды. Только так я смог вывести его из комы. И если бы не наши новые препараты, даже это не помогло.
«30 литров?» – удивился Степанов. «Как такое количество жидкости уместилось в желудке? У обычного человека он не способен растягиваться свыше 4-5 литров. Я полагал, что желудок Влада аномально растянут вследствие постоянного поглощения воды, но не подозревал, чтобы настолько». «1,5 литра у него», – устало потер глаза военврач. «Теперь я знаю точный объем, но насчет аномальности ты не ошибся. Вода, попадая в его организм, начинает всасываться в слизистые оболочки уже во рту. И далее по всему пищеводу и внутри желудка, не попадая в кишечник. И происходит это с ураганной скоростью. Интуитивно у меня возникло ощущение, что усвоение воды в его организме подключено напрямую к голове, но это лишь догадки. В действительности я не знаю, куда она девается. 30 литров словно испарились. Но в совокупности с препаратами для регенерации это позволило добиться положительной динамики. «Док, когда он придет в себя?» — снова подал голос Расс. «Он же теперь в порядке, да?» «В порядке он будет, когда вновь с тобой куда-нибудь попереться захочет». Военврач недовольно посмотрел на молодого сталкера. «А пока он пациент, которому применяется интенсивная терапия. И останется таковым еще надолго. Вместе лежать будете, так что у тебя есть все шансы первым узнать, когда ему станет лучше. И ты бы не дергался, раз. Пулю я из тебя вытащил. Обе раны зашил, так что сделай сам себе одолжение. Соблюдай постельный режим и усиленное питание, пока меты и препараты не поставят тебя на ноги. В общем, вместе лежать будете». «Ты все понял? Зомбо-апокалипсис хренов!» Медведь рассерженно навис над кроватью Расса. «Резко начинай спать твою душу так. Не то я тебя уложу в кроватку». Он показал молодому сталкеру огромный кулачище величиной с небольшой арбуз. «Одним ударом. Ты зомбаков притянул. Небось, заметом у них под носом залез. Энергичный засранец. Чуть обоих не угробил». «Николай Иванович, ну зачем вы так наседаете на молодого человека?» — вступилась за Расса профессор Николаева. «Со всяким может случиться беда. Никто не застрахован». «Этот застрахован». Медведь глядел на молодого сталкера с нескрываемым подозрением. «Он по зоне с детства шныряет, причем, заметьте, всегда один и всегда успешно. С таким опытом и способностью чувствовать реал так грубо не прокалываются. Ничего не хочешь нам поведать?» «Это я виноват», — паник Расс. «Я сглупил, когда зомбаки с трупа шестое чувство подняли и нас заметили. Надо было бежать со всех ног, а я под пули полез. Обойти их хотел и выследить». Он с грустью вздохнул. «Тут меня и подстрелили. Водяной на себе потащил, дальше ничего не помню». Расс умолк, улегся на подушку и уставился в потолок невидящим взглядом. Несколько секунд все смотрели на него, после чего медведь задумчиво произнес. В твоем латнике застряла 31 пуля, не считая тех двух, что все-таки продырявили твою чахлую тушку». Здоровяк мгновение разглядывал неподвижно лежащего паренька, после чего осторожно сжал ему ладонь. «Ты хорошо его разглядел? Уверен, что не ошибся? 12 лет прошло все-таки». От неожиданности Расс вздрогнул и тут же скривился от боли в недавно зашитой ране. «Это он», — едва слышно прошептал молодой сталкер. «Он совсем не изменился, как тогда, в день рождения. И походка та же, и комок с капюшоном, и снаряжение. Только взгляд другой. Но он меня узнал. Даже стрелять не стал. Это его зомбаки сами стрелять начали, без команды. Он их отряд вел. Он у них командир, они сталкеров выслеживают. Ищейки темного властелина». С минуту в лазарете стояла гробовая тишина. О чем идет речь, все, кроме Бэмби, поняли сразу. А Володина, увидев реакцию окружающих, болезненно отводящих глаза, не стала задавать вопросов. Она молча налила в кружку воды и поднесла ее Рассу. Тот сделал пару глотков и, не сводя глаз с потолка, тихо спросил.
Медведь, а как вы от зомбаков отбились? Их больше полусотни было, когда мы встретились. «Как надо, так и отбились», — буркнул здоровяк. АГС-17 на руках 2 километра бегом тащили. Вот так и отбились. Как чувствовал, что дело дрянь. Никаких пулеметов не хватит. Могучий майор секунду молчал, после чего негромко добавил. Живой он. Я видел, как их командир уходил. Капкан хорошо из АГС отработал, основную массу зомби удачно накрыло. Тот, кто ими командовал, понял, что половина отряда 300-е и 200-е, и вывел личный состав из боя. Среди них военных не было, и он сразу просчитал, что со своей подготовкой им АГС не подавить. Мы срезали все, что только пыталось проявить Капкану интерес. В общем, жив он. Отвел своих и затаился. Наверняка дождался, когда мы уйдем. Собрал убитых и раненых и ушел в эпицентр. Мы сходим на место боя вечером, после торгов. Поищем его на всякий случай. Спасибо. Раз благодарностью пожал руку медведя в ответ и посмотрел на него, виновато насупившись. А как же обмен на поляне будет происходить без водяного? Сегодня же день торгов. Ничего, я за него поторгую. Злорадно усмехнулся здоровяк. Думаю, клиенты быстро уловят разницу и впредь будут ценить водяного гораздо сильнее. Он бросил взгляд на хронометр экранированного УИПа и обернулся к остальным. Пора. Выдвигаемся к поляне. Базу спецотряд покинул практически в полном боевом составе. Учитывая сложившуюся ситуацию, на наблюдательном посту Медведь решил оставить Степанова. С перископом Никита справится, в случае чего выйдет в эфир. Людмила Петровна подежурит на воротах. Открыть, закрыть замки в нужное время для нее не составит труда. Айболит занимается ранеными, ему ассистирует Бэмби, которая заодно находится под его присмотром. Кварца майор забрал с собой. Лишний ствол сейчас не помешает. Смена продавца может пагубно отразиться на нервной системе каких-нибудь особо впечатлительных покупателей. К торговой поляне вышли, как всегда, заранее. На этот раз даже на час раньше обычного. Без водяного проверка местности на предмет залегания аномалий займет какое-то время, и проводить ее придется самому. Особ, согласно отработанной схеме, готовил место для торгов с самого утра. Проверяли окрестности, тащили телегу, груженную бочками с водой, подыскивали удобные позиции для огневых точек, минировали опасные направления. С тех пор, как торговая поляна стала располагаться у самых руин Ухты, забот с обеспечением безопасности прибавилось. Все развалины не прочешешь, противник теоретически мог заранее затаиться где-нибудь в соседнем квартале. Поэтому Капкан не жалел мин и растяжек, хитроумно перемежая их с имитацией паутины, разработанной расом. Но были и плюсы. Отыскать подходящее место для торга в руинах было гораздо проще. Движущиеся аномалии не проходят сквозь встречающиеся на их пути стены. И потому следить за окруженным обломками зданий участком чистого пространства стало значительно легче. Вот и на этот раз торговую поляну удалось организовать достаточно быстро, внутри остова одного из зданий на самой окраине Ухты. Убедившись, что все готово к приему покупателей, Медведь сверился с УИПом и занял место водяного рядом с его тележкой, на которой был укреплен неизменный термоконтейнер с медикаментами. До официального срока начала торгов оставалось еще полчаса, но майор решил не устраивать эффективных проявлений, чтобы не пугать клиентов. Им и без того предстоит изрядное волнение, так что пусть сразу видят, что их ждет. А чтобы перспектива была видна лучше, Медведь не стал прятать свой печенек. Пулемет висел у него на груди, и в целях комфорта здоровяк сложил на нем свои могучие ручищи. Затянутые в бронированную эмку Осопа, они выглядели совершенно громадными, и потому пусть послужат хорошему делу, произведут впечатление на клиентов. Вскоре выяснилось, что впечатлений у покупателей возникло предостаточно, хоть отбавляй. Первый караван вышел к поляне по торговой тропе минута в минуту согласно официальному времени. Двое сталкеров,
Двигавшихся первыми убедились, что ведущий на поляну пролом в стене не занят паутиной, и шагнули внутрь. В первую секунду, увидев возвышающуюся вместо водяного двухметровую глыбу в броне и с пулеметом, они застыли на месте с зажигалками в руках. Один из них от испуга машинально щелкнул колесиком, высекая из кремня сноп искр, словно хотел убедиться, что аномалия не застыла прямо перед ним посреди открытого пространства. «Медведь кварцу», — тихо зашипела гарнитура рации. «Ты их пугаешь. Сделай что-нибудь, или они прямо сейчас дадут дёру. Их глазам предстало зрелище не для слабонервных». «Уважаемые покупатели», — зычно пробасил медведь, наказывая себе припомнить кварцу данное издевательство как-нибудь при случае. «Подходим к нашему прилавку, не стесняемся. Магазин работает согласно расписанию, товары к вашим услугам». Сталкеры нерешительно переглянулись и сделали пару шагов, освобождая проход, через который на поляну проник весь состав каравана. Медведь печально вздохнул. Приходилось признать, что реакция каждого, кто вступал в зону торговли, соответствовала злопыхательным прогнозам кварца. И почему люди такие впечатлительные? «Кварц Медведев», — тихо прошептал здоровяк. «Чего это они уж совсем нервничают? Чем я им не нравлюсь-то? Может, забрало шлем сферы поднять, чтобы лицо было видно? Так добрее». «Упаси Боже!» — воскликнул контрразведчик. «Ни в коем случае. Стой так, не пугай их еще сильнее. Будь с ними поласковее, не говори ничего, что может вызвать у них панику. Успокой их». Тем временем на поляне собрался весь состав каравана. Судя по повадкам и снаряжению, он принадлежал одному из поселений вольных. Охрану караванщик взял из своих боевиков, но на их количество явно не поскупился. Бойцов при нем было вдвое больше обычного. С минуту торговец перешептывался с сопровождающими, смущенный неожиданным поворотом событий, после чего решился. Он осторожно подошел к увешанной оружием громадине, довольно убедительно пряча страх, и остановился на небольшом пятачке для ведения переговоров. «Здравствуйте, медведь. Я Александр Веслов», — вежливо представился он. «Знакомые чаще кличут Веслом». Торговец пожал плечами в знак своего бессилия изменить что-либо в данном вопросе. «Мы из вольного поселения Дикое. Нам очень нужно поторговать с Водяным. А где он?» «Водяной плохо себя вел, а мне пришлось его съесть», — пробасил медведь. «Скоро из эпицентра пришлют нового, а пока я за него. Вас ознакомить с ассортиментом нашего магазина, или вы в курсе?» Гарнитура рации в ухе вновь зашипела голосом кварца. «Отлично, ты их успокоил», — констатировал контрразведчик. «Теперь точно никакой паники не будет». Торговец вольных невольно попятился, но взял себя в руки и вернулся на свое место. Медведь предпочел не отвечать на абсолютно беспочвенные выпады кварца и сосредоточился на торговле. «Я бы взял ваш прайс-лист». Голос торговца звучал несколько неуверенно, но в целом с ним все было нормально. В ужасе убегать на все 4 стороны он, к счастью, не собирался. «На будущее. Но сейчас мы пришли за вполне конкретным товаром. Мы остро нуждаемся в медикаментах, особенно в антидотах и универсальном препарате для излечения болезни ареала. Тот, что с 3 желтыми полосками на тюбике. Он у вас есть?» «У нас все есть», — медведь ткнул затянутым в перчатку эмки пальцем в замки термоконтейнера, и крышка ящичка плавно открылась, выпуская целое облако холодного пара. «Вот антидоты. Красная полоска на шприцах. Слева X-универсал. 3 желтых штриха. Сколько желаете приобрести?» «Антидотов 15 штук», — немедленно ответил торговец. «Универсала на все оставшиеся средства. Вот что у нас есть». Он принялся осторожно извлекать из-под сумки товар. 10 осколков, 4 шестых чувства, есть еще жук. Возьмете? Есть еще запчасти к электрогенератору, но они тяжелые, остались в караване. Можно мои люди их сюда принесут?» «Пусть несут», — разрешил медведь. «Посмотрим». Торговец поспешно удалился к своим, и майор вышел в эфир. «Они принесли 4 шестых чувства, и осколков аж 9 штук.
Где только насобирали столько. Берут только медикаменты, а про воду даже не заикнулись. Столько сразу не насобираешь», — откликнулся Кварц. «Наверняка они скупили их ради этого товара. У всех, у кого смогли. Медведь, спроси, зачем им столько препаратов, у них что-то произошло». «Выброс у них произошел», — хмыкнул здоровяк. «Вне всяких планов и графиков». Торговец вольных вернулся обратно в сопровождении нескольких человек, которые сложили перед медведем ворох запчастей и отдельно поставили обшитый грязным пенопластом короб. Один из помощников торговца быстро распаковал его содержимое. «Это электронный микроскоп», — Меняла замялся. «Говорят, вас может заинтересовать такое. Вот я и принес. Он совсем новый, один раз только запускали, проверяли работоспособность. Если не надо, мы его унесем», — торопливо добавил торговец. «Микроскоп электронно зачем-то притащили», — тихим шепотом произнес в эфир медведь. «Кварц, жука брать?» «Вещь полезная, но это не даст им лишних представлений о нашем быте». «Забирай», — решил контрразведчик, — «только между делом, мол, в нагрузку, в качестве доплаты». Жук являлся метаморфитом средней степени распространенности и сам по себе редкостью не был, но пользовался неплохим спросом благодаря своему действию. В радиусе метра вокруг него продукты не портились и не черствел хлеб. Это позволяло перевозить продовольствие на любые расстояния без опасности превысить срок годности, что в условиях ареала было особенно востребовано. Второй особенностью жука было то, что он работал и вне ареала, правда, с вдвое меньшим полезным радиусом. Медведь уже собрался было ответить торговцу, как гарнитура в ухе коротко щелкнула, и в радиоэфире появился Айболит, звеня маниакальными нотками в голосе. «Мы его берем. Медведь Айболиту, как принял меня. Мы берем микроскоп. Обязательно». «У тебя же один есть», — удивился здоровяк. «Зачем второй? Или ты его уже сломал?» «Запас плеч не тянет», — немедленно заявил военврач. «Лишним не будет. И он более современный, я сердцем чувствую. Мы его берем». «Медведь, спроси, может, у них чашки Петри есть? Я бы взял десяток другой, а то не хватает. И пустых шприц-тюбиков бы». «Микроскоп мы возьмем», — грозно сообщил торговцу здоровяк. «Запчасти для генератора тоже. Осколки и шестое чувство берем. Жука заберем, если у тебя других средств не хватит. Если у тебя имеется лабораторная посуда, доставай, не стесняйся. Зачем тебе столько антидота, кстати?» «Что?» — Меняла невольно замер. «А что, вы так много не продадите? У вас ведь хватает товара. Посуды у нас нет, но мы можем добавить оружие. Нас много. Может, вас это заинтересует?» «Хватает у тебя товара, все нормально», — успокоил его медведь. «На 15 антидотов и 7... Нет, 8 универсалов, кажется. Сейчас подсчитаю. Просто я сгораю от любопытства. Зачем тебе столько всего?» «Этот выброс произошел во второй день нелетной погоды», — хмуро ответил торговец. «Никто не ждал. Ваше оповещение спасло, наверное, все поселения в нашем секторе. Но много народа было в тот момент в желтой». Он секунду молчал, болезненно морщась, после чего продолжил. «Выжить удалось мало кому. Некоторые поисковые партии укрылись в звериных норах, и им пришлось драться с хлынувшим туда зверьем. После выброса в поселение вернулись 17 человек из 63. Всех сильно порвали мутанты. 2 уже умерли от заражения крови. Обычные лекарства не помогают. Мы этот караван 4 поселками собирали. Сложились всем, чем могли». Меняло покосился на свой караван, и один из сталкеров кивнул ему, делая жест рукой в сторону выхода. «У других дела не лучше. За нами уже очередь. Нервы накаляются. Нам бы поскорее из желтой выйти, там подкрепление ждет, чтобы обратно спокойно дойти». Медведь велел торговцу сложить весь товар неподалеку и накрыть брезентом, после чего выдал меняли полагающиеся медикаменты, и караван вольных торопливо покинул место торгов. Следующие покупатели появились на поляне спустя полминуты.
Не меньше взвода наемников сопровождало своих торговцев, и вооружены боевики были так, словно планировали с торга отправиться прямиком на войну нескромных масштабов. Здоровяк незаметно поморщился. Кварц прав. Меркулов продолжает нагнетать вокруг спецотряда атмосферу опасности и нестабильности. Вроде вокруг уже не стреляют и засад больше не делают, но покупатели нервничают еще сильнее. А ведь еще несколько месяцев назад торговая тропа Водяного считалась одной из самых безопасных. «Капитан Короб, 7-й батальон военсовета», — четко представился торговец наемников. О Водяном он не спрашивал, либо не любопытен, либо уже был в курсе, скорее всего, второе. «У вас медикаменты еще остались? Я возьму все, на что хватит товара. Антидоты, антибиотики, обезболивающие, регенераторы, реабилитаторы. У меня 4 осколка и 1 шестое чувство. Но я доплачу оружием и боеприпасами. Интересует? Я могу показать?» «Медикаментов достаточно», — кивнул здоровяк. «Показывай, с чем пожаловал». Короб подал знак своим людям. 20 бойцов в колонну по одному потянулись к нему и принялись раскладывать товар на расстеленной плащ-палатке. 5 цинков драколов 7,62 на 54, озвучивал их действия Короб. 10 танковых пулеметных лент, рассыпные, в отличном состоянии. Вепрь-молот крайней модели в полной комплектации, 6 стволов 12-го калибра, только что с завода, документация прилагается. РПГ-18 «Муха», полный ящик. Он открыт, можете проверить наличие. 8 гранат, как положено. Печенеги 2, оба нулевые. Воги и КГСУ и подствольнику для ГП-25 есть прыгающие. Выстрелы к РПГ-7, 10 ТБГ и 12 кумулятивных, также только что с завода, а также боеприпасы типа Дырокола СП-5, СП-6 и ПАП-9. АС-ВАЛ, 5 стволов, есть винтовка Купера под патрон Лапа Магнум 338 калибра. И еще 4 мембраны М. Я знаю, что у вас снаряжение гораздо лучше, но может быть пригодится. «Возьмем», — Медведь указал на чистое место. «Доработаем, пойдет на продажу. Сюда складывай». «Есть еще Метис-2 и 4 ракеты к нему», — закончил Короб. «Помогает против...» Он замялся, глядя на нависающую над ним тушу медведя. «Против очень крупных мутировавших животных. Ареала». «Против медведей?» — зарычал медведь разгневанным тоном. «Метис или Метис-М?» «Обычный», — испуганно поправился торговец. «С модернизированным сейчас дефицит». «Метис не нужен», — подытожил здоровяк. «Своих не бьем, остальное берем». Он вновь распахнул термоконтейнер с медикаментами. «Сколько желаете приобрести?» «По 50 единиц каждого наименования», — мгновенно заявил Короб, снимая с плеча термоконтейнер поменьше. «Если средств не хватит, то в первую очередь антидоты и антибиотики». «Серьезные потери?» — осведомился медведь, дожидаясь, пока Кварц подсчитает общую стоимость выставленных на торги товаров и количество положенных к обмену медикаментов. «После этого выброса мутанты словно в бешенство впали», — зло скривился Короб. «В первые сутки все наши подразделения, кто выполнял частные контракты за пределами ПДД, подверглись массированным атакам. Зверье с ума посходило, даже ночью нападали. По всей группировке полно раненых. Военсовет в экстренном порядке санкционировал все торги. Весь товар с наших складов для себя берегли. Еще мужики с плантации Синьки велели вашей радиостанции поклониться. 786 человек. В какую сторону кланяться?» «Военная тайна», — без тени издевки ответил медведь. «Изменяй, Короб. Сам должен понимать». «Понимаю», — торговец совершенно не обиделся. «Но обманывать своих я не рискну, поэтому предположим, что она где-то там». Капитан наемников повернулся лицом к эпицентру, отвесил земной поклон, после чего выполнил воинское приветствие и вновь обернулся к медведю. «На что хватает нашего товара?» «На все, что ты заказал. Почти». Здоровяк прислушался к звучащим в эфире словам Кварца. Контрразведчик не сомневался, что наемники тщательно готовились к этой сделке и заранее скрупулезно подсчитали средства. Наверняка в составе каравана полно оперуполномоченных, собирающих информацию даже о цвете и месте расположения битых кирпичей на торговой поляне, а сразу за границей желтой, в зеленой зоне, их ожидает небольшая армия сопровождения. «Отсчитывай по 50 шприц-тюбиков каждого наименования и забирай», — разрешил медведь.
Твоей валюты немного не хватает, но если найдешь десяток килограмм перевязочного материала, то мы полностью в расчете». «Найду», — тут же ответил Короб. «Я брал с собой 50, на всякий случай. После такого выброса глупо было не взять. У вас тоже потери?» Как бы невзначай уточнил он, не отвлекаясь от подсчета приобретенных шприц-тюбиков. «Медведь к Кварцу», — немедленно зашипел Эфир. «Уйди от ответа. Он такой же торговец, как и я». «Потери? У нас?» — злобно хохотнул Медведь. «Свои своих не едят. Мы перевязочные материалы сдаем коллегам в НИЦ в переработку. ЕЖМ-ки дорабатывать, например. Все взял?» «Да». Короб виртуозно скрыл реакцию на полученный ответ и закрыл свой термоконтейнер. «Спасибо. Мы можем возвращаться?» «Удачной дороги», — напутствовал его здоровяк. «Товар брезентом накрывать не забудьте. У нас тут не выставка вооружений в Дубае. Нечего посторонним любопытствовать. Брезент, кстати, не вернем». Короб улыбнулся, мол, хорошая шутка. Никто и не собирался мелочиться из-за пары другой старых плащ-палаток. Его люди накрыли товар, и караван наемников быстро покинул поляну. Еще через полчаса пришел караван общаковских. Торги вели двое менял, являвшихся постоянными покупателями, и наличие медведя вместо водяного их изрядно напугало. Но узнав, что вода еще не продана, они быстро повеселели. Забрав воду и почти все остатки медикаментов, торговцы посетовали на гибель множества братвы, попавшей под выброс в желтой зоне, и торопливо удалились. За 5 минут до официального истечения времени торгов на поляну явились городские и скупили все непроданные препараты. «Не, у нас, братва, в порядке», — довольно склабился менял городских на вопрос медведя о потерях. «Все в зеленой зоне чалились. Нам желтая не уперлась, мы в Тыбуке мутим, это теперь наша тема. Там с дикими пятаками замес вышел. Кое-кому не подфартило, вот я и замыслил немного медухи надыбать, покоцанных близких подлатать, а так все путем». Небольшой караван городских ушел, и медведь закрыл опустевший термоконтейнер. «Сегодня у нас все отметились», — глубокомысленно сообщил он в эфир. «Если сейчас придут торгаши от РАО, я ничем не смогу им помочь. Какая жалость!» Здоровяк окинул взглядом заполненную товаром поляну. «Как же мы все это сокровище вывозить будем? Придется телегу раза 3 туда-сюда таскать, не меньше. Байкал, что у тебя?» «Чисто», — откликнулся снайпер. «Торговая тропа пуста. В желтой никого не осталось, все добросовестно ушли. Если кто вернулся, то ждать их надо с флангов». «Или с тыла», — произнес медведь. «Шорох, капкан, ваше направление на базу. Всем боевая готовность. Ждем 2 часа. Если гости не пожалуют, начнем собирать вещички». Он еще раз убедился, что весь товар надежно укрыт, и быстрым шагом скользнул за находящуюся в углу гору битого кирпича. Заняв позицию, здоровяк приготовил пулемет к бою и принялся ждать. На сегодняшних торгах было продано все подчистую. Не осталось ни то что запасов, ни единого экземпляра товара. С тех пор, как производство медикаментов удалось наладить в более-менее нештучных количествах, такого не случалось ни разу. Особ выручил за свои препараты очень много материальных ценностей. И все это понимают. Совершенно не исключена возможность нападения недавних клиентов, пожелавших вернуть затраченные деньги, не говоря уже о том, что риск диверсии со стороны неизвестных марионеток Меркулова оставался всегда. Поэтому спецотряд не торопился собирать вырученное на торгах добро и тащить его до самой базы, навьюченный подобно верблюдам. Прежде необходимо убедиться, что к поляне не подбираются непрошенные гости, предусмотрительно обошедшие позиции спецотряда издалека, там, где их проникновение в желтую зону было невозможно отследить. Глупо рассчитывать на то, что столь коварный противник потеряет интерес к Осопу сам по себе. Рано или поздно он сделает следующий шаг. «Вижу движение в подлеске», — доклад Шороха прервал размышления медведя. «Зеленка густая, видно плохо, но кто-то двигается к поляне с тыла, с северо-востока. Филин не дает отметок, визуально удается наблюдать только одну цель. Там у всех невидимки». «Огонь по моей команде», — приказал майор. «Похоже, на ловца и зверь бежит. Если противник идет с тыла, значит, они пытались перехватить особ на обратном пути к базе с грузом товара. База, ответьте медведю. База, медведю».
«Слушаю вас, Николай Иванович». Степанов откликнулся сразу. Выходит, поставленный на посту в качестве часового ученый, все это время добросовестно слушал эфир. «Как обстановка вокруг базы, Никита? Видишь кого-то или что-то подозрительное?» «Нет», — ответил тот, — «все как обычно. Иногда звери появляются в развалинах. У кромки кустарника с вашей стороны кормится небольшая стая диких птиц. Я хорошо вижу их в перископ, весьма любопытное зрелище. Мутации, изменившие представителей отряда воробьиных, можно охарактеризовать как кардинальная, при этом трансформация не вошла в решающую стадию». «Я понял, Никита», — поспешил заверить ученого медведь, радуясь преимуществам дуплексной связи перед симплексной. «Продолжай наблюдение. Если птиц что-то спугнет, сразу сообщи». Майор вытащил из кармана для метов невидимку и переложил в подсумок. Дадим возможность загадочным путешественникам заметить присутствие человека на поляне. Посмотрим, что они станут делать. «Медведь, ты снял свою невидимку, что ли?» — немедленно отреагировал Шорох. «Они тебя заметили и повернули в сторону поляны. Сейчас выйдут на нашу тропу». «Идут очень осторожно. Вижу искры от зажигалки среди кустов. Дистанция 70 метров. Видать, хороший у них филин». «Я постою на торговом месте». Медведь подхватил пулемет и выпрямился во весь рост. «Сделаем вид, что продавец еще ждет покупателей». Он вышел к накрытому товару и остановился. «Они залегли», — сообщил Шорох. «Заметили, что ты перемещаешься. Лежат, обдумывают. Отсюда вижу троих. У одного ВСС все обвязаны листьями и ветками с головы до ног. Когда не двигаются, сливаются с растительностью. Похоже на диверсионную группу». «Маленькая да удаленькая», — скривился здоровяк. «Смотри в оба. Может, у них есть коллеги где-нибудь неподалеку». «Байкал, что у тебя?» «Чисто», — лаконично ответил снайпер. «Значит, со стороны зеленой зоны сюда никто не идет». «Продолжаю движение», — вновь зазвучал голос Шороха. «Как-то странно они идут. Один держится за другого и топают прямо к тебе. У первого в руках жучка и зажигалка, у второго автомат в одной руке и еще один на груди висит. Третий, тот, что с ВСС на тропу выходить не стал, среди кустов двигается, но от них не отстает, а там полно аномалий. Как бы не вляпался». Несколько минут неизвестные осторожно приближались к месту торгов, пока тропа не покинула растительность, выходя на открытое место перед руинами Ухты. Тут их группа разделилась окончательно. Двое пошли к поляне, третий, что крался по кустам, растительность покидать не стал. Вместо этого он залег в более-менее чистом месте и взял на прицел пролом в наполовину обрушившейся стене. «Медведь, их снайпер, судя по всему, тебя выцеливает», — определил Шорох. «Те двое, что к тебе идут, видимо, отвлекающий маневр. Этот стрелок залег между мной и базальтом. Метров 15 дистанция. Очень увлечен прицелом. Принимаем? Вдруг расскажет что-нибудь интересное». «Принимайте», — одобрил здоровяк. «Только дайте этим двоим на поляну зайти и тащите его сюда. Сразу со всеми и побеседуем. Байкал, Капкан, на вас наблюдение за подступами. Кварц, после задержания подходи сюда, только осторожно. На УИП внимательно смотри. Водяного рядом нет». Медведь отшагнул за обломок стены и быстрым движением вернул в карман для метов невидимку. Для филинов, идущих к нему диверсантов, он исчез, но в первую минуту их это не смутит. Филин не умеет видеть сквозь стены, и ничего необычного в исчезновении тепловой отметки нет. Забеспокоятся они тогда, когда окажутся на поляне, но все равно не обнаружат теплового пятна, только будет уже поздно. Здоровяк осторожно сместился за отвал строительного мусора и изготовился для ведения огня из положения стоя. Сейчас диверсанты противника войдут в пролом, другого пути на поляну с этой стороны нет, и сразу окажутся спинами к нему. В случае огневого контакта преимущество не на их стороне. Секунд 15 он ждал их появления, не шевелясь и не выходя в эфир. Наконец, оба увешанных листвой с ног до головы боевика добрались до торгового места. К некоторому удивлению медведя, они так и не зашли вплотную друг к другу, как двигались по дороге. У идущего впереди по-прежнему не было оружия. Пожалуй, противник оказался хитрее, чем ожидалось.
Они не собираются начинать стрельбу сразу. Вероятно, рассчитывают усыпить бдительность. Может быть, через какое-то время следом за ними явится отряд численностью посерьезнее. Время работы нашего магазина истекло час назад. Медведь появился за спинами диверсантов и красноречиво щелкнул предохранителем печенега. Оружие на землю. Невозмутимо спокойным голосом посоветовал здоровяк. Руки вверх, не двигаться и не оборачиваться, иначе стреляю. Диверсанты едва не подпрыгнули на месте от страха и побросали все, что держали в руках. Автоматы, зажигалку, жучку и несколько пистолетных гильз-пробников. Они испуганно прижались друг к другу, подняли руки и замерли, съежившись. «Мы к водяному идем», — неуверенно произнес один из них, тот, что заходил первым. «В магазин. На торговых полянах грабить нельзя, мы понятия знаем». Он запнулся, услышав снаружи сдавленный женский крик, и дернулся в сторону пролома. «Надя!» «Стоять!» — все так же невозмутимо осек его медведь. «Третий раз предупреждать не буду. Обычно я люблю пострелять в людей, только когда голодный. А так я добрый. Но сейчас очень кушать хочется». Он встретил взглядом Шороха, втаскивающего на поляну снайпера-диверсантов, при ближайшем рассмотрении оказавшегося женщиной лет 30. «Это еще что такое?» «Снайпер доморощенный», — ухмыльнулся боец, одной рукой сильно сжимающий женщину за шею. В другой Шорох держал ее ВСС. Ничего вокруг себя не слышит, когда в оптику смотрит. Он толкнул ее к мужикам. Подбежала к своим и замерла. Не скулить. Медведь — это гражданские, причем чайники еще те. «Да уж вижу», — нахмурился здоровяк, разглядывая небольшое существо, которое перепуганная женщина, увешанная листьями для маскировки, прижимала к своей груди. «Непры с обезьянкой. Вот уж кого давно не видел». Он оглянулся на входящего в пролом кварца. «Вот, полюбуйся». «Мы не хотели сделать ничего плохого». Женщина, бледная от ужаса, переводила взгляд с одного затянутого в тяжелое снаряжение бойца на другого, но скрытые под шлем-сферами лица пугали еще сильнее. «Мы шли в магазин к водяному. Торговая тропа общая, она для всех». Для всех», — успокоил ее медведь, опуская пулемет. «Непры к нам еще ни разу не приходили. Чего опаздываем? Или расписание работы было лень уточнить? На кого охотишься-то?» «Я их прикрывала». Женщина инстинктивно отшагнула к своим мужчинам. Она говорила тихо, видимо, сказывалась привычка постоянно скрываться от всех, но очень быстро и сбивчиво. «Мало ли что. В зонах отморозков хватает. Говорят, на тропу водяного уже нападали. Расписание мы узнали, только нам сюда идти долго, а заранее приходить страшно, в караванах полно головорезов». «Заканчивай занудно верещать», — посоветовал ей медведь. «Раздражает. Говори спокойно. Руки можете опустить и развернуться. А зачем именно пожаловали хоть?» «Ох ты ж ёшкин хвост!» Глаза одного из мужчин оказались закрытыми, воспаленные веки поражены сильнейшей опухолью, более походившей на кроваво-синюю гематому, вокруг которой залегли глубокие черные мешки. Кожа на них висела засохшими струпьями. Стало ясно, почему он постоянно держался за своего товарища. При таком состоянии глаз не то что видеть, просто открыть их было невозможно. «Мы в желтой зоне были, когда начался выброс». Женщина всхлипнула, но удержала себя в руках. «Ходили за едой для Асеньки». Она бережно погладила сидящее на руке существо. «Ей ведь нельзя обычную еду. Она кушает только то, что в ареале растет. Ася еще маленькая, ей всего годик. Она выброс еще не всегда чувствует и предупреждать о нем умеет плохо. Мы, когда поняли, из-за чего она хныкает, времени совсем мало осталось. Пришлось прятаться в ближайших развалинах. Там раньше какие-то строения были, очень давно. Мы туда, а за нами птичья стая, тоже прятаться». Женщина с печальным вздохом указала на раненого спутника. Тимур последним заходил, ему больше всех досталось. Насеньку тоже набросились, чуть не заклевали. Вдруг она как закричит, хрипло и низко, словно раненый кабан. Раньше такого не было. Птицы сразу отстали от всех. Забились по щелям между камней, словно не было их. Мы только успели в подвале чистое место найти
и выброс начался. С тех пор Тиме все хуже, а у Аси расцарапанная ручка теперь болит. Опухоль не сходит, и шерстка ломкая стала, выпадает сильно. Она ведь еще маленькая совсем, но раньше никогда не болела. Мы надеялись, что у Водяного найдется что-нибудь для глаз. Все средства уже испробовали, ничего не помогает. Воспаление увеличивается, зрачки жжет. Женщина умолкла, скользя полным паники взглядом по молчаливым бойцам, затянутым в тяжелое снаряжение. И медведь смотрелся в сидящее у нее на руках существо, именуемое Асей. На обычного годовалого ребенка это походило мало, разве что только размерами. Все тело ребенка, даже нос и уши, покрывала короткая и очень густая шерсть желтого цвета. О-образно искривленные руки и ноги заканчивались трехпалыми кистями. Маленькие глубоко посаженные желтые глаза, лишенные зрачков, смотрели на людей немигающим взглядом. При этом когтистые пальцы одинаковой длины, более похожие на манипуляторы ареаловских зверей, цепко держались за одежду матери, демонстрируя неплохую координацию движений, недоступную в таком возрасте обычным детям. Цепившийся в материнскую руку детеныш едва слышно трескуче поскуливал, чем-то очень отдаленно напоминая скрип фантика, когда тот бывал чем-либо недоволен. Время от времени Ася пыталась вылизывать синим языком наложенную на правую ручку лапку повязку, помимо которой на ее мохнатом тельце из одежды были только небольшие самодельные штанишки-бриджи. «Она не кусается», — поспешила заверить всех ее мать, увидев направленные на ребенка тяжелые взгляды. «Я клянусь, Асенька очень тихая и спокойная, и очень чистоплотная. Она всегда вылизывает шерстку и коготки, от нее никогда не бывает неприятностей». Рождающиеся у зависимых дети-обезьянки быстро снискали себе дурную славу не только жуткой мутацией. Обезьянки оказались прыткими, юркими и очень агрессивными. Маленькое и с виду безобидное существо бросалось на незнакомых людей из-под стремясь расцарапать лицо когтями и вцепиться зубами в шею. Когти рожденных в ареале детей выделяли ядовитый токсин, из-за которого царапины быстро превращались в серьезные нарывы и не заживали долго, до 2-3 недель. Помимо этого, рожденные зависимыми людьми обезьянки часто просыпались ночами и издавали тяжелые заунывные крики, никак не вязавшиеся с их небольшими размерами. В ответ на эти звуки из глубины лесов откликалось мутировавшее зверье, что часто провоцировало ночные атаки взбешенных мутантов. Проблемы доставляли даже некрикливые обезьянки. Потовые железы, расположенные у них на коже, испаряли в воздух какой-то фермент или что-то вроде того, вызывающее у окружающих острое отравление. Впрочем, при длительном контакте с обезьянкой к ферменту вырабатывается привыкание, ведь сами непры не скрючиваются на каждом шагу от приступов рвоты. Медведь спрятал невеселый вздох. Неудивительно, что неприсоединившихся особо не жалуют, почти 80% из них это родители вот таких вот обезьянок. И никто ни разу не бросил своего ребенка-мутанта. Поговаривают, что ареал надежно держит их на крючке, и один из таких крючков он, медведь, сейчас разглядывает. «Мы заплатим», — вступил в разговор мужчина, тот, что вел за собой всю группу. «У нас есть деньги». Он сунул руку за пазуху и извлек оттуда пачку купюр, $1000 на $20. И еще невидимки у каждого. «Деньги нам не нужны». Суровые интонации майора заставили неприсоединившегося невольно замереть с купюрами в руках. «Невидимки взять можем. Этот товар всегда в ходу. Только как ты без них своих обратно поведешь? Да вообще сейчас товара у нас нет, все продано. Сегодня посетители установили рекорд покупательского спроса. Приходите на следующей неделе. Мы в качестве оплаты принимаем осколки метеорита и шестое чувство». «Пожалуйста, помогите нам хоть чем-нибудь», — взмолилась женщина, прижимая к себе хнычущую обезьянку. «Дайте лекарство в долг, мы отработаем, я клянусь». «Мне бы только глаза открыть», — хрипло произнес мужчина с поврежденным лицом. «Я в зоны пойду, меты искать буду. Я знаю одну лабу, там гнид свои препараты испытывал или разрабатывал, может, осколки там тоже есть. А профессора выманивать можно. И синьку соберу, обменяю на что-нибудь нужное. Рядом с нами ее много, она нынче в цене. Если надо, соберу еды, той, которая в желтой зоне растет.
Не для людей. Вы же ею питаетесь. Он с опаской вжал голову в плечи. Все об этом говорят. Мы рассчитаемся, без обмана. Только глаза спасите. Да говорю же, продано все, отмахнулся медведь. И в медицинской лаборатории осколков не бывает. Еды у нас своей предостаточно, а вот шприц-тюбики стерильные нам бы очень пригодились. Препараты расфасовывать. Он посмотрел на сбившихся в кучу непров и перевел взгляд на Кварца. И что с ними делать? У меня выгребли все подчистую, а выгнать его, так через неделю и вовсе без глаз останется, если только из своей аптечки что-нибудь вколоть. Айболит медведю. На связи, откликнулся санинструктор. Кому и что ты собрался вколоть, маньяк? Моими препаратами нельзя пытать и убивать людей, они для лечения предназначены. Однако, узнав подробности, Айболит пришел к выводу, что ситуация серьезнее, чем может показаться на первый взгляд, и одним уколом тут не ограничишься. Он несколько минут давал подробные рекомендации, после чего медведь приступил к их реализации. Раненого уложили на землю, кололи антидот и установили пару медицинских метов согласно указаниям Айболита. «Полчаса будешь лежать неподвижно», — объяснил медведь, извлекая из своей аптечки еще один шприц-тюбик с антидотом. «Так велело наше научное светило. Потом вколем тебе антибиотик и иммуномодулятор. Этого должно хватить. Мы уже сталкивались с мутировавшим токсином зверя, пережившего катаклизм». Он машинально потер себе бедром, пострадавший в свое время от присоса осьминога, и обернулся к женщине. «Ребенку надо вколоть вот это. Внутримышечно, прямо сейчас». Женщина взяла у него из рук шприц с антидотом и поставила обезьянке укол. Вопреки ожиданиям, детеныш сопротивляться не стал. Лишь после укола попытался залезать образовавшуюся ранку прямо через штанишки. «И вот это вколоть на ночь перед сном». Здоровяк протянул женщине еще один тюбик. «Мама!» — отчетливо произнесла обезьянка, провожая взглядом тускло светящийся шприц, исчезающий в глубине увешанных листьями одежд. «Дай!» — она протянула к матери мохнатую ручку-лапку. «Потом, зайка моя!» — женщина ласково погладила детеныша по голове. «Дядя сказал дать тебе это лекарство вечером. Вот солнышко спрячется, станет темно, мы покушаем и ляжем спать. Тогда...» «Дядя!» — обезьянка перебила мать, указывая на медведя. «Дядя хороший. Дядю ждет дядя. Да, Асенька, радость моя, дядя очень хороший». Женщина на всякий случай прижала обезьянку к груди, чтобы та не смогла прыгнуть на майора, если такое внезапно взбредет ей в голову. «Дядя добрый, он вылечил нашего папу и вылечит Асе ручку, и Ася снова будет качаться на веточках». «Дядю ждет дядя», Ася, не обращая внимания на материнские увещевания. «Там!» Мохнатая ручка-лапка протянулась в сторону эпицентра, и обезьянка ловко запрыгнула матери за пазуху. «Не обращайте на нее внимания», – торопливо оправдывала женщина. «Асенька еще совсем маленькая, иногда болтает все подряд. Она сама не понимает, что говорит. Ребеночек ведь». Медведь почувствовал, как по спине пробежал легкий холодок. «Ерунда. Он не смотрит в сторону эпицентра вот уже почти пару месяцев, и у него с головой все в порядке. Мало что может ляпнуть дитя неразумное. Это просто совпадение. Она имеет в виду шороха, который стоит позади него. «Дядя там!» Мохнатая мордочка высунулась из-за материнских одежд. «Дядя сейчас там!» Она ткнула ручкой куда-то на северо-восток, в сторону Печоры, и Кварц с Шорохом невольно посмотрели в ту сторону. Медведь скрыл выдох облегчения. Эпицентр находился в другой стороне, а там ничего нет, кроме обломков кирпичной стены, усыпанной желтушной ареаловской пылью. Он коротко покосился на разбитую кладку, и в следующий миг сознание рухнуло в нечто туманное и всепоглощающее. Окружающая действительность исчезла вместе с руинами Ухты и мутирующими лесами, и медведь четко увидел неподвижно стоящую вдали фигуру человека в старой фронтовой форме с автоматом ППШ на груди, рядом с которой замерла огромная антрацитово-черная лайка. До красноармейца было очень далеко, десятки километров. Его не могло быть видно никак. Линия горизонта расположена гораздо ближе. Это невозможно. Жесткий, пронизывающий, словно рентген взгляд бесконечно голубых глаз обжег плывущее в тумане сознание, и медведь понял, что фронтовик смотрит на него в упор, с расстояния в пару шагов. Человек в
красноармейской гимнастерке, медленно поднял тяжелую руку и неторопливо поманил его к себе. «С тобой! Ты меня слышишь?» Настойчивый шепот в ухе выдернул медведя из безликого тумана в реальный мир. «Коля, ты слышишь меня?» Кварц стоял прямо перед ним и внимательно вглядывался майору в глаза. «Антибиотик раненому колоть не пора?» «Да, сейчас вколю». Медведь вышел из оцепенения и полез в аптечный подсумок за препаратом. «Дядя сейчас там», — обезьянка продолжала оттянуть лапку в сторону Печоры. «Дядя гуляет. Дядя ждет дядю. Там». Лапка сместилась в сторону эпицентра, и внимание детеныша переключилось с медведя на лежащего на земле человека. «Папа! Папе теперь не больно. Асе тоже не больно». Мохнатое существо вновь скрылось в складках одежд матери, и оттуда донеслось негромкое «Дядя хороший». Медведь торопливо склонился над раненым сталкером и принялся возиться со шприцем. Предпочитая не думать, какого именно дядю обезьянка назвала хорошим, и что означает это качество в понимании рожденного в ареале существа. Взгляд фронтовика все еще стоял перед глазами, и здоровяк огромным усилием воли заставил прийти в норму взвинченные до предела нервы. Это ему удалось неожиданно быстро, и спустя минуту он был почти полностью спокоен. Вскоре все необходимые манипуляции с раненым были закончены. Кровавая опухоль на его глазах серьезно уменьшилась в размерах, и к моменту ухода сталкеру удалось немного разлепить поврежденные веки, образовав для глаз узкую щелочку. «Я вижу». Пошатывающийся человек озирался, держась за своего товарища. «Мутно все. Но зрачки уже не жжет. Кожа вокруг глаз жутко чешется и холодно после метов, но сам дойти смогу». «Это возьмешь с собой». Медведь насобирал по аптечкам Кварца и Шороха 4 шприц-тюбика и протянул их сталкеру. «По одному уколу в сутки. Уберет опухоль и восстановит глаза. Шрамы на лице останутся. Регенерирующих препаратов у нас с собой нет. Все, можете уходить. И побыстрее, у нас много дел, а вечер не за горами. Скоро паутина проглянет, и вахту-народец потянется». «Сколько мы должны?» — подал голос лидер Днепров, доставая из набедренного кармана невидимку. «Вот, заберите в залог. Мы рассчитаемся, слово даю. Сколько и чего нужно принести?» «Валите отсюда, пока я добрый», — поморщился медведь. «Взять с вас все равно нечего. Невидимку себе оставь. Тебе еще через пол-ареала назад идти. Да и не продали мы тебе ничего. Так обошлись подручными средствами, что у себя было. Тем и воспользовались. Все, ноги в руки резко потерялись. Не испытывайте мое терпение, а то сожру. Нам еще забот часов на 5-6. Шорох отдал женщине ее винтовку, и неприсоединившиеся быстро покинули поляну, бормоча слова благодарности. Спецотряд выждал полчаса для страховки, после чего принялся за перевозку на базу приобретенного на торгах товара. Всю обратную дорогу впрягшийся в телегу медведь старательно смотрел на бегущую под ноги красную резину земли и размышлял о том, что по возвращении домой необходимо сказать Айболиту, чтобы перезарядил аптечки, и изобрел какой-нибудь специальный и очень сильный укол для психов, у которых едет крыша. Ареал. Зеленая зона, сектор раунд номер 4. Передвижной кемпинг Совета директоров, 200 метров до границы нейтральных территорий, 3 мая 2012 года, 12 часов 30 минут, 5-й день после выброса. Итак, господа, я бы хотел получить ваше принципиальное согласие, либо несогласие по изложенному мной предложению. Прокопенко окинул взглядом собравшихся в мобильном зале заседаний представителей наиболее влиятельных группировок ареала. Никуда они не денутся, согласятся без проблем, повыпендриваются для вида, чтобы набить себе цену, а потом все равно подпишут договор об альянсе. Гений Лозинского создал им такую манящую ловушку, от которой никто не откажется. Получить поддержку государства, да еще вкусить свободы от зависимости, такому наркотику не сможет сопротивляться никто, проверено на собственной шкуре. Когда 1,5 месяца назад этот писака Абрамов со своим фондом «Неравнодушные» запустил синтез сыворотки Кугельштейна, РАУ не стала препятствовать его деятельности. Наоборот, Лозинский виртуозно с минимальным вмешательством обратил возню оппозиционеров во благо.
Люди генерала Белова тайно организовали встречу Прокопенко с представителями главарей местных банд, считающих себя, смешно сказать, свободными социальными сообществами. На той встрече чиновник озвучил им очередной гениальный план вице-премьера. Суть его была проста. Банды вступают в РАО в альянс со всеми вытекающими отсюда мирными соглашениями, договорами о взаимной помощи, консультациями с РАО по вопросам коммерческой и социальной деятельности, ну и так далее. Взамен РАО окажет помощь в строительстве комфортабельных подземных поселков на подготовленных к поглощению ареалам землях, подбросит техники, вооружение, трубопроводец с питьевой водой подведет с большой земли и прочая ерунда. Но самое главное, совет директоров обеспечит верхушки бандитских группировок беспрепятственным доступом в ней неравнодушных, где каждый из них сможет получать сыворотку. И для усиления эффекта данного предложения десяток местных князьков уже побывал в ней совершенно безвозмездно. Пришлось несколько потрудиться, конечно, чтобы организовать все правильным образом. Информация о том, что именно РАО взяло на себя доставку князьков в Москву и оплатило все расходы, не должна была всплыть на всеобщее обозрение. Эту проблему генерал Белов разрешил блестяще. Спецтранспорт для носителей полтергейста оформили на Blue Rose. Платежи и вовсе провели через 3/9 офшоры под видом пожертвований в пользу неравнодушных от всяких бизнес-структур, видящих свой социальный долг в помощи страждущим. И прочее бла-бла-бла. В общем, половина из сидящих здесь князьков от бандитизма провела месяц за пределами ареала, пользуясь нахапанными на нефтяных спекуляциях деньгами. Последний из них вернулся в зеленую зону 2 недели назад, и Прокопенко специально тянул с этой встречей так долго. Пусть прочувствуют, что теряют в случае отказа от альянса, как следует прочувствуют. Уверен, все здесь присутствующие тщательно изучили предоставленные нами расчеты, продолжил Прокопенко. Как вы могли убедиться, заключение альянса несет всем нам ощутимую выгоду. Объединив усилия, мы не только повысим эффективность бизнеса, но упрочим порядок и государственность на территории ареала. Время полудикого кочевничества уходит в прошлое. Пора вернуть людям цивилизацию и достойные условия существования. Ваше сообщество по достоинству оценит грядущие изменения и ваши лидерские качества. Кроме того, когда столь уважаемые люди служат Родине, Родина не остается в долгу. РАО предоставит своим партнерам всю возможную помощь. В серьезности наших намерений вы могли убедиться. Чиновник был самокорректность и тщательно следил за тем, чтобы никоим образом не задеть самолюбие ни одного из этих пещерных вождей а-ля из грязи в князи. Пусть считают, что их уважают, как равных. Так надо для дела, и он, Прокопенко, всецело за. Поэтому он так витиевато намекнул князькам-самоучкам на проданные им не так давно вертолеты, тяжелую строительную технику и, конечно же, 2 поселка, вырытых по образцу сателлита. Размерами они, конечно, поменьше, но для начала и это для князьков королевская роскошь. Кто-то не глупый может купить их, пока охрана не получила указания распахнуть перед выбросом все вентиляционные люки и шахты настежь. Силой захватить ничего не удастся. И не надейтесь, все продумано. Войска Белова готовы нанести по поселкам авиаудар в любую минуту. Поселки достанутся либо партнерам РАО, либо студню и прочие местные гадости. Но самое главное – сыворотка. Получить ее подпольно не сможет никто. Операция требует реабилитационного пребывания в стационаре довольно длительное время, чуть более суток, и все преступники в этот момент будут арестованы и заключены под стражу вне ареала. Вряд ли кто-то из зависимых сможет вынести долгие месяцы следствия. Российское правосудие такое неповоротливое, что тут поделаешь? Опять же полтергейст, штука страшная. Прокопенко произнес еще пару фраз, соблюдая правила протокола, и передал слово князькам. Те долго и важно говорили, корча из себя великих лидеров, и собрание стало затягиваться. Что ж, он этого ожидал. Князьки любят поговорить. Это позволяет им самоутвердиться. Ощущение равенства с сильными мира сего распирает самолюбие этих колхозных председателей.
Чиновник с неподдельным уважением на лице слушал их болтовню, от души веселясь внутри. «Крестьяне! То, что вокруг вас собралось несколько тысяч голов вооруженного сброда, еще не делает холопа дворянином. Вы все равно будете делать так, как скажет совет директоров, никуда не денетесь. Все хотят жить хорошо, а хорошая жизнь доступна только тем, кто играет по правилам. И правила эти пишутся настоящими хозяевами этого вонючего мирка, в руках которых сосредоточено все. Вода, пища, поставки с большой земли и, конечно же, сыворотка. И потом, кто откажется превратиться из бандитского авторитета в респектабельного бизнесмена, который впоследствии станет народным избранником или государственным служащим не самого последнего калибра? Однако такие идиоты находились. Первым от сотрудничества с РАО отказался, конечно же, этот дебил-уголовник Рашпиль. Переговоры с ним зашли в тупик еще в самую первую встречу. Зэковский авторитет был готов взаимодействовать с Прокопенко и его доверенными лицами по вопросам их совместного бизнеса, потому что это открывало ему беспроблемные нелегальные каналы транзита через нейтральные территории, но совершенно не желал подчиняться всецело. Впрочем, Лозинского это не смутило. Он уже разработал стратегию использования этой уголовной людской массы в качестве страшилки для других неразумных. Это даже хорошо, что так получилось. Будет кому держать в страхе сброд, гордо называющий себя «вольные». Они где живут по собственным законам, и им никто не указ. Посмотрим. Вольные всем скопом на контакт не пошли. Вести переговоры с каждой жалкой кучкой в отдельности не имело смысла. Со временем прижмем их так, что сами разбегутся. Кто в сателлит, кто по городам наших партнеров. Оставлять их в покое ни в коем случае нельзя. Это потенциальный источник рабочей силы. Численность вольных постоянно растет. Уже сейчас их порядка 4000 с чем-то. Как только альянс будет заключен, они станут основной заботой Прокопенко. Из крупных банд есть еще городские, но их и вовсе не удалось вызвать на переговоры. В общем, всеми гордыми и неприступными придется заняться позже. Сейчас главное подписать договор об альянсе с теми, кто уже проглотил наживку. Так называемые наемники и нефтяники, наиболее полезные и многочисленные группировки ареала, проявили интерес сразу. Но именно в их многочисленности и крылась основная проблема. Оба этих стада состояли из множества мелких отрядов и отрядиков, сформировавшихся стихийно вокруг каких-то там лидеров низкого пошиба в первые месяцы после возвращения зависимых в ареал. Позже все эти бандитские и полубандитские кучки сбились в довольно крупные банды, согласно профессиональному признаку. В результате получившиеся у них органы власти представляли собой советы, состоящие из нескольких десятков человек, прямо Госдумы, аж смех берет. В советах, конечно, возникли лидеры среди лидеров. Так уж построена толпа. Но и их оказалось гораздо больше, чем хотелось бы. И не все из них соображали хорошо и быстро. Например, этот Лиман из наемников и глядящая ему в рот кучка полевых командиров рангом пониже. Он, видите ли, разочаровался в государстве, которое не раз бросало его на произвол судьбы, и не доверяет РАО, являющемуся госструктурой. Разумеется, все это лишь громкие слова и не более. Прокопенко ни секунды не сомневался, что вояка таким способом повышает свой рейтинг. Он и его сторонники в меньшинстве в этом их военсовете, вот и кривляются. У нефтяников аналогичная ситуация, там тоже оппозиция, пытается набрать очки. Болваны! На настоящую Госдуму смотреть надо внимательнее. Оппозиция получает право на существование только тогда, когда что? Правильно, когда тоже играет по правилам. А эти колхозные князьки неудачники собрались заработать авторитет на борьбе за справедливость и только затягивают подписание договора. Чего вообще дергаются-то? Всю жизнь прожили неудачниками, ни денег, ни статуса. Тут бы радовались. Вот уж кому катаклизм за счастье. И разбогатели, и в местные чумазо немытые руководители выбились. Даже с самим Прокопенко, членом совета директоров РАО «Ареал», за одним столом сидят. Чем очень его веселят, кстати. Чиновник разглядывал лица 20 человек, собравшихся на секретную встречу. Господи, ну и колхозники колхозниками.
Хорошо хоть додумались держать весь процесс переговоров в тайне от своего быдла, которое даже электоратом назвать у Прокопенко язык не повернется. И главное, в чем загвоздка? Смешно сказать, в этом самом быдле. Заботятся они о нем, видите ли. Цены надо понизить хотя бы на воду, дать возможность каждому, кто накопил жалких $2 миллиона, бросить все и помчаться в ней неравнодушных, прочий идиотский бред. Прокопенко еще дважды приходилось брать слово и доходчиво объяснять доморощенным президентам прописные истины. Что понижать скрупулезно рассчитанные профессионалами из Академии наук цены нельзя, что это обрушит финансовый баланс и приведет к возникновению черного рынка. А зачем отдавать кому-то свою прибыль? Если ваши люди хотят жить лучше, пусть добывают больше нефти. Ради этого, в конце концов, и создается альянс. И что открывать каждому холопу путь к сыворотке нельзя тем более, потому как, если они наводнят большую землю, то проблема полтергейстов вспыхнет с новой силой. А кому нужно повторение гонений и массовых беспорядков со смертельным исходом? Наоборот, со временем цены на сыворотку должны расти. Она должна быть доступна только избранным. Вот после того, как мировой науке удастся победить полтергейст, тогда другое дело. До тех пор недопустимо заниматься эскалацией напряженности и насилия в обществе. Но если уважаемые господа желают, в перспективе они могут заказать строительство отдельных поселений вне ареала, где будут проживать их люди, получившие сыворотку. Но стоит ли оно того? Ведь это весьма и весьма дорогостоящее мероприятие. Разумнее будет сначала сосредоточиться на насущных проблемах, которых сейчас предостаточно. Закончилось заседание под вечер, как и ожидал Прокопенко. Естественно, договор был подписан, а позиция группировок так и осталась в меньшинстве. У них же все честно, куда бы деться, так что меньшинство было вынуждено согласиться с большинством и принять его сторону. Князьки предпочитают не допускать раскола внутри своих вотчин. Чиновник презрительно ухмыльнулся про себя. И это правильно, господа, вы приняли верное решение. Теперь наемники и нефтяники быстро станут придатками РАО. Это дело техники, тонкой манипуляции и грамотной политики. Само по себе РАО вдвойне крупнее любой группировки ареала. На его долю приходится четверть всей добываемой в ареале нефти. Но суммарное количество неподконтрольного сброда слишком велико. Чтобы ареал стал вновь принадлежать своим истинным хозяевам, все это стадо должно быть управляемо. И первый шаг к этому только что сделан. Постепенно дожмем и остальных. Лозинский, как всегда, гениален. Вовсе не обязательно загнать всех в РАО. Пусть себе состоят в каких угодно группировках и считают себя свободными и самостоятельными. Мы создадим видимость наличия нескольких независимых центров силы, и каждый тупой холоп, считающий себя безгранично умным, интеллектуальным, прозорливым и так далее, будет присоединяться к тому или иному движению, как ему вздумается. Главное, что ниточки от этих самых центров силы сосредоточены в одних и тех же руках, которые искусно манипулируют стадом баранов по своему усмотрению. Это и есть демократия. Прокопенко внутренне захохотал. Вы ее хотели. Она вам так и будет. Сателлит-чиновник попал уже в сумерках, нервно поглядывая на часы. Скоро начнется 6-й день после выброса, и он очень желает оказаться в своей подземной резиденции до наступления новых суток. После того, как некий полумифический радиопередатчик стал оповещать о выбросе заранее, жить стало проще. Но 25 минут – это не очень-то комфортный запас времени. Не всегда можно успеть вернуться в сателлит, особенно если приходится инспектировать нефтепромыслы или приемные пункты на нейтральных территориях. А переждать выброс в резервных бункерах, выкопанных вдоль основных деловых маршрутов следования членов Совета директоров, Прокопенко крайне не любил. Сидеть сутки в средневековых условиях – нет уж, увольте. Этим пусть довольствуется стадо. Лично он предпочитает собственные апартаменты, оборудованные эксклюзивно, со вкусом и с размахом. Просторные площади, высокие потолки, дорогая итальянская мебель, антикварные свечные люстры и канделябры,
Автономный запас чистого воздуха, пневматическая система подачи воды, позволяющая сохранить работоспособность канализации даже во время выброса, бассейн и прочее. Женщины, попадая в его скромное жилище, неизменно бывают впечатлены наповал. Прокопенко мысленно хихикнул. В буквальном смысле. Кстати, о женщинах. Чиновник недовольно нахмурился. Найти Володину до сих пор не удается. Зэки Рашпиля сбились с ног, стремясь получить объявленную за ее поимку награду, но пока их усилия не дают результата. След этой мерзкой стервозной потаскушки обрывается в желтой зоне. Последний раз ее видели якобы на торговой поляне Водянова, на которой вспыхнула перестрелка. В зеленую зону Володина вроде бы не вернулась. Дальше идет целое нагромождение сплетен, одна идиотичнее другой. Одни уверены, что она была убита в перестрелке, другие клянутся, что ее захватил и сожрал зомбированный особ, третьи считают, что зомби утащили ее в свое логово, и теперь Володина удовлетворяет весь спецотряд как женщина, и скорее в тех местах стоит ожидать появления множества новорожденных обезьянок. Словом, грязное, одичавшее быдло соревнуется в народном фольклоре как только может. Что из этого является хотя бы небольшим процентом правды, на данный момент выяснить не удается. Это особ и его Водяной вообще считали сталкерским бредом, пока не заработал их передатчик. Теперь люди Белова всерьез проверяют слухи о неких волшебных медикаментах Водянова. Если представится хоть малейшая возможность, эти медикаменты, радиопередатчик и способ предсказания выброса необходимо у осопа изъять, а самих преступников и террористов уничтожить. Идущая впереди БМП охраны приняла правее и остановилась, пропуская бронированный автобус Прокопенко в ворота административного квартала Сателлита. Чиновник внутренне съежился. Проезжать через ворота он очень не любил. Ему постоянно казалось, что их проем затянут невидимой паутиной, и его безмозглые орангутанги-охранники обязательно ее не заметят, несмотря на наличие всевозможных приборов. И хотя он прекрасно знал о том, что паутина не протягивается без опоры на расстояние более 5 метров, а все ворота в ареале изготавливаются с 10-метровыми проемами для гарантии, ему все равно было страшно. Можно было бы использовать вертолет, но так еще страшнее. Если пилоты не заметят воздушную аномалию, то шансов выжить вообще никаких. Спокойно Прокопенко чувствовал себя только в подземных помещениях. Во всех остальных местах чиновнику приходилось подавлять угнетающую его нервозность. Особенно выводил из душевного равновесия писк Уипа. В сочетании с дорогим деловым костюмом это топорно выглядящий девайс смотрелся нелепо до уродства, и Прокопенко носил его под пиджаком, для чего пришлось заказать персональный прибор, умещающийся в рукаве. Двери автобуса распахнулись, и личная охрана чиновника сопроводила его ко входу в резиденцию совета директоров. Оказавшись в лифте, Прокопенко с облегчением выдохнул. Наконец-то он дома. И он заслужил отдых своими бесконечными трудами. Бассейн и расслабляющий массаж сейчас будут очень кстати. И это новая девица, что привели ему из Москвы 3 выброса назад. Поначалу тоже кривлялась, корчила из себя принцессу, но в итоге оказалась поумнее Володина и быстро сообразила, что к чему и кто тут все решает. Теперь шелковая, и не узнать. А сколько понтов раньше было? Чиновник расправил плечи. Что ни говори, а приятно осознавать, что в твоей власти кардинально изменить судьбу практически любого. Особенно радует давить этих напыщенных потаскушек, возомнивших себя звездами, перед которыми все обязаны падать ниц только из-за того, что природа подарила им смазливую мордашку и длинные ноги. Спускать такое бабье с небесного Олимпа на землю само по себе уже наслаждение. Очень забавно наблюдать, как они, получившие зависимость и мгновенно лишившиеся своих покровителей кормушек, ползают перед ним на коленях, вымаливая прощение и милость. Добро пожаловать в реальность, бейба. Звонок мобильного телефона правительственной связи прервал приятное течение мыслей чиновника, и Прокопенко поспешно достал трубку. Определитель номера показывал Лозинского, и ему вновь стало страшно. С тех пор, как о его связях с Меркуловым узнали вице-премьер и Белов,
Он всегда испытывал страх в их присутствии, неважно, была ли это личная встреча, видеоконференция или телефонный разговор. Особенно едва ли не до паники Прокопенко боялся Белова. Каждый раз, когда серый кардинал ФСБ смотрел ему в глаза, чиновнику казалось, что генерал уже прикидывает приблизительную дату прокопенковской ликвидации. К счастью, сейчас звонил Лозинский, но от этого страха меньше не становилось. «Здравствуйте, Валентин Иванович», — подобострастно залепетал Прокопенко. «Как ваше здоровье?» «Простите, что не доложил вам о результатах переговоров. Мероприятие затянулось и завершилось буквально сейчас. Я еще в дороге, планировал связаться с вами немедленно, как только окажусь в резиденции совета директоров». «Как все прошло?» — перебил его Лозинский недовольным тоном. «Они подписали договор?» «Да, Валентин Иванович, как вы и предсказывали», — торопливо подтвердил Прокопенко. Без некоторых заминок не обошлось. Оппозиция в обеих группировках пыталась перетянуть одеяло на себя, но в итоге большинство признало наши доводы разумными. Особенно возможность получить сыворотку. Сейчас они ведут диалог в некоторой степени дерзко, считают себя равноправными партнерами. Но это вопрос времени. Даже не беспокойтесь, я все решу. «Пусть считают себя кем угодно», — безразлично ответил вице-премьер. «Их заработок, питание и безбедное существование зависят от нас, и самые умные из них вскоре это поймут. Они примут указанное им место, за что получат ощутимые привилегии. Теми, кого интеллект подведет, будем управлять неявно, чужими руками. И у них всегда всего будет меньше, чем у более сговорчивых. Все это детская возня в песочнице, не вижу проблем. Проблема назревает на действительно серьезных направлениях, поэтому и вызвал тебя». «Я сделаю все, Валентин Иванович, все, что в моих силах, и даже больше». Прокопенко, почуяв запах райской жизни, рассыпался в клятвах. Если возникли серьезные проблемы, значит, речь идет не об ареале. А это значит, что ему могут позволить вновь покинуть эту вонючую дыру, пусть всего лишь на время. На этот раз его будет вдвое больше, чем в прошлый. «Завтра же выезжай в Швейцарию», — велел Лозинский. «В клинику Кугельштайна. Все соответствующие платежи уже проведены. Получишь сыворотку, задержись в клинике. Поговори с этим напыщенным индюком. Он должен назначить тебе аудиенцию через неделю. Россия официально высказала ему просьбу ознакомить совет директоров РАО с текущим состоянием дел на ниве борьбы с зависимостью, как продвигаются его исследования и в какой стадии находится разработка улучшенного препарата. Отказать он не сможет и назначит тебе дату встречи, так как ты будешь представлять на ней РАО. После этого едешь ко мне, без задержек». Вице-премьер положил трубку, не дожидаясь от Прокопенко ответа. Чиновник с облегчением выдохнул. Лозинский остался удовлетворен его работой и даже вызывает его из ареала в Москву. А это 2 месяца свободы и настоящей жизни, да еще какой, по высшему классу. Конечно, дела предстоят серьезные. Повторный визит в Швейцарию назначен не просто так, и успехи Кугельштайна не более чем предлог. Если бы Лозинского интересовало только это, он приурочил бы аудиенцию к приезду Прокопенко на инъекцию. Нет, этот заумный визит к обнаглевшему нобелевскому лауреату задуман как благовидный повод для того, чтобы отправить Прокопенко в Европу. Значит, предстоит не только вести дела с руководством Extra Oil, но и заниматься тайными финансовыми потоками совета директоров. Но там все отшлифовано до мелочей. Неужели что-то дало сбой? Или Лозинский планирует получить для РАО дополнительный бюджет? Прокопенко мысленно потер руки. Как бы там ни было, лично он среди всей этой суеты найдет время и для себя. Такой случай он не упустит. Швейцария, Монако, Монте-Карло, Ницца, Сент-Тропе. Май и июнь, конечно, невысокий сезон на Лазурном берегу, но Прокопенко не гордый. Он вполне удовольствуется майским кинофестивалем в Каннах и прочими прелестями французской ривьеры. Для состоятельного человека там всегда бархатный сезон. Зарплату ему Лозинский, конечно же, не даст, и процентов с отката ему теперь не положено, но Прокопенко это не расстраивало.
У него в ареале высокодоходный бизнес. «Как здесь красиво!» — прошептала Володина, разглядывая с крыши базы подернутые едва заметными сумерками развалины городка, покрытые синюшным мхом вперемешку с желтой сыпью ареаловской пыли. И небо зеленое. Я уже забыла, как выглядит мир при свете дня. Сидящий у перископа на посту часового медведь прислушался к несущей чушь Бэмби. Кажется, мозги у девчонки совсем того. Утратили работоспособность. Это где красиво? В забитых аномалиями развалинах? Да о чем спор? Здесь просто феерически прекрасно. Особенно эта зеленая размазня над головой вместо неба. Она и вовсе восхитительна. Надо не забыть предупредить Айболита. «К краю крыши не подходи». Здоровяк на всякий случай сделал голос грозным. Так надежнее, раз созерцание мертвого пейзажа вызывает у нее приступ восторга. «Там паутина кое-где тянется между растяжек маскировочной сети, и там, где обломки кирпичной кладки сохранились». «Я вижу», — откликнулась та. «Ее нити поблескивают в воздухе. Это потому, что наступает вечер?» «Да», — подтвердил медведь, разглядывая в перископ окрестности. «Ближайшие 3,5 часа ее можно будет заметить без щупа и зажигалки. Если бы сейчас не заканчивался 6-й день после выброса, очень скоро в желтую зону рванули бы все, кому не лень. Вообще, она в любых сумерках видна. В лесу, например, ее хорошо видно, если в густой растительности растянулась, или в развалинах, если у них частично сохранилась крыша, чтобы отбрасывать сильную тень». «А почему она не захватила всю нашу крышу?» Бэмби задрала голову и посмотрела на растянутую над базой маскировочную сеть. «Она же может протянуться между сетью и полом». «Не может», — здоровяк продолжал изучать местность. «Конечно, сегодня никто в желтую не попрется. Можно особо перископ не терзать, поглядывать лишь изредка вокруг на предмет появления зомби, и все. Но тогда Бэмби поймет, что ему нечем заняться, и достанет его своим присутствием. Она только этого и ждет. И полбазы во главе с базальтом вместе с ней. А за перископом образ медведя суров, и девчонка боится отвлекать его слишком часто. «А почему?» — Бэмби принялась наивно хлопать глазами, преданно уставившись ему в спину. Но медведь разгадал ее коварную уловку и даже не посмотрел в ее сторону. Сделать это было более чем легко, ведь он специально поставил ее на то место, где она сейчас стоит, когда вывел на крышу, и запретил ходить. Если смотреть на нее от перископа, то взгляд направляется в сторону эпицентра, а туда глядеть медведя не заставит никто, даже если Бэмби начнет выделывать свои гимнастические штуковины, и в этот момент на ней исчезнет одежда. Хотя... «Потому что паутина, во-первых, никогда не растягивается строго вертикально, с горизонтальных поверхностей», — ответил здоровяк, оставляя перископ в покое и бросая вдаль взгляд, исполненный дум вселенского масштаба. «Она цепляется только за вертикальные предметы, либо тонкие, либо имеющие выступы». Он замолчал, изобразив нахмуренную задумчивость. А во-вторых, не сдавалась Бэмби, продолжая таращиться на него с откровенной наглостью. «Во-вторых, да, она образовывается только под открытым небом». Медведь виртуозно игнорировал ее коварные манипуляции с большими глазами, исполненные кротости и невинности. «Паутине необходимо хотя бы 4 сантиметра чистого пространства над головой, только головы у нее нет, как ты понимаешь. По крайней мере, я на это надеюсь. Наша маскировочная сеть выполнена специально для ареала, и в ее конструкции это учтено. Ее ячея имеет размер 2 на 2 сантиметра, так что под такой сеткой паутина образовываться не может, надо только следить за ее целостностью. Правда, из-за такой мелкой ячеи сеть получается довольно тяжелой, но тут уж ничего не поделаешь, приходится с этим мириться. Поэтому мы поставили дополнительные крепежные стойки и боковые оттяжки. Зато теперь крышу не атакуют птицы, особенно в первый день после выброса». «А почему сеть свешивается только с 2 сторон?» — не унималась девчонка. «Догадайся», — буркнул медведь нарочито сердитым тоном, чтобы поубавить у девчонки любопытство. «Это тебе подсказывает пытливый женский ум, если им воспользоваться». «Размера сетки не хватило, и вы закрыли самые опасные стороны, которые выходят на зеленую зону», —
Подозрительно быстро догадалась она. Не иначе знала ответ с самого начала и спрашивала с очередной коварной целью заболтать его и усыпить бдительность. Именно оттуда в желтую зону идут сталкеры, и сеть помешает им увидеть базу. А почему? «По кочану», — грозно рявкнул здоровяк. «Ты кроме «а почему» других слов не знаешь?» «Знаю», — стушевалась Бэмби. «Можно мне немного походить? Я уже час на одном месте стою». «Нельзя», — отрезал медведь. «Тебе можно немного помолчать. Я уже час тебя слушаю». Девчонка послушно умолкла, и майор для важности поискал глазами Фантика. И тут же пожалел об этом. Монстр-садист обнаружился по другую руку от Бэмби. Чешуйчатый хитиновый кролик сидел на ящике с боезапасом для АГС и преданно пожирал медведя немигающим взглядом лишенных зрачков желтых глаз. Фу ты пропасть. Здоровяк закатил глаза. Теперь они будут таращиться на него вдвоем, с разных сторон. Будто одного этого мутанта ему было мало. Да где же этот супергерой Абрамов, который должен спасти девицу от Прокопенко, а медведя с его отрядом от девицы? Вообще медведь взял Бэмби с собой на крышу из жалости. Да, из жалости. И ее внешность вкупе со смущенными улыбочками тут совершенно ни при чем. Базальт зря довольно скалился в кулак. Ни о каких симпатиях и прочих вытекающих отсюда пошлостях речь не идет. Медведь тверд как камень, или даже как два камня. Он просто пожалел девчонку, не более того. Да, точно, не более. Просто раз пошел на поправку, и работы у Айболита прибавилось. Вчера Кварц с группой Базальта ездил к сателлиту и привез оттуда кнопку. Теперь та не отходит от водяного, который еще не пришел в сознание. Они теперь сидят около него со всех сторон. Кнопка, раса и болит. В общем, помощи от Бэмби никому не требуется, а медведю как раз вечером заступать на пост. Ну вот он и взял девчонку с собой. Все равно она постоянно жмется к нему, будто фантик перед выбросом. И скулит, мол, выпустите меня на крышу, пожалуйста. Я кроме бетонных стен ничего не вижу и все такое. Вот и взял. Пусть проветрится, и белый свет вспомнит под его присмотром. Даже Кварц не стал возражать, хотя она и может теоретически тщательно рассмотреть местность вокруг базы и вычислить ее точные координаты. Короче, он всего лишь хотел немного облегчить девице существование. Один черт, ему до утра на крыше службу тащить. Пусть стоит, пока не стемнеет. Но благими намерениями, кто бы сомневался, выложена дорога известно куда. Девица вырядилась словно в ресторан. Распущенные волосы, коротенькая футболка в облипку, штаны от камуфляжа с низкой посадкой, берцы-облегченки, эдакая милитари, выглядящая, приходилось признать, очень эффективно. И когда, спрашивается, она успела все это перешить и подогнать? Явно без кнопки тут не обошлось. Это заговор. Готовился он заранее, сомневаться не приходилось. А в общем, медведь еще не успел заступить на пост, на крышу даже не поднялся, а Базальт уже с ехидной рвожей поздравил Бэмби с первым свиданием. Пока здоровяк красноречивыми жестами обещал пулеметчику спарринг на следующей же рукопашной тренировке, профессор Николаева увела девчонку к себе под каким-то предлогом. Майор даже обрадовался, подумал, что проблема отпала сама собой, но не тут-то было. Николаева очень быстро вернула Бэмби, и медведь, глядя на свежий, нанесенный на ресницы и брови девчонки макияж, понял, что в заговоре против него участвует еще и научная группа. Такого подвоха от серьезных людей, занятых решением глобальных задач в масштабах всего человечества, майор не ожидал. Он растерянно поглядел на Кварца, но тут лишь хмуро пожал плечами, мол, а что я могу? И скрылся у себя в кабинете, бросив медведя одного на произвол судьбы, под скабрезные ухмылочки остальных. Пришлось сделать чопорную физиономию и вести девчонку на крышу, попутно заклеймив заговорщиков красноречивым игнорированием. «Медведь, можно спросить?» Похоже, просто так маячить за его спиной и молча радоваться жизни девчонке никак не удавалось. Ей обязательно надо доставать его болтовней. А как же? «Спрашивай», — здоровяк издал многозначительный вздох, намекая на то, что это плохая идея. «Когда мне можно будет разговаривать?» Бэмби была сама невинность, не знающая намеков. «Ты уже разговариваешь», — обреченно изрек майор. «Чего тебе спокойно не стоится, а?» «Я стоять устала», — призналась девчонка. «Можно мне немного походить?» Она торопливо добавила. «Я не буду поворачиваться к вашим приборам. Просто подвигаюсь немного и все». «Ну, подвигайся».
Недовольно буркнул медведь. «Немного. За вешкой только смотри, не зайди». «Я помню, что там воронка», — улыбнулась Бэмби. «Вы меня ею каждый раз пугаете, когда мы на крышу выходим. Оборачиваться к ней нельзя, так что вешки увидеть я не смогу. Это вы специально?» «Конечно», — ответил здоровяк, «чтобы у тебя возникало поменьше желания тут шастать». Водяной сказал, что от нее до края крыши почти 6,5 метров безопасного расстояния. Девчонка принялась бродить по крыше туда-сюда, старательно не глядя в сторону поглощенной аномалии радиостанции. Этого места хватит, чтобы и вчетвером с закрытыми глазами ходить. Мне правда не хочется знать никаких секретов. Я не шпион, честно. Она печально вздохнула. Я знаю, что вы мне не доверяете, хотите выгнать меня отсюда. Как только Абрамов добьется ареста Прокопенко. Наверное, это с вашей стороны правильно. Бэмби немного помолчала и негромко продолжила. Я вообще не думала, что когда-нибудь окажусь в реале, да еще при таких обстоятельствах. А тут еще травма обострилась. После того прыжка ходить становилось все тяжелее. А когда для сизого по трубе шла, то прямо спиной чувствовала, что очень скоро ноги откажут. В лучшем случае буду на костылях ковылять. Было очень страшно. Прокопенко, ультиматумы о сожительстве, резь в позвоночнике на каждый шаг. Все смешалось в какой-то неслышный жуткий кошмар, из которого нет и не может быть выхода. Тогда, на торговой поляне, когда стрельба началась и в меня попали пули, я даже подумала, что паникую последний раз в жизни, и это, наверное, даже хорошо. Уж ничем не хуже ожидавших меня перспектив. «У тебя какое-то депрессивное мышление», — усмехнулся медведь. «Попроси Кнопку, пусть привезет тебе из сателлита апельсин. Или укради у Шороха шоколад. Добром он его не отдаст». «Апельсины Кнопка вчера привезла. Больного водяного кормить», — невозмутимо ответила Бэмби. «Только он еще не пришел в себя, и потому их уже съели. Случайно получилось. Шорох шоколадом делится, если вежливо попросить. Вы просто не пробовали. В смысле вежливо». «По вежливости и обходительности у нас Прокопенко большой специалист», — ехидно поделал медведь. «А мы люди простые, грубоватые, витиеватых фраз не любим и предпочитаем называть вещи своими именами. Ты не переживай, скоро будешь жить в сателлите, там цивилизация, все вежливые и утонченные, любители поддержать умную беседу, сплошной гламур, интеллектуалы, местные олигархи и даже своя социальная сеть и блогеры. Почти Москва, одним словом». Кнопка говорит, что мечтает о том дне, когда ей можно будет навсегда послать этот сателлит куда подальше, вкратчиво произнесла Бэмби. Не уверена, что буду безумно счастлива там оказаться, даже после того, как поквитаюсь с Прокопенко. Почему мне нельзя остаться тут? «Потому что ты забыла прихватить с собой побольше очаровательных подружек», — фыркнул медведь. «Не задавай глупых вопросов, не беси меня. Есть еще вопросы?» Почему раз не стал убегать от зомби? Девчонка поспешила сменить тему. Он же знал, что они опасны и стремятся убить всякого, кого встречают. Зачем он так поступил, если это не тайна? «Тайна», — медведь болезненно поморщился, — «которая известна всем. Отца своего он увидел. Его отец в свое время был одним из лучших сталкеров. 12 лет назад он отпраздновал с сыном его десятилетие, а после дня рождения ушел в ареал и не вернулся. Это он теми зомби командовал». «Раз встретил своего отца?» – ужаснулась Бэмби. «Среди зомби? Бедняга, даже не представляю, как тяжело ему пришлось. Но...» Она нахмурилась. «Вы же сказали, что прошло 12 лет. А раз тогда в лазарете говорил, что они узнали друг друга, это же невозможно. Зомби полностью теряют память, способность узнавать знакомых и не осознают себя как личность. От своей человеческой жизни они сохраняют только рефлексы и профессиональные навыки. Это происходит с ними очень быстро, за несколько минут после зомбирования. Данный процесс необратим. Я изучала научные материалы, когда работала в фонде Абрамова. Как же отец раса мог его узнать?» «Как-то мог», — пожал плечами здоровяк. «Я не знаю, как это произошло. Я не ученый. Никита с Людмилой говорят то же самое. Это невозможно. Но тем не менее, раз уверен, что отец его узнал. Вот Водяной придет в себя, послушаем, что он скажет. Может, Расу все почудилось».
можно присесть рядом с вами?» Бэмби возникла около медведя, и ему пришлось на нее посмотреть. Девица была сама кротость. «Не хочу на бетон садиться, пыльно, одежда испачкается». «Садись», — здоровяк смирил ее недовольным взглядом. «Ноги еще болят после ранений». «Нет, просто стоять надоело, а уходить отсюда не хочется», — весело осозналась наглая девица. «У меня от ран даже шрамов почти не осталось. Тонкие ниточки, незаметные. После лечения я стала здоровее, чем до ареала. Если честно, то эти 2 месяца — лучшее, что случилось со мной за 2 последних года, хотя раньше я представляла счастье совсем по-другому». Сидящий на ящике кролик заскрипел, словно несмазанная телега, и медведь иронично хмыкнул. Это развеселило даже Фантика». Майор бросил на девчонку насмешливый взгляд. «Зависимость, ранение и перманентный плен. Я бы тоже представлял себе счастье несколько иначе». «В зависимости приятного мало», — согласилась девчонка. «Все остальное в конце концов пройдет. Главное в том, что жизнь из бесцветной снова стала настоящей. Пропало ощущение однообразной безнадежности, когда проживаешь день за днем как робот, и месяцы похожи друг на друга, словно день сурка, и не понимаешь, ради чего». «Помолчи-ка», — жестом оборвал ее медведь, внимательно разглядывая Фантика. Хитиновый кролик не переставал скрипеть, жалобно прижимая к телу чешуйки, отчего стал совершенно гладким, словно рептилия. Маленький мутант спрыгнул с ящика, прижался к ноге майора и заскрипел громче, беспокойно переводя взгляд с одного человека на другого. Убедившись, что медведь обратил на него внимание, Фантик сжался в комок и, буквально стелясь по бетонному полу, быстро засеменил к ведущему внутрь базы люку. Оказавшись у закрытой крышки, он принялся бегать вокруг нее, не переставая жалобно скрипеть. «Выброс», — уверенно заявил майор, поднимаясь со скамьи. «Жаль. Я надеялся, что он начнется позже, хотя бы часов через 5-6. Опять до полуночи не усну. Все, топай внутрь, прогулка окончена». Он посмотрел на заметно погрустневшую Володину и кивнул ей на скрипящего возле люка Фантика. «И монстра с собой захвати. Мне пора потратить время с пользой». Расстроенная Татьяна пробубнила слова благодарности и поплелась к люку. Она откинула тяжелую крышку, распахивая вход, и не перестающий жалобно скрипеть Фантик метнулся вниз по лестнице. Девушка принялась спускаться внутрь и украдкой бросила взгляд на медведя, но тот переключил частоты на рации и не смотрел в ее сторону. Володина печально вздохнула. Выброс пришел очень не вовремя. Она и сама надеялась, что сможет провести на крыше еще несколько часов. Татьяна, выполняя инструкции по борьбе за живучесть, закрыла за собой люк и прислушалась к голосу медведя, едва доносящемуся снаружи. «Всем, я база. 25 минут до выброса. Повторяю, приближается выброс. 25 минут до начала». Она спустилась на -1 этаж, где располагалась ее комната, по пути предупреждая людей. Все были уже в курсе, рации и УИПы имелись у каждого, кроме нее. И объявление медведя слышала вся база. Толка от ее предупреждений было немного, и Татьяна побрела к себе, окончательно расстроившись. Неожиданно дверь в лазарет распахнулась, и оттуда появилась Кнопка с выражением неподдельной радости на уставшем лице. Она заметила Володину и подошла к ней. «Он пришел в себя», — счастливо заявила Кнопка. «Нам удалось привести его в сознание». «Как он себя чувствует?» — обрадовалась Татьяна. «Он тебя узнал? Двигаться может?» «Обошлось», — улыбалась Кнопка. «Всех узнает, всех помнит, психика и моторика в норме. Мы за эти сутки в него бочку воды влили». Айболит говорит, что именно вода каким-то образом поддерживала его жизненные процессы и восстанавливала повреждения. Хорошо, что у нас есть собственная скважина, так бы мозг не выдержал и расплавился. Представляешь, он пришел в себя и первым делом попросил пить. Это верный признак, значит, здоров. Она негромко рассмеялась. Только надо его откормить, он тощий, как смерть с косой. Я останусь здесь до следующего выброса и займусь этим вплотную, воинственно заявила Кнопка. К черту сателлит, обойдутся без меня несколько дней. Сейчас Айболит вколол ему снотворное и не разрешил покидать лазарет до окончания выброса. Влад еще слаб, так что у меня будет достаточно времени поразмыслить над рационом. Ты помнишь, что у нас есть из продуктов? А то на склад идти уже поздно, тревогу по выбросу объявили. Так
Ты же была на крыше, спохватилась она и заговорщицки прищурилась. Как все прошло? Нормально, вновь погрустнела Татьяна. Выброс только не вовремя приближается. Что, наш медведь все еще рычит на тебя? Понимающе покачала головой Кнопка. Так. Он хочет отправить меня в сателлит, когда Абрамов разберется с Прокопенко, невесело кивнула Володина. Сегодня за 1,5 часа он посмотрел на меня всего 1 раз. Он как-то совсем плохо ко мне настроен. Считает меня вражеской шпионкой и совсем не доверяет. Специально издевается, чтобы я обиделась и больше к нему не лезла. Как мне доказать, что я не враг? Кнопка подошла ближе и с предельно серьезным лицом прошептала ей на ухо. Надо сменить штаны на шорты и не надевать лифчик под облегающую футболку. Это сильная аргументация. Она тихо прыснула, глядя на ошарашенное лицо Татьяны. Шучу я. Почти. Ну-ка, пойдем к тебе пошепчемся. Они зашли в комнату Володина и уселись за стол. Кнопка достала из кармана портативную рацию и отрегулировала громкость, чтобы следить за отчетом оставшегося до выброса времени. «Ты все делаешь правильно, Тань. Просто понастойчивее требуй прогулок, совместных дежурств и все такое», — продолжала она. «Тебе надо оказываться рядом с ним как можно чаще. И посмелее вертись у него перед глазами. Не позволяй смотреть мимо тебя. Это он так защищается от собственных симпатий. Ты ему нравишься, даю 100%. Уж я в этом разбираюсь. Если бы ты была ему неприятна, вместо стёба и шуточек он бы тебя игнорировал. Разговаривай с ним». «Я пытаюсь, но он постоянно меня прогоняет», — беспомощно развела руками Володина. «От этого мне очень неловко, вдруг я и вправду его сильно достаю». «Ничего не поделаешь, придется повозиться», — заявила Кнопка. «Медведь не просто очень большой сердитый дядька, он у нас лидер, и лидер грамотный. А любой хороший лидер заботится прежде всего не о себе, а о людях, которые ему доверились. А теперь подумай, он начинает оказывать тебе знаки внимания, и никто на тебя не претендует из уважения к командиру. У нас ведь очень дружный коллектив. Выходит, что он получает тебя благодаря своему положению. Это нечестно по отношению к боевым товарищам. Раньше мне только и делали, что предъявляли ультиматумы на эту тему», — саркастически вздохнула Татьяна. «А я всячески от них скрывалась. Здесь так не принято. Это был мой выбор». «И кто сказал, что ты выберешь его не потому, что он тут главный?» — приподняла брови Кнопка. «Понимаешь, о чем я? С формальной точки зрения, в любом случае ему служебное положение дает преимущество перед другими. А он очень уважает и ценит своих людей, поэтому отказывается от тебя. Но остальные тоже искренне питают к нему уважение и дорожат его дружбой. Все прекрасно видят, что вы нравитесь друг другу, и потому никто не рассматривает тебя как женщину. В итоге все сложно на ровном месте, и чем дальше, тем больше затягивается. «Потому что он хочет избавиться от меня, как от опасного раздражителя», — подытожила Татьяна. «Именно так», — подтвердила Кнопка. «Медведь у нас упрямый, как медведь. Что же мне делать? Я впервые в такой ситуации». Татьяна растерянно посмотрела на Кнопку. «Я не хочу отсюда уезжать. Мне цивилизация сателлита даром не нужна. Я на все это в Москве насмотрелась. Но я не знаю, как себя вести. Рядом с ним я чувствую себя ребенком». «Ты есть дитё», — улыбнулась Кнопка. «Причем во всех отношениях. Разницу в возрасте помнишь? Ты ему и нравишься за то, что не знаешь, как себя вести, и потому держишься так, какая ты есть на самом деле. Ты не фальшивишь. Это его и привлекает. Немного терпения, Таня, и много искренности, и все будет хорошо. Вот и видишь, он тебе поверит. Он хороший человек. Плохой бы не бросался помогать всем подряд, рискуя собственной жизнью или благополучием». «Я боюсь не успеть, Катя», — призналась Володина. «Абрамов получит мое письмо со дня на день и быстро схватит Прокопенко за шиворот. Этого мерзкого упыря посадят, что меня очень сильно радует. Но медведь отвезет меня в сателлит в тот же день, и я сюда больше никогда не попаду». «Не отвезет», — Кнопка хитро прищурилась. «Это мы берем на себя. Вот увидишь. Сразу возникнет множество непредвиденных трудностей, из-за которых твой отъезд в сателлит будет постоянно откладываться. К медведю тут все относятся искренне, так что никто не даст ему от тебя избавиться.
Не думай об этом, пока проблема не возникла. Возникнет, будем решать. А пока, многозначительно подмигнула Кнопка, предлагаю сосредоточиться на сильной аргументации. Ты серьезно? Нахмурилась Татьяна. Не хочется выглядеть пошлой. Что он обо мне подумает, если я начну вертеться перед ним в каких-нибудь откровенных тряпках? В пределах разумного это обязательная составляющая успеха, весело засмеялась Кнопка. Тут главное тонко чувствовать меру, но не воспользоваться такой фигурой преступления. Наш медведь только в первую очередь командир, а во вторую нормальный мужик. Показания в норме. Айболит внимательно разглядывал энцефалограмму. Но само по себе это не дает гарантий. Он скользнул взглядом по медведю, лежащему на медицинской кушетке. Зов приборы не регистрирует. Он определяется лишь по косвенным признакам, и они у тебя налицо. «Это не зов. Сколько раз говорить?» Недовольно поморщился здоровяк, снимая с головы медицинские датчики. «Я совсем не хочу отправляться к фронтовику. Я хочу от него спрятаться». «Это не аргумент», — немедленно заявил сан-инструктор. «В своих галлюцинациях ты видишь, как он тебя зовет. Стало быть, подсознательно ты все-таки испытываешь зов. Просто твое сознание сильнее и не позволяет...» «Виталя, твою душу!» — рассерженно перебил его медведь, усаживаясь на кушетке. «Это не галлюцинации. Ты вообще меня слушаешь? Он смотрит на меня из этого сраного эпицентра. Я 1,5 месяца в ту сторону не глядел, и все было просто прекрасно, пока эта чертова обезьянка не указала совсем в другую сторону, куда я всегда смотрел без проблем. Но в этот раз фронтовик снова меня увидел. Я не знал, что он вышел побродить в зеленую зону». «Угу», — согласился Айболит. «А годовалый ребенок-мутант, естественно, об этом знал. Ложись, я с тобой еще не закончил». Он заставил здоровяка улечься обратно и принялся светить ему в зрачки маленьким фонариком. Непры пришли с другой стороны ареала, между их норой и Каджиромом только по прямой больше 200 километров, если идти через эпицентр. Откуда же она узнала о нападении на нефтепромысел? «Да кто ее знает?» — попытался отбрыкаться медведь. «Она же обезьянка. Дитя ареала. Может, она чувствует аномалии. Как-то же обезьянки обходят эту дрянь без всяких уипов». «Начнем с того, что не все», — спокойно возразила Айболит, орудуя фонариком. «Вверх смотри. Так, хорошо, теперь влево. Некоторые обезьянки вляпались, когда отходили от родителей далеко». «Потому что они еще малы», — не желал сдаваться здоровяк. «Самые первые мутанты начали рождаться год назад, и чем старше они становятся, тем больше теряют человеческий облик, и тем сильнее чувствуют аномалии. Некоторые иногда даже могут предсказать выброс». Такое происходит крайне редко, а точность прогноза не превышает 5-7 минут. Военврач явно не считал аргументы медведя серьезными. «В другую сторону смотри. Хорошо. Теперь замерим давление». И аномалии обезьянки чувствуют, если вообще чувствуют, лишь в непосредственной близости от себя, а никак не за 200 километров. Так что я склонен считать твои галлюцинации плодом работы подсознания, подвергшегося сильному перенапряжению. Придется назначить тебе реабилитационную терапию. Сон, отдых, свежий воздух и так далее. До выброса ты никуда не ходишь. Никакого напряжения, как нервного, так и физического, быть не должно. Возьми на себя дежурство на крыше. Подышишь свежим воздухом, тебе сейчас показана общая гипервентиляция организма. И чтобы никакой активности. Это очень важный медицинский показатель, потому что если ты опять рванешь что-нибудь делать вне базы, то сомнений уже не будет. Дело тут не в переутомлении. Ты однозначно заработал зов в тот день, когда фронтовик стучал в наши ворота, и подсознательно ищешь предлог покинуть базу. Сам знаешь, к чему в конечном итоге приводит такое желание. «Типун тебе», — буркнул медведь. «Ты успокаивать пациентам случаем не у Чикатило учился?» «Вот о чем и речь», — авторитетно заявил Айболит. «Ты отреагировал болезненно на серьезное предупреждение лечащего врача. Налицо раздражительность, один из признаков переутомления. Давай сюда руку». Он извлек из холодильной установки шприц-тюбик.
Сейчас получишь релаксант моего собственного изготовления и отправишься спать. Время уже позднее, в самый раз. Выспишься, разгрузишь психику, а утром на крышу. И дыши глубже, добивайся гипервентиляции. Каждые 2 часа мерить пульс, давление и температуру тела. Мне нужна подробная картина твоего восстановления. То это занесение службы такое будет, если мне придется постоянно покидать пост, чтобы сбегать в лазарет, фыркнул медведь. Завтра 5-й день, надо смотреть в оба. Вот и смотри, согласился Айболит. Пост покидать не надо. Все замеры будут проводиться непосредственно на крыше. Датчик измерения давления я тебе на руке с утра укреплю. Шланг выведем через рукав эмки. Просто манжету не будешь затягивать и перчатку не наденешь. Бегать тебе по крыше не придется, так что все будет нормально. И что, ты каждые 2 часа станешь ко мне ходить, словно к дитю малому? Нахмурился майор. Размечтался. Поглядите-ка на него. Военврач иронично хмыкнул. У меня забот не впроворот. Он кивнул в сторону ширмы, ограждающей общее помещение лазарета от блока интенсивной терапии. Водяной едва оклемался. Надо отпаивать да откармливать. Раз только-только на ноги встал, с ним еще возни предостаточно. И синтезированные препараты необходимо расфасовывать, а то это занятие очень кропотливое. Спасибо твоим новым приятелям. Очень вовремя вернулись со своим подарком. Сейчас он как нельзя кстати. В общем, кто-нибудь тобой займется, а у меня свой график горит. Времени в сутках слишком мало. Он вколол медведю препарат и указал на дверь. «Все, товарищ главнокомандующий, я вас больше не задерживаю». Майор покинул лазарет и направился к себе. От укола начало клонить ко сну, и медведь, доковыляв до своей комнаты, сбросил обувь и кое-как завалился на спальник, нащупывая руками подушку. Спать так спать. Может, Айболит и прав, все это нервы, злые шуточки собственной психики. Желание рвануть к фронтовику не то что со всех ног, но даже ползком и с остановками у медведя точно не возникало. Зов тут ни при чем. Просто усталость накопилась. Вот нервная система и шалит. После того, как в прошлый торговый день обезьянка указала ему на дядю, здоровяк видел фронтовика еще дважды. И оба раза не в стороне эпицентра, а там, куда тянулась мохнатая ручка мутировавшего ребенка. Объяснение этому нашлось сегодня, на торгах, где медведь вновь заменял водяного. Сам водяной чувствовал себя хорошо, но был еще слаб, и Айболит запретил ему покидать лазарет до тех пор, пока не отъестся и не отопьется. Сегодняшние торги случились не столь богаты на сделки, сколько на информацию. На поляну пришел только один караван от нефтяников, но его караванщик оказался постоянным покупателем. Пока его товарищи переливали воду из бочек особ в свои емкости, он охотно делился свежими новостями. Прежде всего выяснилось, что в день прошлых торгов общаковские атаковали Каджиром. Выполнено это было в лучших традициях местных интриг. Общак нанял какую-то ничейную, или, как прозвали таких отморозков жителей ареала, дикую банду, она и совершила нападение. Для того, чтобы атака оказалась удачной, Рашпиль усилил диких своими боевиками, причем последних оказалось вдвое больше, чем самих диких, но формально ответственность за нападение на общаковских не лежит. И теперь опера наемников копают под Рашпиля, пытаясь доказать его причастность, в то время как общаковские делают праведно возмущенные рожи и посылают всех куда подальше, пылая праведным же гневом. Как бы там ни было, а бой у Каджирома вышел серьезный. С обеих сторон сошлось порядка 500 человек, целая войсковая операция. Нападающие правильно рассчитали время для удара. У наемников было много раненых после стычек со зверьем. Именно их отряды выполняют в ареале большую часть контрактов на защиту, и в тот день, когда выброс ударил прямо посреди нелетной погоды, множество всевозможных поисковых партий, старательских групп и торговых караванов оказались посреди зеленой зоны. Людям пришлось прятаться, где придется, то есть в основном спешно зарываться в землю, там, где местность для этого наиболее подходит. Звериные норы, незанятые студнем овражки, ямы и крупные рытвины. В общем, слова того опера-торговца с радиопозывным «Короб» подтвердились.
Подразделения наемников после окончания выброса оказались потрепаны, имелось множество раненых различной степени тяжести. Чтобы восполнить потери и не допустить срыва контрактов, полевые командиры спешно перегруппировывали личный состав. Охрану Канжерома ослабили, усилив за ее счет другие подразделения, и неизвестные банды этим воспользовались. Нефтепромысел атаковали сразу с 3 сторон, после чего нанесли основной удар по пункту заправки нефтевозов. Поначалу дикие действовали аккуратно, стремились захватить полностью залитые нефтевозы и вывести их в целости. Так как наемники лишь несли охрану Канжерома, непосредственно добычей Икса занимались бригады нефтяников, то в конфликт оказались вовлечены сразу обе группировки. Каждая из них запросила в эфире помощи у своих, и к нефтепромыслу помчались подкрепления. Первым пришел Ми-8 наемников, но это не спасло ситуацию. Бандиты уже ворвались в Канжером, бой шел среди строений и оборудования, и вертушка неминуемо нанесла бы удары по чужим и по своим. К тому моменту дикие успели вывести с нефтепромысла 3 нефтевоза, и вертолет ушел за ними в погоню. Один из них вертолетчикам удалось настичь. Они расстреляли автомобили охраны, после чего высадили 2 десятка десантников, и те закончили дело. Тот нефтевоз вернули, но 2 остальных так и не нашли. Тем временем к Канжерому подошли подразделения наемников и боевики нефтяников, причем командовал всем этим скопом Лиман, а о его умении воевать все наслышаны. Он отправил союзников в лоб, сымитировав малочисленность собственных сил, а своих головорезов бросил в обход Канжерома сразу с 2 сторон. В результате нефтепромысел взяли в клещи, и там закипело такое побоище, что еще через пару часов туда заявился фронтовик. Что было дальше, можно не рассказывать, все и так прекрасно понимают. Фронтовик принялся палить во всех подряд. Его чертова псина жрала все, что движется, и противоборствующим сторонам быстро стало не до войны. Лиман отдал приказ всем отступать бегом, пользуясь паузами, во время которых фронтовик перезаряжал свой ППШ. Дикие оказались не столь сообразительны, и потому рвали из Канжерома когти прямо под пулями. Короче, нефтепромысел опустил минут за 20 полностью. Даже Синька попряталась от греха подальше. Фронтовик бродил по пустому промыслу около часа, за который его собака загрызла всех раненых. Видимо, как раз в это время медведь его и видел. После того, как аномалию перестали наблюдать в бинокле, наемники высадили с вертушек на окраине Канжерома свой СОБР для проведения разведки. Можно представить, каково мужикам было туда лезть. На их счастье, фронтовик уже покинул нефтепромысел, и Лиман занялся расчисткой Канжерома и восстановлением его обороны. Оттуда вывезли под 100 трупов, 1/3 наемники, остальные дикие, и Лиман приказал всех их побросать в аномалии, чтобы не получить после первого же выброса нашествие бродяг. А то после побоища в Тыбуке городские, которым Нижний Одис так удачно свалился прямо в руки, до сих пор сталкиваются с мертвецами, бредущими к промыслу после каждого выброса. На этом инцидент в Канжероме оказался исчерпан, зато наступили последствия. Фронтовик покинул зеленую зону не сразу. Вместо этого он до ночи бродил где-то между Канжеромом и Сосногорском, по своему обыкновению постреливая в случайных прохожих. Вот почему медведь видел его дважды, и каждый раз направление на жуткую аномалию не совпадало с направлением на эпицентр. Но откуда обо всем этом могла знать обезьянка, совершенно непонятно. Ее отец, кстати, приходил сегодня на торговую поляну. 2 Днепра, как в прошлый раз, долго прятались в зеленке, дожидаясь, когда уйдет караван нефтяников, после чего вышли к медведю. Глаза у Тимура полностью восстановились, даже струпьев, отмершей кожи на лице не осталось. Ручка у Аси с его слов тоже зажила. Днепры долго благодарили за помощь, после чего оставили 2 вещмешка под завязку, набитых стерильными упаковками с пустыми шприц-тюбиками. Сказали, что набрали в разрушенной лаборатории в желтой зоне, которая имеется где-то недалеко от них. Увидев сие сокровища, Айболит пришел в дикий восторг, тем более, что тюбики оказались именно новыми, в употреблении не побывавшими. Он уже предвкушает процесс расфасовки препаратов, и завтра надо будет проследить, чтобы сан-инструктор не пропустил прием пищи.
Еще интересен тот факт, что наемникам пришлось выплачивать штрафные санкции нефтяникам за убитых промысловиков и поврежденное в ходе боя оборудование, вверенное им под охрану. И сателлит неплохо заработал и на тех, и на других, предоставив медицинскую помощь раненым, которых оказалось едва ли не столько же, сколько убитых. А так как после стычек со зверьем госпиталь наемников и больница нефтяников и без того испытывали наплыв пациентов, то их возможностей оказалось недостаточно, и обе группировки обратились за помощью к союзнику. Кстати, о союзе. Караванчик сказал, будто имеется некий эдакий слабенький слушок на тему того, что их временный союз негласно переформирован в постоянный альянс. Но точно об этом никому не известно. Кварц уже потребовал проведения широкомасштабной операции по сбору информации. Это необходимо организовать обязательно, потому что если у особо прибавилось врагов, то стоит хотя бы узнать об этом вовремя. Что примечательно, так это позиция общака. Они не просто наотрез отказываются признать авторство нападения на Каджиром, но и делают вид, что не понесли никаких потерь, хотя после такого боя раненых должно быть немало. Не совсем ясно, зачем им это нужно. Ведь все и так понимают, что атака на нефтепромысел была местью Рашпиля наемникам за потерянный Тыбук. Чему ломать комедию, если Общаковский с наемниками и Рау в состоянии войны находятся постоянно, а со всеми остальными через день? Но понятие есть понятие, не пойман не вор. Короче говоря, все сходится на том, что Рашпиль сильно нагадил военсовету, и тот в долгу не останется. И теперь общественность ждет развития событий. А так как развитие неизбежно будет кровавым, у наемников и нефтяников наблюдается некоторый отток людей к вольным, там сейчас спокойно. Другая версия гласит, что люди уходят не из-за боязни очередного побоища, а по более тривиальной причине. На Большой Земле произошло то, что журналисты окрестили вспышкой Златовласки. Вроде как в тот самый день, когда случился внеплановый выброс, кое-кто из сидящих на Златовласке ощутил непреодолимое желание выехать отдохнуть на природу. Желательно, чтобы эта природа была надежно обнесена снаружи нейтральными территориями. В общем, за пару дней в Ареал добровольно заявилось почти 400 человек, чего раньше никогда не бывало. И говорят, народ продолжает приезжать, правда уже понемногу. Все они поначалу оседают в сателлите, но не все там остаются. Чтобы оплачивать жизнь в квартирах, надо впахивать на Рау очень даже активно. Вроде как половина уже потянулась к вольным, и среди новичков немало женщин. Неудивительно, что из других группировок начался отток. Скорее всего, те, кому не повезет на любовном фронте, позже вернутся обратно. Попутно выяснилось, что за день до выброса Прокопенко покинул Ареал и укатил в клинику Кугельштайна, и теперь в сателлите нет никого из совета директоров. Эта новость внушала некоторый оптимизм. Если Абрамов получит письмо Бэмби в ближайшие дни, то задержать Прокопенко вне Ареала будет намного проще. Ни один оперативник, находящийся в своем уме, не сунется внутрь зеленой зоны. Зато на Большой Земле этого поганца отловят быстро. Кнопка, узнав об отсутствии большого начальства, тотчас заявила, что остается на базе на еще один выброс, и ее ничего не волнует. Зато плетение заговора продолжится, и кроме сменной обуви жди какой-нибудь беды. 3 бабы и военврач, трепетно относящиеся к стерильности, это слишком много для такой маленькой базы. Если так дальше пойдет, то скоро в собственной комнате носки разбросать нельзя будет. Нет, лично он, Медведь, всецело за чистоту и порядок. Хоть и хорошо помнит, как полгода назад тащил на горбу на базу стиральную машинку. Но зачем фанатизм-то? Ради каждого выхода на улицу переобуваться и переодеваться откровенно лень. «Медведь! Коля, вставай!» Кто-то тряс его за плечо, отвлекая от раздумий. «Тебя и болит по рации кричить, не слышишь, что ли?» Кажется, это Базальт. «Топай в лазарет, на обследование пора». «Чего?» Медведь открыл глаза и непонимающе посмотрел на пулеметчика. «Какое обследование? Он же меня спать отправил. Даже какую-то фигню вколол, что я так и не заснул». «Я всю ночь слышал, как ты не заснул», — недовольно передразнил его Базальт. «Сколько раз просить, спи на боку. Твой храп преодолевает стенку моей комнаты, как дырокол и бумагу. Я требую звукоизоляцию и молоко за вредность».
Сурово хмурящийся базальт удалился, и медведь посмотрел на УИП. Дисплей хронометра, показывающий 9 утра, а также шум работающие фильтры вентиляционной установки, проветривающие базу, непровержимо доказывали правоту пулеметчика. Здоровяк потер глаза. Получается, он думал во сне, что ли? Ладно, неважно. Спать не хочется, зато хочется есть. Завтрак он проспал, и это очень нехорошо. В жизни вообще не может быть ничего хуже, чем пропустить завтрак. Хотя нет, все-таки может. Это если пропустить обед. Хорошо, что кнопка осталась на базе. Она не бросит в беде умирающего от голода человека. Медведь достал рацию, сообщил Айболиту, что будет через 15 минут, и направился в душ. В лазарете оказалось людно. Айболит колдовал над расом, проводя плановый осмотр. Кнопка поила водяного, притащив с собой для этих целей 5-литровый баллон с водой. В углу с автоклавом возилась Бэмби. За дальним лабораторным столом с предельно умными физиономией в белых халатах и стерильных перчатках сидели базальт с капканом и что-то там закапывали пипетками в пустые шприц-тюбики, сверяясь с записями Айболита. Возле них туда-сюда бродили Шорох с Байкалом, перенося из холодильной камеры и обратно сверкающие хирургической сталью емкости с синтезированными препаратами. Учитывая, что профессор Николаева со Степановым наверняка уже вовсю двигают науку в своей лаборатории, а на посту сейчас стоит Кварц, выходило, что не приносит пользу обществу в данный момент только один медведь. «Коля, где тебя носит? Договаривались же на утро!» Айболит встретил его укоризненным взглядом. «Работай по горло, снимай куртку и садись туда», — он указал на стол возле своего рабочего стола. «Татьяна, подготовь манжету от тонометра. Самую большую». Медведь сбросил с себя куртку, уселся куда сказано и принялся рассматривать кипящий бурной деятельностью лазарет. На фоне общего энтузиазма сразу бросалось в глаза мрачное настроение раса. Молодой сталкер, словно кукла, послушно выполнял все указания проводящего осмотра Айболита и на все вопросы отвечал односложно, чего за вечно улыбающимся и жизнерадостным расом никогда не наблюдалось. Когда Айболит закончил осмотр и занялся медведем, парнишка похромал к больничной койке водяного и присоединился к их с кнопкой негромкому разговору. «Что у нас с расом?» — тихо поинтересовался здоровяк у санинструктора, замеряющего у него пульс. Ни разу не видел у него такой тоски в глазах. Даже смеется через силу. Переживает. Айболит болезненно поморщился. Ему не позавидуешь сейчас. Он ведь с детства ищет отца и эту чертову живую воду, которая существует только в сталкерских байках. Мальчишка не глупый, всегда отдавал себе отчет, что зомби никогда не станет вновь человеком, тем более если после зомбирования прошло много лет. Для него эта навязчивая идея была чем-то вроде путеводной нити, жизненной целью, если хочешь, даже смыслом жизни, куда более благородным, нежели примитивное барыжничество метами на черном рынке. Но где-то в глубине души он не мог не понимать, что шансов нет. А тут он столкнулся с отцом едва ли не лицом к лицу, и тот его узнал. Водяной подтвердил... Он тоже видел, как командир отряда зомби смотрел на раса и при этом не стрелял и не руководил своими. «Это, мягко говоря, совсем чуть-чуть невероятно», — все так же тихо оценил медведь. «Зомби узнал сына спустя 12 лет. Фантастика. Раз с тех пор повзрослел, не каждый обычный человек узнает через столько лет. Ты считаешь, такое возможно?» «Нет», — согласился с ним санинструктор. «Хотя странно, что Водяной считает, что раз не ошибается. Думаю, они оба побывали в состоянии тяжелейшего шока, и их сознание искажает факты в угоду желаниям. Они верят в то, что утверждают, но в действительности такого не было. Сам посуди. Оба едва не зажмурились. Водяной так и вообще побывал в коме, и только сейчас пошел на поправку. После такого можно что угодно навспоминать. Но мы решили Раса не разочаровывать, он и без того сильно переживает. Тем более, что Водяной чуть не умер, пока тащил его на себе». «Поддерживаю», — кивнул здоровяк. «Пусть парнишка считает, что все было так, как он решил. Надо только поглядывать за ним повнимательнее, чтобы не рванул искать сокровища Лаврентьева». «Я поддержу его на постельном режиме еще несколько дней.
Айболит принялся укреплять на мощной руке майора манжету тонометра. Отоспится, отдохнет, успокоится. Все будет нормально. Но ты прав, на всякий случай поглядывать стоит. За эти дни он ни разу не заговорил о Гниц и подземном входе туда. А ведь это была его любимая тема. Так что теперь мне придется следить уже за 2 подозрительными пациентами. Может, официально создадим группу риска? Ты, раз. Можно туда еще Татьяну включить. Она ведь тоже на карандаше. «Ну-ну», — насупился медведь. «Я-то ни при чем. Я никуда не собираюсь. Мне и тут хорошо». «Дней через 5 посмотрим, насколько ты здоров», — хмыкнул военврач. «А пока всем вам показан курс реабилитации. Расу, постельный режим, тебе пребывание на свежем воздухе. Бэмби, кстати, тоже. Человек нуждается в ультрафиолете и не затхлом воздухе, хотя бы иногда». «Да к чему?» — насторожился майор. «Она что, со мной на крыше сидеть будет?» «Не обязательно сидеть», — парировал Айболит. «Стоять, ходить, делать гипервентиляцию легких. Тебе, кстати, тоже ее делать в обязательном порядке. Заодно будет измерять тебе пульс с давлением». «Ты специально все это затеял?» Медведь требовательно посмотрел на санинструктора. «Ты случаем с базальтом не в доле? Никому шоколада килограмм другой об заклад не забил?» «У меня нет времени на ваши развлечения», — строго заявил военврач. «Мне серьезными делами заниматься нужно. Синтез препаратов, разработка новых, исследований X-эссенций. Медикаменты расфасовывать некогда. Вон, всех к этому занятию привлек. Людей не хватает. Кого еще я к тебе приставлю? Не растаешь от ее присутствия, не сахарный. Она же должна все время быть на виду. Вот и сидите на крыше вдвоем, следите друг за другом. Так от вас хоть польза какая-то будет». «Ладно, ладно», — успокоил разошедшегося санинструктора медведь. «Не бурли, убедил». Он тяжело вздохнул. «Буду сидеть с ней на крыше». Он вновь покосился на санинструктора. «Но все равно тебя подозреваю. Не нравится мне что-то, это твоя гипервентиляция. Очень подозрительно». «Еще один кварц на мою голову». Айболит сделал да нельзя замученное лицо. «Все, осмотр закончен. Можешь заступать на пост». «Виталя, ты не в курсе? На камбузе осталось что-нибудь поесть?» Задал наболевший вопрос здоровяк. «Я завтрак проспал под твоими препаратами. Не понимаю, как это случилось. Обычно я на прием пищи не опаздываю». «Заметно», — иронично хмыкнул военврач. «Питаешься за 3. Я вон какой вымахал. Манжет от тонометра на тебя не напасешься. Мы с Кнопкой сегодня с утра ранеными занимаемся. Не до кулинарии было. На камбузе Бэмби похозяйничала. Ты у нее спроси». Медведь не ожидал такого поворота. «Ладно, сам чего-нибудь приготовлю. Не впервой». «Конечно. Мне только слона в посудной лавке не хватало», — сердито возмутился Айболит. «Лезы тут всякие. От нечего делать на камбуз. Потом после вас не найдешь, где что лежит». Он поискал глазами Володину и произнес. «Татьяна, заканчивай с автоклавом, дальше я справлюсь сам. Спасибо за помощь. Сейчас отправляйтесь-ка оба на камбуз. Завтракайте и на крышу. Все, я вас больше не задерживаю». Пока медведь, тяжело вздыхая, натягивал на себя куртку, Айболит между делом обернулся к Кнопке и незаметно подмигнул ей, а в ответ украдкой показал ему большой палец. Здоровяк скользнул по ним полным подозрения взглядом, но оба уже были заняты своими делами. Не сумев заметить ничего значимого, медведь вышел из лазарета с ощущением бурно разрастающегося за спиной заговора. Бэмби топала за ним, довольная, что твой танк, которому дали лишний раз пострелять, и что-то там тараторила. Сначала майор решил многозначительно проигнорировать девицу, но, прислушавшись, поспешил решение изменить. Оказывается, Бэмби пыталась выяснить, что именно он желает получить на завтрак. «У вас что, на камбузе ресторан открылся?» – недовольно произнес он. «Появилось разнообразное меню. Продукты девать некуда, что ли, если уже на выбор готовить начали?» «С продуктами я обращаюсь очень экономно», — заявила девчонка. «В реале этому учишься быстро. До сих пор помню, как набирала свою первую канистру с иксом вместе с Аней на нефтяном пятне возле ее поселка. За 15 часов только половину нацедили, пятно было бедное.
А когда Аня рассказала, на сколько грамм воды этого хватит, я подумала, что это шутка. Весь первый месяц так и прошел. Набрали нефти, отнесли в магазин, купили продуктов, на ужин и завтрак хватило. На следующий день все заново. «Что ж так плохо собирали?» — ухмыльнулся медведь. «Лень было отойти подальше и найти пятно побогаче. Их в ареале полно, после каждого выброса новые выступают». «Потом мы так и делали», — подтвердила Бэмби. «А поначалу страшно было от поселка отходить. На меня такими глазами глядели, что я в первые дни из землянки вылезать боялась. Хорошо, что Аня постоянно рядом была. Если бы не она, я даже не знаю, что бы со мной стало. Выживать я в ареале не умела. Быть товаром не стану при любом исходе. Защитить себя в одиночку не смогу. В общем-то, догадаться о перспективах не так уж сложно. Так что я считаю, что мне очень повезло, встретила хороших людей. Если честно, тогда в подвале у уголовников после появления Прокопенко казалось, что все, жизнь закончилась, шансов нет. Мысли в голову черные лезли». Она тряхнула головой, словно отгоняя воспоминания, и жизнерадостно улыбнулась. «Готовить меня мама учила лет с 10. Вам понравится, вот увидите. Правда, Айболит сказал, что медведи всеядны, особенно голодные, но это он пошутил, я сразу поняла. У вас здесь шутки немного жутковатые, но если привыкнуть, то становится очень смешно». «Медведи действительно всеядны», — подтвердил здоровяк. «В смысле, настоящие. Но я к еде очень капризен. Если мне не понравится, брошу тебя в аномалию, имей в виду. Вот тогда точно станет очень смешно. И одной проблемой меньше». «А я думала, что съедите», — хихикнула Бэмби. «Весь ареал считает, что вы едите людей». «Никогда не поздно начать». Он бросил на нее грозный, многообещающий взгляд и с важным видом распахнул ведущую на камбус дверь. «Кашу мне с мясом. И побыстрее». Бэмби вновь тихо хихикнула и упорхнула к плите и холодильнику. Пока она деловито возилась с готовкой, медведь из-под разглядывал ее точеную гибкую фигурку. Все-таки девчонка хороша, но вот что с этим поделаешь? Особенно подкупало то, что в ней совершенно не чувствовалось гнили, двойного дна и прочих неотъемлемых атрибутов большинства нынешних красавиц. Почему он так решил, медведь объяснить себе не мог. Но где-то в глубине души чувствовал, что она не играет, что она настоящая, и он видит ее именно такой, какая она есть на самом деле. И от этого его тянуло к ней еще сильнее. Здоровяк закрыл глаза. Если в итоге Бэмби окажется агентом Меркулова, то этот мир есть полное дерьмо. Жизнь — отстой и шлак, среди которого уже не осталось ничего испачканного. А он сам — наивный дурачок, которого не такая уже маленькая череда прожитых лет так ничему и не научила. Майор подавил печальный вздох и снова посмотрел на весело рассказывающую ему какую-то чепуху девчонку. Так дело не пойдет, надо гнать невеселые мысли, а ему с Бэмби предстоит потрачать на крыше несколько дней, и видеть в ней врага очень не хотелось. Лучше на нее смотреть, чем в сторону эпицентра, и вообще Айболит велел дышать воздухом и не отвлекаться на нервные мысли. А рекомендациями лечащего врача пренебрегать нехорошо. Швейцария. Лозанна. Офис частной адвокатской конторы. 12 мая 2012 года. 23 часа 45 минут. Тяжелые резные створы, оформленных под старину дверей, распахнулись, и из кабинета вышел сухощавый пожилой человек в ультрадорогом костюме ручной работы. «Мистер Прокопенко, прошу вас», — произнес он на британском английском языке с едва заметным оксфордским придыханием. «Мистер Хейфетс с нетерпением ожидал вашего приезда». Прокопенко внутренне усмехнулся. С нетерпением, как же. С таким сильным, что продержал его в секретной приемной без малого 2 часа. Мол, все ради вашего инкогнито, и вообще, для вас мы в лепешку расшибемся. Как же, расшибутся, а не дождешься. Хейфетс специально заставил его ждать. Этакий более чем прозрачный намек на то, кто в доме хозяин. Нет, он, Прокопенко, ни в коем случае не оспаривает недосягаемое положение лорда Брильденберга, доверенным лицом которого является Хейфетс. Но к чему подобное лицемерие? Вывод прост. На этой встрече Хейфетс планирует оказывать протекцию не ему, а Абрамову. Если Писака уже там, в кабинете, то намек Прокопенко понял и обязательно заострит на этом внимание Лозинского.
Однако ситуация оказалась не столь простой. Едва Прокопенко вошел внутрь роскошно обставленного кабинета, как увидел Абрамова, входящего одновременно с ним через двери напротив. Вон оно как! Чиновник был готов поклясться, что Абрамов сидел за теми дверьми точно такие же 2 часа, как он. Выходит, Хейфетс демонстрирует им обоим сразу 2 факта. Первый. Он намерен соблюдать нейтралитет и выступать в данных переговорах не более чем наблюдателем. И второй. Прокопенко с Абрамовым не входит в круг, скажем так, максимально уважаемых лиц. А такой намек Хейфетс самостоятельно сделать не может, не тот уровень. Значит, это распоряжение лорда Брильденберга. Знал ли Лозинский об этом заранее? Или это окажется для вице-премьера неприятной новостью? В любом случае, Прокопенко будет тщательно наблюдать за поведением Хейфетса и его реакцией на беседу и подробно доложит об этом в Москву. Лозинский с Беловым разберутся в новой интриге своих родственников. А ведь в том, что этот намек ознаменовал собой ее начало, сомневаться не приходилось. «Джентльмены, я искренне вас приветствую». Хейфетс вышел им навстречу и поочередно пожал руки. «Весьма сожалею, что вам пришлось провести некоторое время в ожидании, но такова необходимость. Зато теперь я с уверенностью могу заявить, что конспирация соблюдена полностью». Он указал на стол для переговоров. «Прошу садиться. Этот кабинет в вашем полном распоряжении». Прокопенко с Абрамовым принялись усаживаться друг против друга, одновременно бросая косые взгляды на Хейфетса. Тот направился к стоящему у дальней стены рабочему столу с видом человека, уже сделавшего свое дело. Теперь он будет взирать оттуда, словно третейский судья. «Неудивительно», — отметил чиновник. Чего-то подобного он и ожидал. Прокопенко раскрыл портфель и стал выкладывать на стол необходимые документы, демонстративно не глядя на Абрамова. Этого интернет-писаку он не любил, но общее дело превыше всего, и приходилось терпеть. Но, черт возьми, он не обязан уважать всякого выскочку, выпрыгнувшего из нищих пешек сразу в дамки, благодаря удачному стечению обстоятельств. Еще одна напыщенная бездарность, незаслуженно получившая доступ к крохам барского пирога. Сначала Евлантий, теперь Абрамов. Почему кто-то купается в деньгах, а он, Прокопенко, вечно вкалывает, как проклятый? Эта несправедливость с каждым годом одновременно угнетала и бесила все сильнее. «Рад видеть вас, не страдающим от зуда, Максим Анатольевич», с приторным дружелюбием растянулся в улыбке Абрамов. В том, что их неприязнь взаимна, оба убедились еще 1,5 года назад, в момент самой первой встречи. Прокопенко тогда не решился даже подать вид, не то что заявить об этом. Страх от ожидания расправы за связь с Меркуловым был слишком велик. Зато Абрамов высказался на эту тему перед Лозинским и очень сильно пожалел о подобной глупости. Наверное, пришлось больно прикусить язык. Это Прокопенко радовало. Позже генерал Белов как-то снисходительно обронил ироническую фразу, смысл которой заключался в том, что их обоюдная неприязнь играет на руку общему делу. Мол, вам не придется разыгрывать перед электоратом священное противостояние, а искренность в общении с массами есть сильный козырь. «Спасибо, господин Абрамов», — с готовностью заулыбался чиновник, — «вашими молитвами». «Как здоровье Раисы Соломоновны?» Абрамов продолжал фонтанировать любезностью. «Мама чувствует себя прекрасно», — ответил Прокопенко. «Чего и вам желает. Надеюсь, вы не захватили с собой видеокамеры. Мне бы очень не хотелось повторения того пренеприятнейшего инцидента, который случился в момент нашей последней встречи в вашей студии». Абрамов на почти незаметную долю секунды осекся, но эта заминка не укрылась от внимательного взгляда Прокопенко. «Ага, страшно. Так тебе, мерзкий выскочка. То ли еще будет». Интернет-писака собрался что-то ответить, но в этот момент к ним подошел помощник Хейфетса и осведомился, желают ли уважаемые джентльмены чай, кофе или иные напитки. Абрамов передумал отвечать и что-то там потребовал от помощника, не глядя на Прокопенко. Чиновник усмехнулся. Уважаемый правозащитник не иначе вспомнил их прошлые переговоры. Тогда предложить напитки к ним приходила девушка, кто-то из персонала местной адвокатской конторы, являющейся прикрытием для проведения подобных встреч. Приняв заказ, она направилась к выходу, но до дверей так и не дошла.
У нее сломалась шпилька, и ступня подвернулась так, что девушка не просто упала, но и заработала перелом. И вот сейчас предложение попить чайку вызвало у Абрамова волнительные воспоминания. «Давай, бойся. Полтергейст никого не щадит. От него никто не застрахован». «Предлагаю перейти к делам». Абрамов оставил выпад Прокопенко без ответа и пододвинул к себе папку с бумагами. «Я получил ваше послание и тщательно изучил всю документацию. То, чего хотите вы, не так просто организовать. Вы же знаете, что правильная обработка новых подрядчиков РАО требует не только времени, но и скрупулезной осторожности. Они же должны сделать добровольные пожертвования в размере круглых сумм. Такое рвение у представителей бизнеса, незнакомых со спецификой ареала, неизбежно вызовет подозрения в обществе. «Увольте меня от подобной ерунды», — вяло отмахнулся Прокопенко. «В этом стаде баранов, которое вы столь пафосно называете обществом, неизбежное подозрение вызывает абсолютно все. Они подозревают вселенский заговор даже там, где его нет. В конце концов, именно в этом и заключается ваша роль, господин Абрамов. Делать обществу правильное мнение. Вот и делайте». «Вы действительно считаете, что это так просто?» — иронично усмехнулся интернет-писака. «Я действительно считаю, что за это вы получаете огромные деньги», — парировал чиновник. «И все ваши проблемы оплачены с лихвой». Прокопенко мысленно скривился. 4%. У этого выскочки целых 4% с откатов, идущих с освоения бюджета РАО «Ареал». Река денег, десятки миллионов долларов в год, и он еще смеет жаловаться. К тому же мы никогда не направляем к вам случайных людей. Все претенденты на партнерство с РАО тщательно проверяются, и вам об этом известно. Так что давайте перейдем к сути вопроса, и не будем терять время, пока тут опять чего-нибудь не взорвалось. «Вы пытаетесь запугать меня полтергейстом?» Абрамов вновь иронично усмехнулся. «Вы упоминаете о нем так часто, что у меня невольно возникает мысль, а не боитесь ли вы его сами?» «Конечно, боюсь». Теперь иронизировать настала очередь Прокопенко. «Ведь в отличие от вас, полтергейст происходит вокруг меня постоянно. Нередко в результате гибнут люди». Он вперил в правозащитника красноречивый взгляд. «Что вас удивляет в том, что я его боюсь? Я не тороплюсь на тот свет, знаете ли, и вполне разумно опасаюсь за свою жизнь. А в настоящий момент и за вашу». «Очень трогательно с вашей стороны». Интернет-писака взял себя в руки и на этот раз не поддал виду, что укол Прокопенко достиг цели. Но он ее достиг. В этом чиновник не сомневался. «Итак, вы хотите, чтобы сразу 6 новых партнеров РАО сделали пожертвования в наш фонд. Организовать такое будет нелегко, но я приложу все усилия». «Уж приложите, господин Абрамов, приложите», — без нажима перебил его Прокопенко. «В ваших способностях я не сомневаюсь. Вы, несомненно, справитесь с задачей. Тем более, что она усложняется». Чиновник протянул ему тонкую папку с документами. «Ознакомитесь позже. Сейчас же я коротко введу вас в курс дела. Как вам известно, полмесяца назад в ареале произошел выброс, ударивший вне всех привычных сроков. Разумеется, мы сделали все, чтобы спасти людей, и крупных жертв удалось избежать. Но выброс – явление жестокое и беспощадное, и полностью без потерь не обходится никогда. По особой просьбе РАО «Ареал» правительство выделило нам дополнительное финансирование, направленное на изучение и предупреждение подобных внеочередных выбросов в будущем. В связи с этим вам предстоит усилить свою активность». «Понимаю», – кивнул Абрамов, наскоро пролистывая полученный документ. «Сколько у меня есть времени до того, как информация о выделении дополнительного бюджета станет достоянием общественности?» «Минуту», — он вгляделся в одну из бумаг. «Еще одна группа на получение сыворотки? Почти 20 человек, и все бесплатно? Мы еще не оправились от тех 10, что были в первой группе. Господин Прокопенко, вы собрались меня разорить? Откуда такая толпа?» «Это временные издержки, на которые необходимо пойти», – недовольно скривился чиновник. «Все фигуранты этого списка являются женами, любовницами или прочими близкими тех 10, что составляли первую десятку. Обеспечьте их сывороткой, это даст мне серьезные политические рычаги внутри ареала. В
Вкусив все прелести свободы в сочетании с деньгами, они в погоне за краткосрочным избавлением от зависимости будут давить на своих мужей и покровителей. Это облегчит мне манипуляцию данными князьками и сделает их более сговорчивыми. «Но это почти 100 миллионов долларов!» — воскликнул Абрамов. «Вы же знаете истинное положение дел. Производимая нами сыворотка обходится почти втрое дороже, чем Кугельштайну. Я не смогу выдернуть из оборота столь крупную сумму и при этом соблюсти все сроки необходимых платежей, даже с учетом дополнительного бюджета, о котором идет речь». «А вы постарайтесь», — ухмыльнулся Прокопенко. «Если вы думаете, что получите свои 4% за красивую историю о народном герое-правозащитнике с исполненным совести взглядом, борющимся с коррупцией, ваш фонд с гордостью объявил о том, что освоил синтез сыворотки и осталось лишь отточить технологию. Вот и оттачивайте. Клиентов я вам предоставил. Уже на вторую операцию все они прибегут с чемоданами, набитыми деньгами. В ареале в ходу наличность». «Вам прекрасно известно, что наша сыворотка уступает Кугельштайновской по всем параметрам вдвое и втрое превосходит по себестоимости», — окрысился Абрамов. «Сколько бы клиентов вы к нам не прислали, это все равно будет убыток, если держаться объявленной цены. Мы не можем ее поднять, так как это неизбежно скажется на репутации фонда неравнодушной. Электорат нас любит именно за то, что мы эффективнее коррумпированной государственной машины». «Ничего страшного. Разница, которую вам придется субсидировать впоследствии, учтена в наших финансовых схемах», — напомнил ему чиновник. «И потом вы сможете заработать на производстве специального транспорта и прочих товаров для зависимых, находящихся вне ареала. Это тоже деньги. А цены на сыворотку следует поднять, как только вы увеличите ее эффективность хотя бы на 10 дней. К тому времени визиты на свободу настолько завладеют умами всех этих клиентов», — Прокопенко легким кивком указал правозащитнику на списки, «что они безропотно выложат вам нужную сумму. Уж в этом можете не сомневаться». «Увеличить эффективность», — Абрамов невесело хмыкнул, «это легче провозгласить, чем осуществить. Если вы помните, мы столкнулись с тем, что наши специалисты назвали парадоксом Кугельштайна. Я неоднократно сообщал об этом. Во всем НИИ только один специалист мог провести синтез, хотя он производит абсолютно такие же действия, как остальные. Мы даже пробовали синхронно копировать все его движения с точностью до долей секунды. Бесполезно. Синтез идет только у него. Остальные результата не получают. Теперь мне приходится платить ему большие деньги, чтобы сохранить лояльность. Какое увеличение эффективности? Тут бы это удержать, чтобы не переманили». Грохот падающей посуды и звон бьющихся чашек, раздавшийся за дверьми кабинета, возвестил о том, что обещанных напитков придется ждать дольше, чем планировалось. Абрамов бросил на дверь косой взгляд и тут же опустил его на обсуждаемые документы, предпочтя не смотреть на Прокопенко. Чиновник злорадно ухмыльнулся про себя. «Бойся. Все бойтесь. И ты, Хейфетс, тоже бойся. Он специально сел подальше за стол, на котором нет даже письменных приборов, не то что электроники. Наверняка даже мобильный оставил за дверьми кабинета, как бы чего не вышло. Не боишься, что вспыхнут микрофоны, которыми твои люди записывают наш разговор?» При мысли об этом злорадство покинуло Прокопенко, быстро сменившись страхом. А ведь микрофоны наверняка стоят где-то совсем недалеко, и они действительно могут взорваться. Неделю назад в Москве его едва не убило током, когда в руках у помощника, стоящего рядом, заискрил спутниковый телефон. Сам помощник попал в больницу, но это мелочи. А вот Прокопенко чудом избежал жуткой травмы. Лацкан пиджака оказался прожжен насквозь. С тех пор, как после своей первой инъекции сыворотки Кугельштайна Прокопенко получил сильный ожог в одном из ночных клубов, он был предельно осторожен с любыми окружающими его предметами. В этот момент он хотел сделать глоток горячего чая с жасмином, и ручка чайной чашки обломилась прямо у него в руках. Кипятком сильно ошпарило бедро, и теперь чиновник везде возит с собой специальный монолитный сервиз. Однако этого недостаточно, судя по всему. Необходимо обдумать вопрос переоснащения своих помощников и охранников менее опасными предметами и устройствами. «У вас есть целый НИИ, контакты с научными светилами чуть ли не по всему миру», заявил правозащитнику Прокопенко.
Вот и занимаетесь поисками нужных специалистов. Сегодня один, завтра их будет двое, потом 10. Вместо того, чтобы жаловаться на охотников за головами, лучше б сами переманили кого-нибудь у Кугельштайна. И проблема с синтезом успешно разрешится. «Мы пробовали неоднократно», — огрызнулся Абрамов. «И не только мы». Он выразительно посмотрел на Хейфетца. Сотрудников Кугельштайна приглашали в несколько клиник США, Израиля и Великобритании на очень выгодных условиях. Но никто из них не согласился. Они, видите ли, всем довольны, трудятся ради науки, но нет денег, и потому предпочитают работать в своем коллективе. Пока никого перекупить не удалось, и на данном этапе у меня нет никакого понимания, удастся ли в будущем. Поэтому ваше требование бесплатных инъекций ставит фонд неравнодушный в тяжелое положение. Может, уменьшите список вдвое? Моя воля, я увеличил его хотя бы втрое, насмешливо фыркнул Прокопенко. И тогда вся эта куча уголовного сброда была бы в моих руках. Но не все в бизнесе так просто, как нам хочется. Уж вам-то пора об этом знать, господин Абрамов. Проявите инициативу, привлеките филантропов и спонсоров, блесните свойственной вам убедительностью. Пусть профинансируют несколько операций для бедных и несчастных узников Ареала, томящихся в нечеловеческих условиях. «Не надо сарказма, господин Прокопенко», — сдержанно возмутился правозащитник. «Объем благотворительной помощи, идущей из заграничных источников, не связанных с контрактами с РАО «Ареал», хотя и невелик, но тем не менее достаточно значителен, и это стало возможностью именно благодаря убедительности, как моей, так и фонда в целом. Но я не могу полностью перенаправить все эти средства на освоение синтеза. Он должен выполнять взятые на себя обязательства по борьбе со СПИДом, раком, церебральным параличом, пороком сердца и прочее. От этого зависит наш имидж за пределами России». Он внимательно посмотрел на Прокопенко. «Быть может, компания Extra Oil пожелает стать одним из наших спонсоров? Вы же взаимодействуете с ними по профильному бизнесу. Неужели они окажутся равнодушны к бедам своих партнеров?» «Так обратитесь к ним с этим предложением», — не моргнув глазом, ответил Прокопенко. «При чем тут совет директоров? Мы работаем с Extra Oil как с официальным трейдером нашей нефти на мировом рынке. Каждая строчка, да что там, каждая буква наших взаимных соглашений на виду. Как вы себе представляете наше требование к Extra Oil о помощи оппозиционному фонду, являющемуся ярым оппонентом РАО не только внутри страны, но и за рубежом?» «Джентльмены», — подал голос Хейфетц, — «покорнейше прошу простить меня за то, что вмешиваюсь в вашу беседу. Но я должен уточнить позицию лорда Брильденберга по данному вопросу. Привлечение излишнего внимания к компании Extra Oil нежелательно. Это противоречит интересам торговых партнеров компании, интересы которых мы представляем. Еще раз простите за вмешательство, джентльмены, прошу вас, продолжайте». Прокопенко одарил Абрамова легкой усмешкой. «Карлик, ты пытаешься ступить на тропу гигантов. Не лезь, дурачок, раздавят». Кстати, Хейфетц не знает русского, стало быть, ему подают синхронный перевод их разговора. Выходит, лорду Брильденбергу настолько интересно происходящее, что Хейфетц готов рискнуть собственным ухом, в котором у него наверняка находится портативный телефон. Интересно, что будет, если до него доберется полтергейст. Выходит, заморская родня после катаклизма давит на Лозинского сильнее, чем прежде. Впрочем, неудивительно. В то время Extra Oil оказался на грани банкротства, а это неминуемо несло огромнейшие убытки ее клиентам. А чьи это люди? Правильно, энергетика в нашем мире в случайные руки не попадает. РАО «Ареал» полностью разделяет позицию лорда Брильденберга в этом вопросе, подхватил Прокопенко. То, о чем вы просите, господин Абрамов, это грубое нарушение элементарных законов конспирации. Наоборот, если Extra Oil выразит желание оказать неравнодушным финансовую помощь, мы будем вынуждены рекомендовать им отказаться от столь явного проявления нелояльности по отношению к РАО. Привлекайте спонсоров самостоятельно. В конце концов, вы же благотворительный фонд, вот и заинтересовываете людей. Одним словом, я рекомендую вам заниматься своим делом и не перекладывать на меня ваши проблемы. «Я вас понял, господин Прокопенко». Интернет-писака улыбнулся, и чиновник поздравил себя с маленькой победой. Улыбается, значит, разозлился и психует. Это приятно. Хотя, конечно, мелочь. Когда-нибудь эта выскочка допустит какой-нибудь прокол, который разочарует Лозинского с Беловым и лишится всего, что незаслуженно досталось ему с такой легкостью. Вот тогда Прокопенко возликует по-настоящему.
В таком случае и я со своей стороны тоже порекомендую вам лично эффективнее заниматься своим делом. Абрамов извлек из кармана замызганный вскрытый конверт и протянул его чиновнику. Потому что занимаетесь вы им несколько, я бы сказал, некомпетентно. И вследствие этого мне приходится решать за вас большие проблемы. И что особенно неприятно, данная проблема целиком и полностью вызвана вашими личными, так сказать, слабостями и пристрастиями. Что это? Недовольно осведомился Прокопенко, брезгливо принимая из рук правозащитника грязный конверт, и снисходительно усмехнулся. «Вам прислали из ареала образцы перегноя». «А вы прочтите, Максим Анатольевич», — порекомендовал Абрамов. «Чтиво крайне занятное». Чиновник смирил интернет-писаку высокомерным взглядом и двумя пальцами, стараясь испачкаться как можно меньше, вытащил из конверта сложенный в четверо лист бумаги. Однако едва Прокопенко прочел первые строки, его высокомерие сменилось ненавистью. Это было письмо от Володиной, в котором она подробно рассказывала Абрамову о том, что с ней случилось, и о роли Прокопенко во всем этом. Но чем дальше чиновник читал написанные от руки строки, кое-где немного расплывшиеся под воздействием не то дождевых капель, не то потного кармана того, кто доставлял данное послание, тем больше ненависть уступала место страху. Володина не то просто смогла успешно совершить побег из подвалов работорговцев Рашпиля и скрыться от его людей. Она попала в руки особ и, по всей видимости, вступила с ними в преступный сговор. Сведения, которые Володина сообщала Абрамову во второй части письма, не были известны никому внутри ареала, ни за его пределами, и содержали информацию об истинной подоплеке катаклизма и вызвавшей его операции «Дезинфекция». Более того, новые покровители Володины предлагали Абрамову и его фонду сотрудничество и регулярный обмен информацией. Это был серьезный удар. «Откуда оно у вас?» – нервно поинтересовался чиновник, закончив читать послание. «Полагаю, это был риторический вопрос», – продолжал улыбаться Абрамов. «Из ареала, как вы можете убедиться». Он уже не скрывал издевки, глядя на Прокопенку. «Кстати, почерковедческая экспертиза подтверждает принадлежность текста Татьяне Володиной, пропавшей без вести в прошлом году. Ай-яй-яй, Максим Анатольевич, а ведь мы с ног сбились в попытках ее разыскать». А заместитель руководителя пресс-службы неравнодушных, красавица, титулованная спортсменка, исключительно положительная персона, пропадает в центре Москвы чуть ли не среди бела дня. Сколько шума мы подняли в интернете, выдвигая версии о том, что причиной ее исчезновения послужила профессиональная деятельность. А оказалось, что всему виной ваши маленькие шалости. Что ж, вы не предупредили меня сразу. Мы бы не столь усердствовали в поисках. Это было моим сугубо личным делом. Прокопенко заставил себя скрыть нервозность, но разраставшийся в глубине сознания страх не давал ему прийти в полное равновесие. Едва Бело с Лозинским узнает обо всей этой истории, ему точно конец. Надо что-то предпринять, и быстро. Как это письмо к вам попало? Как видите, теперь ваше сугубо личное дело стало общим. Интернет-писак открыто насмехался над чиновником. Скажите, Максим Анатольевич, вы вообще следите за своими, извините, подельниками? Сей благоухающий ареальской вонью конверт мне вручили в духе низкопробных фильмов о нашем бравом уголовном розыске. В туалете ресторана, вечером, какие-то крайне неинтеллектуального вида субъекты уголовно-кавказской наружности. Признаться, в первую секунду я решил, что меня прямо из ресторана хотят похитить арабские террористы. Очень обрадовался, когда выяснилось, что передо мной всего лишь почтальоны. Простота доставки порадовала. У вас там что, через нейтральные территории бродят все, кому не лень? Мы немедленно разберемся с этим, зло заявил Прокопенко, засовывая письмо Володиной в свой портфель. Не понимаю, что вас так обрадовало? Угроза общему делу, к которому вы имеете непосредственное отношение? Кто еще знает о содержимом этого конверта? Вам виднее, Максим Анатольевич, развел руками Абрамов. Ведь доставка, насколько я понимаю, осуществлялась по вашим каналам. Ко мне в руки конверт попал в запечатанном виде. Соответственно, кроме меня его никто не читал. Но в целях предотвращения форс-мажора, вроде неожиданной утраты документа и тому подобное, я сделал электронную копию, которая хранится на секретном сервере в одной из нейтральных стран. Понятно, мрачно скривился Прокопенко. Стало быть, Кейфиц уже в курсе. Абрамов пытается услужить и нашим, и вашим, и при этом гарантировать себе протекцию обеих сторон.
Это не новость и вряд ли удивит Лозинского. Все деньги, зарабатываемые советом директоров как на бюджете ИРАО, так и дивиденды от Экстра Ойла, находятся на счетах заграничных банков, как и деньги фонда неравнодушные. То есть фактически эти средства лежат на счетах структур, аффилированных или прямо принадлежащих людям лорда Брильденберга. И Лозинский, заключая подобное соглашение со своими сверхвлиятельными заморскими родственниками, не мог не отдавать себе отчета о последствиях. Но новая блестящая схема освоения бюджета через оппозиционный благотворительный фонд была выстроена именно так, а не иначе. А это значит, что у вице-премьера существует своя стратегия взаимодействия с Брильденбергом, и информация из письма сама по себе ничего не изменит. Чего не скажешь о самом факте существования письма, которое, несомненно, будет использовано в качестве компромата при первой же необходимости. И как только это чертово письмо проглядели все сразу, и люди Белова, и Рашпиля, и их компаньоны в Москве, Имрана Руслановича ждет пренеприятнейший разговор с последствиями. «Это очень предусмотрительно с вашей стороны», — наигранно похвалил правозащитника чиновник. «Пусть поломает голову над скрытым смыслом этой похвалы. С важными документами и свидетелями постоянно случается что-либо непредвиденное, в результате чего они могут исчезнуть. Хорошо, что копию можно снять, по крайней мере, с документа. Это все, о чем вы хотели сообщить?» «Все», — подтвердил Абрамов, и в его взгляде мелькнула настороженность. Прокопенко внутренне осклабился. «Рассчитываешь, насколько стал незаменим, и могут ли тебя убрать в крайнем случае?» «Молодец, понял намек правильно. Конечно, это была отсебятина, таких полномочий у него нет. Это прерогатива Белова, но лишний раз уколоть мерзкого выскочку не помешает, очень уж это приятно». Тем временем правозащитник продолжил. «Надеюсь, вы примете обещанные меры оперативно, иначе никто не знает, куда столь колоритные почтальоны отнесут такое письмо в следующий раз». «Следующего раза не будет», — заверил его Прокопенко. «В этом я вам ручаюсь. А теперь, если у вас все, предлагаю перейти к цифрам. Времени у меня немного, и я им более чем дорожу». Рутинное обсуждение удалось закончить спустя 4 часа, в течение которых в приемной дважды лопались лампы и один раз задымил кулер в прихожей. Можно сказать, что сегодня полтергейста не было. Прошлый визит адвокатской конторе досталось несравнимо сильнее. Сам Прокопенко почувствовал себя спокойно, только оказавшись в своем спецавтобусе. Первым делом он отправил срочного курьера доставить письмо Володиной в Москву, после чего улегся спать. Вселяться в отель под утро означало привлечь внимание, так что он переночует здесь. Это даже безопаснее для его здоровья, причем намного. Прежде чем выключить свет, он улегся на кровать повышенной безопасности и коснулся экранированной кнопки переговорного устройства, вызывая помощника. «Слушаю вас, Максим Анатольевич», — отозвался тот. «Все готово к отъезду. Куда едем?» «Сент-Тропе», — велел было Прокопенко, но тут же передумал. «Хотя нет, Канны. И соблюдайте скоростной режим, я никуда не тороплюсь. Мы должны быть там к 2 часам дня. Разбудите меня в 12. Завтрак 12:30. Час я должен вести переговоры с Москвой». К моменту его доклада Лозинский с Беловым будут в курсе содержания письма Володиной, и взбучка ему обеспечена. Но на этот счет у него уже возник план. Прокопенко предложит начальству воспользоваться удачно предоставившейся возможностью и выслать Володиной правильный ответ. Надо выманить ее и этот особ на контакт и одним ударом уничтожить застарелую проблему. От наказания данное предложение вряд ли спасет полностью, но суровой каре Прокопенко точно не подвергнут. Правда, в качестве подтверждения доставки Володина требует опубликовать ее письмо на интернет-ресурсах неравнодушных. Но это уже дело людей генерала Белова, они разберутся. Чиновник злобно скривился. Надо было сломать эту стерву прямо тогда, в подвале, для рабов. Не давать ей время на размышления, а заставить сделать выбор немедленно. Что бы она ни выбрала, его устраивал любой вариант. Но ничего. У него еще есть шансы добраться до нее. Если это удастся, он растопчет эту стервозную потаскушку с огромным наслаждением. Пока же необходимо отдохнуть. Наверняка Лозинский вернет его в Москву очень быстро, и много времени провести на французской ривьере не получится. Поэтому нужно максимально приятно использовать то, что есть в его распоряжении, и завтра он этим займется. Лазурный берег ждет.
Прокопенко довольно улыбнулся, застегнул на себе ремни страховочной аварийной системы и выключил свет. «Поймите меня правильно, Екатерина Игоревна», — звучащий из диктофона голос Волконского нес в себе извиняющиеся интонации. «Мы ни в коем случае не ставим под сомнение искренность ваших друзей, но до сих пор нам так не удалось повторить ни один из предложенных ими экспериментов. Так называемые вакуумные пары просто отключаются с началом выброса, и никакого расслоения не происходит. Мои сотрудники тщательно воспроизвели все описанное оборудование и воссоздали все требуемые условия. Я лично контролировал процесс подготовки от и до, но система не запускается. Мы потерпели неудачу уже дважды. Сейчас ждем следующего выброса, но вряд ли что-либо изменится. Где-то допущена ошибка, либо на вашей стороне, либо на нашей, в процессе записи данных. Я очень прошу ваших друзей все тщательно проверить. Вот, возьмите, это внешний жесткий диск. На нем скрупулезно зафиксированы все наши действия. Возможно, вы сможете найти ошибку». Кварц выключил диктофон и привычно обвел взглядом собравшихся на камбузе людей. «Вот так», — подытожил он. «ЦАП не может воспроизвести расслоение Икса. Вакуумники у них отключаются. Шестое чувство с выбросом не взаимодействует. Залитая в экспериментальную емкость нефть плевать хотела на возложенные на нее ожидания». «Ну...» — Медведь нерешительно потер рукой подбородок. «Может, действительно, на флешку не все записалось? Мы ее в какой-то лабе нашли в свое время. Вдруг она поврежденная была?» «Нет, флешка исправна», — произнесла профессор Николаева. «Более того, я проверила все записанные на нее данные. Они также в порядке, не потеряно ни одного байта информации. А я изучил то, что представил ЦАП на своем жестком диске», — присоединился к ней Степанов. «Я вынужден констатировать, что не нашел никаких ошибок в их работе. Сотрудники Волконского действуют медленно, сказывается отсутствие опыта. Но правильно, они нигде ни разу не отклонились от наших инструкций. Иными словами, они делают все так, как делаем мы. И я не знаю, почему в их исполнении эксперимент не запускается. Единственной более-менее разумной гипотезой, которая напрашивается в данной ситуации сама собой, является влияние на запуск эксперимента особенностей желтой зоны». «Хочешь сказать, что у вас все получается, потому что мы в желтой, а их неудачи из-за того, что они в зеленой?» — уточнил Медведь. «Там вакуумные пары не работают». «Сами по себе они там прекрасно работают», — ответила за доцента профессор. «Мы ведь начинали эксперименты именно в зеленой. Но вот возможен ли процесс расслоения нефти тип X в условиях зеленой зоны, мы никогда и не проверяли. Не было необходимости. Теперь она возникла». «Посылать людей в ЦАП в желтую зону ради подтверждения нашей информации мы не можем», — произнес Кварц. «Во-первых, это неизбежно потребует раскрыть секрет использования здесь электричества. Во-вторых, это небезопасно само по себе». «Понятно. Нужна еще одна лаборатория в зеленой зоне», — подытожил Медведь. «Вот только как мы будем ее охранять? Нас слишком мало для этого. Мы живем спокойно лишь благодаря желтой. Зеленые нам покоя не дадут, а долго мы там прятаться не сможем. Так или иначе, разыщут или случайно наткнутся. Вакуумную пару в землянку не спрячешь. Ей же высота нужна». «Мы думали над этим», — кивнула профессор Николаева. «И хотели предложить следующий вариант. Возможно, если отыскать подходящее место недалеко от границы желтой зоны, с таким расчетом, чтобы оно через месяц было поглощено ею. Если это осуществимо, то мы успеем установить, наладить и запустить вакуумную пару за неделю. Нужно лишь заранее подготовить все необходимое. Еще 2 выбросов хватит, чтобы прояснить все нюансы, и 1 выброс останется на случай непредвиденных сдвигов в графике экспериментов. В идеале такое место должно иметь водную скважину», — закончил за профессора Степанов. «Тогда после поглощения его желтой зоной мы сможем организовать там добычу воды, и вам не придется больше тянуть телегу с бочками за несколько километров. По крайней мере, несколько месяцев точно не придется далеко ходить». «Ого, задачка», — негромко протянул Шорох. «Найти скважину. Вряд ли это вообще возможно. В ареале воды нет, так что если скважины где-то и были, их давно уже засыпало, а оборудование разобрали на запчасти сталкеры и старатели». «Я считаю, надо попробовать», — возразил Капкан. «Через полгода граница зеленой будет так далеко отсюда, что волочить на себе телегу с водой придется начинать с вечера. Мы уже сейчас ее больше 2 часов тащим. И вообще,
Когда-нибудь эту базу поглотит красная зона. Где мы тогда будем жить? Надо бы заранее присмотреть место». «Это будет еще не скоро», — пробубнил Раз, глядя куда-то перед собой потухшим взглядом. «От нас до железной дороги с бронепоездами 15 километров, и от нее до границы с Красной еще столько. То ли 2, то ли 3. Надо уточнить. Давно так далеко не ходили. В общем, месяцев 16 у нас точно есть, если в ареале в очередной раз ничего не изменится». «А если изменится?» — настаивал Капкан. «А мы даже не подготовились. Не помешает заранее чего-нибудь подыскать?» «Это не так уж просто будет, между прочим. Все уцелевшие строения в зеленой зоне заняты. За них иногда народец друг в дружку постреливает». «Тот скажет контрразведка», — Медведь посмотрел на Кварц, ожидая бурных возражений. «Предлагаю не хвататься сразу за все», — ответил тот. «Поиски места под новую базу необходимо тщательно продумать. Я займусь этим, как только закончим налаживать контакты с ЦИАП. До тех пор мы на пике максимального риска, и распылять внимание нельзя. Важину искать надо, не спорю. Граница с зеленой от нас все дальше, и необходимость в наличии перевалочного пункта между ней и базой ощущается все острее. Насколько времени займут поиски скважины? Неповрежденные настолько, чтобы мы могли заставить ее работать, совершенно непонятно. Поэтому я вижу наиболее оптимальным вариантом оперативно подыскать место для лаборатории, в максимально возможные кратчайшие сроки провести необходимые эксперименты, получить от ЦИАП надежный контакт и забрать кнопку из сателлита. Это сейчас первоочередная задача. Как только ЦИАП самостоятельно произведет первый препарат из X-эссенции, об этом станет известно Совету директоров, и кнопку немедленно арестуют, чтобы через нее добраться до нас. Я по-прежнему настаиваю на том, чтобы вывести ее из сателлита немедленно, как только Волконский пойдет на активное сотрудничество». «А что она сама говорит?» – поинтересовался Медведь. «Почему вы не забрали ее вчера, раз все так сложно и рискованно?» Он перевел взгляд с Кварца на Водяного и Раса. Вчера майор водил группу к сателлиту, прикрывали данную троицу, пока она ходила за кнопкой. Но вместо нее Водяной принес лишь диктофон с записью, сама кнопка осталась в сателлите. «Волконский колеблется», – нахмурился контрразведчик. «Опасается простоволоситься перед начальством. Получить эссенцию не удается, вот он и нервничает. Боится, что кто-нибудь из коллег доложит в службу безопасности о его самовольных экспериментах за спиной у совета директоров. А мы как раз требуем у него надежный контакт для связи. Фактически это служебный спутниковый телефон РАО, вписанный во все фильтры и прочие системы безопасности, отсекающие от сети сателлита всех, кто не работает на тандем. Оформить такую трубку он в состоянии, но это может обойтись ему слишком дорого. На такое Волконский осмелится, только получив результаты. Как я и ожидал, он больше карьерист, чем ученый. Вот кнопка и сидит в сателлите, проводит с ним встречи и беседы ежедневно. Тут Кварц постучал пальцем по диктофону. Почти 4 часа их крайней беседы. Львиная доля – пустая болтовня. Волконский переливает из пустого в порожнее. Он рассчитывает получить от нас уточнение по технологии расслоения нефти. И если сейчас забрать кнопку, то он испугается и не решится ни взять на себя ответственность, ни продолжить опыты. В настоящее время в ареале нет никого из совета директоров, и служба безопасности несколько расслабилась. Но 25 мая в ареал возвращается Лозинский, а 2 июня Белов. Так что месяца у нас нет. Все, что просит Волконский, необходимо сделать до возвращения Белова, это максимум. Выяснять, сдадут Волконского его сотрудники или нет, мы не будем. Самое позднее, через сутки после возвращения Белова, кнопка должна покинуть сателлит. И если мы не убедим Волконского до того момента, значит о серьезных контактах с ЦИАП придется забыть. Будем изредка появляться в сателлите и подбрасывать ЦИАПу информацию. Только так. Но даже сейчас кнопка предельно рискует. У службы безопасности наверняка имеются завербованные агенты в ЦИАП. И чем быстрее мы заберем ее из сателлита, тем лучше. Наиболее оптимальным вариантом было бы вообще забрать ее оттуда до прибытия Лозинского. Но, насколько я понимаю, мы по научной части не успеем ничего организовать за оставшееся время. «До 25 мая?» – опешил Степанов. «У нас же места под лабораторией нет. Скоро начнется выброс, а после него останется дней 5-6.
Времени может не хватить даже на установку вакуумной пары, не говоря уже о самом эксперименте. Боюсь, мы сможем предоставить точные данные по работе вакуумной пары в зеленой зоне от силы к возвращению Белова, не раньше. И еще хотя бы один выброс уйдет на повторение всего этого Волконским, хмуро изрек Кварц. Придется забирать кнопку 25-го и искать другие выходы на ЦИАП. Нельзя ее там оставлять. Ее провал как агента — лишь вопрос времени. Он до сих пор не произошел исключительно по невнимательности службы безопасности сателлита. Они забили на службу в отсутствие начальства, не иначе. По-другому я не могу объяснить их нерасторопность. Обычно с ученых из ЦИАП глаз не спускают. Они же занимаются разработками в области увеличения добычи Икса и всего, что с ним связано. РАО не может себе позволить потерять ни одного из них. А ведь те же нефтяники с удовольствием примут в свои ряды квалифицированного специалиста. К тому же, согласно свежим агентурным данным, в Майнсовете зазвучали голоса, требующие создания собственного научного подразделения. В этой связи РАО тем более не будет ворон считать. Их авторитет в Альянсе основывается на монополиях, на технологиях и господдержку. Контакты Кнопки и Волконского вскроются дня на день, если уже не вскрыли. Связать рассказы о предсказывающем выбросе кролики и образцы наших препаратов, переданных в ЦИАП, с регулярными поездками Кнопки к какому-то мужику, якобы из неприсоединившихся, дело техники. Катерину арестуют, и из подвалов СБ РАО мы ее вытащить не сможем. Таково общее положение дел на текущий момент. В данной ситуации я против помощи всему миру, которому на нас плевать, и за спасение агента, который является одним из нас. Это все. С минуту все молча обдумывали слова контрразведчика, после чего Степанов грустно вздохнул. «Что ж, друзья, выхода у нас нет», — он коротко развел руками. «Рисковать Катей недопустимо. Предоставить Волконскому до 25 мая запрошенные им данные мы не сможем. Очень жаль, что заинтересовать САП не получилось. Самим нам не проделать столь неизмеримое количество работы. Со временем проведем эксперименты в зеленой зоне, соберем полный пакет документов и будем надеяться, что вам удастся передать их туда каким-нибудь способом». «Вообще-то способ заинтересовать Волконского есть», — задумчиво прищурился Медведь. «И какой же?» — Кварц нахмурился, заранее ожидая целый ворох проблем. «Надо показать ему эксперимент», — ответил здоровяк. «Пусть увидит его собственными глазами». «Ты собрался притащить его на базу?» — ужаснулся контрразведчик. «Сюда? В желтую?» «А он не будет знать, что это желтая зона», — ухмыльнулся Медведь. «Мы ему об этом не скажем. Верхний вакуумник зависим со всех сторон так, чтобы он не разглядел окружающий пейзаж. Нижний аппарат и так под землей, без окон. Все передвижения осуществляются с завязанными глазами». Он кивнул на сидящую в углу Бэмби. «Опыт есть. Поживет у нас несколько дней, переждет выброс. Лично пронаблюдает за ходом расслоения Икса или, что еще, наша научная группа захочет ему показать. Этих впечатлений будет достаточно, чтобы Волконский поверил в перспективу. Потом мы вернем его в сателлит и заберем оттуда кнопку, как только он организует ей канал связи. А позже спокойно займемся экспериментами в зеленой зоне и предоставим ему все, что надо. Главное, что Волконский будет нас с нетерпением ждать и не станет прятаться в административном квартале РАО, куда без снятия отпечатков пальцев не войти, как ни гримируйся». «Это великолепная идея», — оценила профессор Николаева. «Я уверена, что при личном контакте мы более чем сумеем убедить доктора Волконского в реальности наших достижений». «Как ты собираешься уговорить его согласиться посетить базу, да еще и с завязанными глазами?» — поинтересовался Кварц. «Он ведь никогда не покидает сателлит. Он живет в административном квартале и даже из него выходит только ради встреч с кнопкой». «А мы не будем его уговаривать», — весело осклабился Медведь. «Мы его выкрадем». «Еще раз прошу меня простить за назойливость, Екатерина Игоревна», — доктор Волконский поерзал на стуле, помешивая ложечкой в дымящиеся кофейной кружки. «Но пока ваши друзья готовят ответ, наши беседы — это единственный способ узнать что-либо новое об этих уникальных экспериментах. Многие детали, возможно, кажущиеся вам обыденными, для нас играют большую роль.
Вот почему я истязаю вас дотошными расспросами, вы уж простите вредного ученого. Что вы, Александр Константинович, я все понимаю, успокоила его Кнопка. И поэтому уделяю вам все свое свободное время, остающееся после работы. К сожалению, юридический отдел катастрофически перегружен, и этого самого времени у меня остается совсем немного. Мне крайне неловко лишать вас даже этих крох. Волконский смутился, истолковав ее слова как намек на чрезмерную навязчивость. «Впредь обещаю беспокоить вас реже». «О, не волнуйтесь об этом», — Кнопка ободряюще улыбнулась. «Вы ничуть не мешаете моей личной жизни, ибо таковой в сателлите у меня попросту нет. Я с удовольствием помогаю вам, ведь это в моих интересах. Если вы победите зависимость, я смогу покинуть Ареал в числе тысяч других». «Вы меня успокоили, Екатерина Игоревна». Доктор облегченно выдохнул и достал диктофон, подготавливаясь к ставшей за эти дни привычной для них беседе. «Не могли бы вы сегодня более подробно рассказать о поведении кролика? Вы ведь имели возможность наблюдать его?» «Боюсь, что много я не расскажу», — Кнопка придала своему голосу извиняющиеся нотки. «Кролик как кролик, обычный, с желтыми глазами без зрачков и хитиновыми чешуйками вместо шерсти. Маленький хвостик с токсичным жалом, по 3 пальца с острыми когтями на лапах. Смешные ободранные ушки, его хищники сильно покусали однажды. С тех пор шрамики на ушках чешутся, и он любит, когда кто-нибудь их почесывает. Вот, в общем-то, и все. Бегает, мелких грызунов ловит, может попытаться неосторожной птицей языком сбить, если та зазевается на земле или пролетает слишком низко, но это больше в порядке самообороны. Инстинкт самосохранения срабатывает, как мне кажется. Он ведь птиц не ест. «Сбить птицу языком?» — искренне удивился Волконский. «Интересная подробность». Он слегка наклонился к диктофону и немного повысил тон. «Не забыть поднять старые данные по мутировавшим чешуйчатым зайцам. Необходимо сравнить информацию на предмет тождественности повадок и внешних признаков». Замдиректора ЦА подкинулся на спинку стула, недовольно косясь на шумную компанию, входящую в кафе. «Екатерина Игоревна, расскажите об особенностях поведения кролика перед выбросом. Как люди понимают, что это сигнал?» «Да, в общем-то, несложно понять», – пожала плечами Кнопка. «Он скулит жалобно, словно хныкает, его крытие просится. Александр Константинович, я его редко вижу, за ним обычно специальный человек присматривает. Вряд ли я смогу рассказать много полезного, но если хотите, можете расспросить непосредственно владельца этого симпатичного зверька, пока есть такая возможность. Может быть, его рассказ вам чем-нибудь поможет?» «О!» — воскликнул доктор наук. «Это было бы очень полезно. Вы можете организовать встречу? Что для этого нужно сделать? Выписать пропуск? Договориться со службой безопасности?» «Просто дойти до барахолки за оборонительным валом перед центральными воротами сателлита», — улыбнулась Кнопка. «Он сейчас там, делает покупки для поселения. Заодно посмотрите на кролика, если тот не спит». «Он берет животное с собой в поездки?» Волконский привстал. «Кролик здесь?» «Конечно», — Кнопка посмотрела на него как на человека, удивляющемуся тому, что есть само собой разумеющиеся вещи. «Сегодня 5-й день после выброса, никто не хочет рисковать, а путь в другой конец ареала не близок. Чтобы попасть к Тиману, придется обогнуть Ухту. Так что, Александр Константинович, вы будете беседовать с владельцем кролика?» Она посмотрела на встроенный в УИП хронометр. «Если да, то надо идти сейчас. Вечереет, через полчаса они уедут». «Да-да, обязательно!» — воскликнул Волконский и торопливо замахал руками официанту, требуя счет. «Идемте, я обязательно должен его увидеть». Едва они вышли на улицу, замдиректора ЦИАП поспешно устремился в сторону центральных ворот сателлита, увлекая за собой Кнопку и на ходу набирая номер на мобильном. «Алло, это Волконский», — произнес он. «Мне срочно требуется покинуть сателлит. Предупредите охрану на выходе. У меня мало времени». «Нет, это дело получаса. Мне необходимо посетить рынок подержанных товаров, переговорить с одним из сталкеров. Это наш проверенный партнер. Возможно, он окажется полезен для ЦИАП. Я пообщаюсь и сразу же вернусь». «Что?» «Хорошо. Я возьму с собой охрану, если иных вариантов нет. Пусть сопровождают, только попросите их никого не пугать. Мне еще не хватало сорвать важные переговоры». «Да, договорились. Большое спасибо». Доктор наук отключился и пояснил. Согласно распоряжению Совета директоров, ключевые сотрудники РАО не должны покидать пределы сателлита без сопровождения.
Поэтому на КПП нам выделят охрану из числа тамошних солдат. Но вы не волнуйтесь, это более чем формальность. Они будут стоять в стороне и чем нам не помешают. Раз так надо, пусть сопровождают, пожала плечами Кнопка. Не будем мешать службе безопасности выполнять свою работу. Только пусть не дышат в спину, еще кролика напугают. Не волнуйтесь, подходить близко я им не позволю, заверил ее Волконский, бросая взгляд на часы. Мы успеваем? Сколько у нас есть времени? Получение охраны займет не более 5 минут. Думаю, успеем. Время еще есть, оценила Кнопка. Если бы я знала, что для вас так важен подобный разговор, обязательно предупредила бы вас заранее. Вы уже извините меня, не сообразила. Не стоит извиняться, прервал ее Волконский. Это целиком мой недочет. Мы регулярно беседуем уже который день, а я даже не подумал о том, что можно попросить о встрече. Общеизвестно, что неприсоединившийся очень пугливый и не выходит к людям. Вот и КПП. Минуту, Екатерина Игоревна, я улажу необходимые формальности. Они вошли в приземистую бетонную коробку пропускного пункта. Волконский подошел к дежурному офицеру охраны. Кнопка предъявила пропуск и прошла через турникеты. Выйдя на крыльцо снаружи, она остановилась дожидаться доктора наук и лениво огляделась вокруг. Территория сателлита была обнесена единым двухниточным железобетонным забором 4-метровой высоты, в котором имелось несколько ворот. В основном использовались центральные ворота, остальные были либо законсервированы, либо являлись служебными. Это сектор Джьер, непосредственно нефтепромысел сателлита. Воспользоваться ими обычному человеку не представлялось возможным, и потому весь людской поток поступал и покидал город именно здесь, через распахнутые ворота 20-метровой ширины. Их конструкцию тщательно продумали, приспособив под особенности ареала, и перед выбросом они быстро запирались, раздвигаясь до идеально ровного бесшовного состояния. В обычные дни ворота закрывали на ночь. Из 23:00 до 5 утра попасть в город могли только конвой РАО. Вообще за спокойствие и безопасность внутри сателлита можно было не переживать. Охрана и камеры на каждом шагу. Никакого криминала. При желании можешь бродить по выложенным камнем городским дорожкам хоть всю ночь напролет. Только УИП не забудь, мало ли что. Места аномалий, исчезающих и появляющихся на территории сателлита, тщательно уточняются и огораживаются после каждого выброса. Но лучше подстраховаться. От ареала можно ждать всякого, чего стоит только загадка исчезновения вешек во время выброса. Огородишь аномалию вешками, и стоят они спокойно, прохожих предупреждают об опасности. Но после выброса их нет. Исчезла ли аномалия, осталась ли, увеличилась или уменьшилась в размерах, неважно. Нет вешек и все. Словно ареал не желает быть поставленным человеком ни в какие рамки, даже в столь ничтожные. Поэтому после каждого выброса приходится заново уточнять места расположения аномалий и отмечать их новыми вешками. В остальном все спокойно. Теоретически криминальные элементы могут перелезть через забор. 4 метра не такая уж непреодолимая высота. Но на практике настолько тупых идиотов не найдется никогда. Поверх забора натянута ягоза, всего в один поток. На ней сидит паутина, нитей этак миллиард. Лезь, если хочется, никто не возражает. Когда-то раньше, еще до прибытия Кнопки в сателлит, пространство между двумя нитками забора патрулировалось военными, но теперь этого нет, потому что там паутины столько, что вечером при взгляде со сторожевой вышки все выглядит словно слой серебряной ваты с синей подсветкой снизу. Пространство между заборами натекло студня, едва ли не по колено. Очередная загадка ареала. Студень образовался во время выброса между бетонными стенами и колышется себе там преспокойно вот уже второй год, то исчезая кое-где на неделю-другую, то вновь появляясь. И ничего забору не делается. Но если бросить туда обломок точно такого же бетонного забора, то этот самый обломок растворится на твоих глазах очень быстро, как и все, попадающее в студень. Так что проникновение негодяев через периметр можно не опасаться. Но даже если бандиты решат устроить глубокий подкоп, то к стенам города нужно еще подойти. Основной защитой сателлита является линия оборонительных сооружений, мощный 3-метровый земляной вал, полностью опоясывающий периметр. На его поверхности выстроены бронированные наблюдательные вышки.
По гребню ходят патрули, в самом валу устроено множество забетонированных огневых точек. Везде камеры, датчики, наблюдатели. Оборонительный вал окольцован дорогой, по которой курсируют патрули. В воздухе периодически проходит вертолет. Сквозь вал можно пройти по нескольким специально пробитым широким тоннелям, которые тоже запираются на время выброса и ночью. Каждый, кто проходит через оборонительную линию, попадает под наблюдение службы безопасности. Его снимают камеры, записывают сотрудники КПП, потом Марокко с досмотром и сдачей оружия на временное хранение. Далеко не каждый сталкер или старатель, желающий сбыть свой товар, был заинтересован во всех этих сложностях. И потому за оборонительным валом, напротив центрального входа в сателлит, со временем стихийно образовывался народный рынок. Представители других группировок приезжают сюда на машинах, квадроциклах или просто приходят пешком и раскладывают на нехитрых мобильных прилавках то, что хотят продать. Качество таких товаров, конечно, уступает аналогам в магазинах сателлита или приемных пунктах на нейтралке, но цены ниже, далеко ходить не надо и военных поблизости полно. Можно не опасаться бандитских нападений и сэкономить на охране. А для одиночки, занимающегося, например, скупкой и восстановлением пришедшего в негодность снаряжения и обмундирования, это очень серьезный плюс. В итоге к регулярному возникновению рынка подержанных товаров все привыкли. Сателлиту это было даже выгодно. Появлялся он только по 4-м или 5-м дням после выброса. Места много не занимал, а привлеченные низкими ценами покупатели, не найдя среди бывшего в употреблении барахла того, что хотели, зачастую отправлялись в городские магазины. «Екатерина Игоревна!» Замдиректора ЦАП вышел из дверей пропускного пункта в сопровождении 2 автоматчиков. «Формальности улажены, мы можем идти». Они направились к тоннелю, ведущему через оборонительный вал. Тоннель стандартной 20-метровой ширины на этот раз был открыт для движения только наполовину. 2 выброса назад на склон неподалеку от западной его кромки уселся соленоид, и пропуск людей и транспорта с тех пор осуществлялся по безопасной части тоннеля. Чтобы исключить несчастные случаи, служба безопасности оградила маршрут вешками и вывесила на въезде предупреждающее объявление. Неприятный сюрприз. Волконский поймал взгляд кнопки, направленной на закрытую часть тоннеля. Будем надеяться, что ненадолго. Соленоиды предпочитают не задерживаться на склонах, им больше нравится забраться выше. Мы рассчитываем, что через 2-3 выброса он исчезнет. А если нет, поинтересовалась она. Если наоборот, с другой стороны сядет еще один. Откроем другой тоннель, успокоил ее доктор наук. Их достаточно много, а этот закроем. Внутри тоннеля было довольно людно. Хорошо освещенная бетонная коробка, идущая сквозь оборонительный вал, 5-й день после выброса пользовалась спросом. Кто-то возвращался в город, кто-то, наоборот, покидал его, торопясь добраться до места своего проживания до наступления 6-х суток. Кто-то из прохожих время от времени хмуро косился на деловые костюмы Волконского и Кнопки, но, заметив вооруженную охрану, терял к ним интерес. Спустя еще 5 минут они оказались на улице и двинулись к чахлым торговым рядам, хозяева которых упаковывали товар, готовясь к отъезду. Кнопка подошла к одному из скрытых грузовиков, чуть ли не самому ветхому и раздолбанному из всех, и остановилась перед прилавком, заваленным потрепанными армейскими камуфляжами. Прилавок представлял собой 3 перевернутых ведра, на которые сверху положили кусок фанеры, возле которого возился косматый бородач в выцветшей охотничьей куртке. Продавец сворачивал товар и засовывал его в пластиковый мешок. «Желаете приобрести камуфляж?» Он отвлекся от сборов. «У меня самые низкие цены. Почти даром отдаю. Все комплекты надежно заштопаны, тщательно выстираны и продезинфицированы. На заплатке дают 3 выброса гарантии». «А, Кать, это ты!» Продавец узнал посетительницу. «Если ты к Антону, то он в кузове. Спит собака. А мне тут вкалывать за 2. «Привет, Жора», — поздоровалась с бородачом Кнопка. «Сейчас я его пристыжу. Пусть помогает. Нечего спать. Под выбросом отоспится лентяй. Вы сегодня кролика с собой взяли?» «Тише», — зашипел на нее продавец, испуганно косясь на Волконского и автоматчиков. «Какого кролика? Не знаю ни о каких кроликах». Он засуетился, ускоряя процесс упаковки товара. «Жора, все в порядке. Это надежный человек», — произнесла Кнопка, понижая голос. «Очень авторитетный ученый с ЦАП. Нам нужно поговорить с Антоном и увидеть кролика». «Ну, — замялся продавец, — я не знаю.
Нам вообще-то пора уезжать, а я еще не собрал тут все. Кнопка обернулась к Волконскому, сделала извиняющееся лицо и тихо прошептала. Их пугает наша охрана. Они могут подумать, что вы хотите отнять у них кролика. Молодые люди. Доктор наук поспешно подошел к автоматчикам. Будьте добры, отойдите на несколько шагов. Наш партнер принадлежит к сообществу неприсоединившихся. Он очень пуглив. Охранники нехотя отошли на пару метров и остановились, продолжая разглядывать Жору пренебрежительными взглядами. Кнопка потратила еще минуту на уговоры, и тот в конце концов сдался. Он указал рукой внутрь кузова и разрешил Кнопке туда залезть, но только в одиночку. И даже помог взобраться. Спустя несколько секунд оттуда донеслись до нельзя встревоженные голоса, отчитывающие Кнопку за нарушение тайны, но потом все стихло, и она выглянула наружу. «Александр Константинович, залезайте!» Она протянула ему руку. «У нас есть 10 минут на разговор, потом они уезжают». Я уговаривала их задержаться, но мы их все-таки перепугали, они слышать ничего не хотят. Едва удалось договориться, но вы увидите, что хотели. Она указала ему глазами на автоматчиков сопровождения, и Волконский еще раз велел им не приближаться и не запугивать впечатлительных партнеров. Те ухмыльнулись и остались стоять на месте. Замдиректора ЦАП забрался в кузов и принялся беседовать о чем-то с кем-то, отсюда невидимым. Охранники заскучали, скользя взглядами по опустеющим прилавкам, и продавец залатанных камуфляжей засуетился еще сильнее, собирая товар. «Жора!» — молодой женский голос, зазвучавший неподалеку, заставил охранников оглянуться. Из кузова, стоящей рядом с грузовиком, подернутой ржавчиной грузовой «Газели», выглядывала девушка в камуфлированных шортах и такой же короткой футболке в облипку. Привлекательная голубоглазая блондинка с точенной фигурой требовательно смотрела на продавца камуфляжей. «Жора!» — вновь позвала она. «Помоги мне ящики передвинуть, они тяжелые, я не могу». «А чего ж ты их сначала заполнила, а теперь тягаешь?» — недовольно спросил Жора. «Мозги у тебя где?» Он отложил мешок с товаром и кряхтя полез в кузов «Газели». «Рячется теперь». Пока один охранник украдкой подавал жесты второму, мол, видал, баба-то была везливчика там, под футболкой. Изнутри «Газели» раздался грохот чего-то тяжелого, и наружу выпрыгнул Жора с болезненной гримасой, припадая на одну ногу. Вслед за ним спрыгнула девушка в шортах. «Блин, дохляк косорукий!» — сердито воскликнула она. «Ты что наделал? Ты их уронил, Геркулес, блин! Да лучше б я сама надрывалась. Помог твою душу же так, только хуже сделал». «Они тяжелые», — оправдывался Жора. «Ты чем их набила? Чугунными болванками, что ли?» «Сам ты болванка», — накинулась на него блондинка. «Только не чугунная, а картонная. Ящик поднять не может. Хлюпик, дохнотик, слабак». Она махнула рукой, устало вздыхая, и эффектно прогнулась, ставя ногу на бампер «Газели». Блондинка принялась зашнуровывать развязавшийся шнурок на ботинке с высоким берцем, раздраженно бормоча себе под нос. Настали времена. Настоящих мужиков днем с огнем не найдешь. Дожили. Одни недоразумения вокруг. Закончив со шнуровкой, она выпрямилась, собираясь залезть обратно в кузов, и в этот момент заметила автоматчиков с неподдельным интересом разглядывающих ее стройные бедра. Во взгляде блондинки вспыхнул огонек заинтересованности, и девушка смущенно поправила не спадающие на глаза длинные волосы. «Мальчики, а вы мне не поможете?» — жалобно спросила она. «Ящики передвинуть. Я их набила доверху по глупости, теперь сдвинуть не могу. Они тяжелые, а разгружать заново долго. А этот слабак». Она презрительно фыркнула кивком головы, указывая на стушевавшегося Жору. «Тяжелее своей сумки с тряпками ничего поднять не в состоянии». Автоматчики расплылись в улыбках, заверили блондинку, что ничего ей разгружать не придется, и полезли в кузов. Они лихо составили в углу машины десяток старых ящиков из-под патронов, пока девушка с тихим восторгом ахала и удивлялась их силе. Охранники скромно сообщили, что ящики были не такими уж и тяжелыми, и она бросила на несчастного Жору такой взгляд, что тот торопливо побросал в кузов своего грузовика товар и составляющие прилавка, после чего стыдливо скрылся в кабине. Автоматчики покинули «Газель» и принялись болтать с блондинкой, усевшейся на краю кузова, свесив ноги. Девушка оказалась веселой и общительной, и ей явно импонировал мужественный типаж крепких парней. Она мило улыбалась и забрасывала охранника вопросами о свежих новостях с большой земли и новых изысках моды в сателлите.
«Молодые люди, мы возвращаемся», — сообщил Волконский, проходя мимо увлеченно беседующей троицы, и тут же принялся тихо обсуждать что-то с идущей рядом Кнопкой. Охранники разочарованно скривились, бросая ему в спину недовольные взгляды, нехотя попрощались с очаровательной собеседницей, расстроившейся из-за столь неожиданного окончания разговора, и побрели следом за доктором наук, то и дело оглядываясь на забирающуюся в кузов «Газели» девушку. Всю дорогу до КПП Кнопка что-то оживленно рассказывала Волконскому, потом оба предъявили пропуска на входе, замдиректора ЦАП коротко поблагодарил дежурного за охрану, попрощался с Кнопкой и вышел в жилой квартал сателлита. Кнопка привычно сдала пропуск, расписалась в книге учета убывающих на длительный срок сотрудников РАО и покинула сателлит. Автоматчики, убедившись, что их работа выполнена, немедленно присоединились к своим сослуживцам и принялись рассказывать об очаровательной блондинке, появившейся среди торговцев стихийного рынка. Описание ее прелестей было дано настолько натурально, что спустя минуту их повествование внимательно слушали все, включая дежурного по КПП и его помощника. Немедленно начали выстраиваться версии ее появления. Одни считали, что всему виной Златовласка и гламурная жизнь в какой-нибудь Москве или Питере, другие возражали, заявляя, что девушка вела себя совсем невысокомерно и дружелюбно, что не свойственно разбалованным и капризным столичным красавицам. Спор от нечего делать затянулся, переключаясь на обсуждение сроков ее пребывания в ареале, текущем месте жительства, семейном положении и прочее. На одинокого невзрачного старателя в потрепанном камуфляже, покинувшего сателлит спустя полчаса, никто особого внимания не обратил. Старый грузовик изрядно потряхивало на проселочной дороге, и находящимся в кузове людям приходилось держаться за все подряд, чтобы усидеть на грубо сколоченных лавках. Один из них осторожно придерживал обмякшую человеческую фигуру с мешком на голове, безвольно сотрясающуюся в углу кузова каждый раз, когда машина преодолевала очередной ухаб. «Он там не задохнется?» Наскоро переодевшаяся в камуфляж Кнопка завязывала шнуровку на армейских ботинках. «В мешке и с кляпом. Жилой человек все-таки. Не задохнется». Айболит в очередной раз удержал тело Волконского от падения. Кляп я вытащил сразу, как только снотворное подействовало. Главное, чтобы он не разбился насмерть на этих русских горках. Санинструктор недовольно поморщился. Кошель жмот, даже на собственном грузовике экономит. Неужели нельзя было заменить убитые рессоры? Это ведро точно развалится на следующей яме. «А чего на русских-то горках?» — поднял бровь Шорох. «Они же вроде американские. Ну, в смысле, вот это вверх-вниз постоянное. Для тех, кому от скуки заняться нечем в лунопарках». «Это только у нас они называются американскими», — фыркнул Айболит. «Сами американцы называют их русскими. Это как салат оливье. Во Франции понятия не имеют, что он оливье». «Да», — удивился Шорох. «Не знал». Он посмотрел на Кнопку. «Как прошли КПП?» «Как по маслу», — улыбнулась та. Охранники так увлеченно знакомились с Таней, что Волконский их почти не интересовал. Я опасалась, что дежурный что-то заподозрит. Там ведь обычно в книге учета расписываться надо. Но оказалось, что подпись не нужна, если выход осуществляется под надзором охраны. Дежурный сам расписался в графе «прибыл-убыл» и все. Кварц прошел дальше. Грим хорошо сработал, и имитация голоса. Это дежурного и убедила. «Да уж, Кварц большой спец», — согласился Шорох. Волконский аж замер, когда увидел перед собой самого себя, только в камуфляже. Он так и не понял, что происходит. Боец весело улыбнулся, имитируя растерянный голос доктора наук. «Простите, мы знакомы?» Пожалуй, снотворное действительно пришлось кстати. Кнопка закончила возню с ботинками и ухватилась за борт грузовика, спасаясь от очередной рытвины. Эта поездка могла бы показаться ему слишком жуткой, а в его возрасте так сильно нервничать небезопасно. Еще сердце схватит. Она вспомнила изумление Волконского, когда он, забравшись в крытый кузов грузовика, увидел Кварца, загримированного под него самого. Сходство не было идеальным, но получилось очень похоже. Контрразведчик несколько раз повторил за ничего не понимающим доктором наук сказанные им в недоумении фразы, подбирая тембр голоса, и подал знак бойцам, изображавшим спящих. Волконского обездвижили, вкололи снотворное и быстро лишили делового костюма. Через минуту Кварца было не отличить от Волконского. Он даже сутулился точно так же и очень похоже сымитировал походку. Увлеченные болтовней и ногами БМБ-охранники ничего не заподозрили.
Дежурный по КПП тоже не распознал подмену. Голос доктора наук Кварц скопировал так, что профессиональный пародист позавидует. Контрразведчик прошел сателлит под видом Волконского, спустился в одну из шайб, прямо на лестнице изменил внешность при помощи накладной бороды, спрятанного в портфеле доктора наук потертому камуфляжа и чулок от старого армейского ОЗК, после чего спокойно покинул город через тот же самый КПП. «Его там не хватится?» — поинтересовался у кнопки Айболит. «Вдруг завтра ЦАБ без него обойтись не сможет, и полсателлита прибежит за доблестным заместителем директора?» «Не исключено, конечно, но не думаю», — ответила та. «Завтра 6-й день, выброс может начаться в любую минуту, и никто избытком усердия не страдает. Волконский сам неоднократно упоминал, что по 6-м дням появляется в ЦАП нечасто. Риски есть, но если после выброса мы быстро вернем его обратно, то никто ничего не поймет. Потерялся, нашелся, проблем нет». Спустя полчаса лихой езды, дребезжащий расхлябанным кузовом грузовик остановился, и люди с облегченными вздохами полезли наружу, тихо костеря кошеля за скупость. Волконского аккуратно вытащили и положили на расстеленную на земле плащ-палатку. Пока кнопка отгоняла от спящего доктора наук заинтересовавшуюся неожиданной добычей Синьку, Айболит с шорохом извлекли из оборудованного в густом кустарнике схрона квадроциклы. Тем временем из кабины грузовика вылез Базальт с пулеметом в руках. За ним появился водитель. Пулеметчик быстрыми взглядами отыскал подходящую для наблюдения позицию, сверился с УИПом и скрылся среди окружающих небольшую поляну деревьев. Водитель захлопнул дверь и направился к кнопке. «Жора!» — она скручила ему дразнящую рожицу. «Ты где права купил? Не дрова везешь, если что?» «Да это не грузовик, а какое-то ведро с гайками», — обиделся Водяной. «Я тут при чем? Все претензии к кошелю». Он прислушался к приближающемуся шуму мотора. «Наши едут». На поляну осторожно выползла старая «Газель», водитель которой старался двигаться точно по следам грузовика, оставшимся на примятой траве, и остановилась неподалеку. Из нее вылезли раз с Кварцем и выпустили из кузова Капкана и Володину. Следом за «Газелью» пришел квадроцикл «Медведя» и «Байкала». Волконского быстро приторочили к пассажирскому сиденью квадроцикла, после чего Водяной увел его и часть людей на базу. Остальные вновь завели грузовик с «Газелью» и долго петляли по проселочным дорогам, выходя к условленному для встречи с Кошелем месту. Торговец был уже там. Он долго причитал на тему чудовищного риска, которому подвергается, находясь в одиночку посреди глухого леса, на ночь глядя, да еще перед самым 6-м днем, после чего попросил материальную компенсацию хотя бы за моторесурс. «Обойдешься», — отрезал Медведь. «У меня чуть все мозги через уши не вытряхнулись, пока я на твоем утиле сюда добирался. У него просто нет никакого моторесурса, тут платить не за что. Вот поставишь новые рессоры, тогда и будешь требовать компенсацию. А пока с тебя ящик тушенки». «Я помню», — обреченно вздохнул Кошель. «За антибиотик для глобуса. Это не для себя, кстати. Подарок для подковы». Торговец иронично фыркнул. Тот умудрился намотать в собственной бордели. У них там новые поступления с большой земли. Златовласка помогает. В общем, он заполучил себе какую-то черноглазую брюнетку, жгучую красавицу. Кошель хихикнул. «Вот эта жгучая красавица и жгет». «Может, все-таки жжет?» — поинтересовался Медведь. «Что ж, Подкова не попросил ее предъявить справочку для начала? Или романтично-пылкие чувства затмили ему разум?» «Нет, эта звезда именно жгет», — Кошель снова прыснул. «По-другому не скажешь. Она сама выразила желание работать в тамошнем борделе. Сказала, что один постоянный мужик для нее — это слишком скучно. Так что там уже 4 таких, как Подкова, награжденных. А так как разум у Подковы затмило еще в момент рождения, они теперь думают, что с ней делать. Вариантов 2. Оставить все как есть и пользоваться контрацептивами, или собрать бабла и вылечить томную кудесницу для всеобщего блага». «Я надеюсь, тот антибиотик не для нее предназначался?» — надвинулся на Кошеля Медведь. «Нет-нет», — торговец невольно отступил на шаг. «Это для Подковы, клянусь. Он хоть на голову и твердый, как титановая пластина, но себя любит. Он себе его уже вколол, мне даже тюбик вернули, только я его с собой не взял. Подкова долго болеть не любит,
А споры насчет той бабы идут потому, что у братвы есть опасения, что если черноглазую вылечить, то свалит она в сателлит. Там красивой бабе вкусно пристроиться 5 секунд. Она там не задержалась как раз из-за своей пикантной болезни. В больнице сателлита пока что нет специалистов такого профиля. Кашель злорадно ухмыльнулся. Видать, придется подождать, когда Златовласка решит эту проблемку. Там, на большой земле, у всех, кто настал острый недостаток мозгов, и понимающий нахмурился медведь. Чего они долбят эту гадость? Знают же, что Златовласка в ареал ведет. Так ведь она же не всех ведет, пожал плечами Кошель. Златовласку курят миллионы, а к нам приходят сотни. Говорят, в Москве и Питере среди интернет-интеллигенции это даже модно. У них Златовласка вроде русской рулетки. Выясняют, кто избранный, а кто тварь дрожащая. Интересно, избранным считается кто? Здоровяк саркастически фыркнул. Тот, кто в результате попал в ареал, или тот, кто не попал? Если второе, то это как-то с избранностью не вяжется. Избранных что-то как-то слишком много. Или у них там все избранные? «А как же?» – засмеялся Кошель. «Пока у нас не оказался, считаешь себя лучше других. А как оказался, тем более считаешь себя лучше других. Потому что остальные тупые козлы и недоношенные уроды, которым незаслуженно повезло в жизни, хотя должно было повезти тебе». «Железная логика», — оценил медведь. «Ладно, тебе пора, да и мы пойдем. После тебя. Может, газель заминировать, чтобы никто не украл, пока грузовик отгонять будешь?» «Не надо», — ужаснулся торговец. «Как я с этой вашей миной ездить буду? И вообще, здесь недалеко совсем, и место неприметное, никто не появится. Я справлюсь. Нет проблем». «Как хочешь», — пожал плечами медведь. «Все, двигай отсюда. За помощь спасибо». Кошель торопливо влез в кабину грузовика и укатил прочь. Бойцы особ скрылись в зарослях и заняли оборону. Если по их следам пойдет кто-либо враждебный или слишком любопытный, начинать он будет именно отсюда, тут же и закончит. Погони не последовало, однако через несколько минут рация ожила голосом Байкала. «Кошеля ждала вооруженная группа, 6 стволов», — доложил снайпер. «Сидели в кустах у дороги, 300 метров отсюда. Моего дерева хорошо видно. Кошель подобрал 2, остальные идут к вам по проселку, особо не скрываются». «За газелью пожаловали», — определил медведь. «И снова врет Кошель, что один к нам ездит. Надо бы нам где-нибудь другого торговца отыскать. Ждем, пока они заберут машину, и уходим». До схрона для квадроциклов у границы желтой зоны добрались без происшествий. Пока помещали машины в землянку, закрывали ее ветками и маскировали все под паутину, стало совсем темно, и на базу вернулись лишь к полуночи. Оказалось, что, несмотря на столь поздний час, на базе никто не спал. Доктор Волконский был приведен в чувство, и теперь научная группа демонстрировала ему лаборатории и оборудование. Пришлось всем, кроме ученых и Кнопки, остаться в масках и свести передвижение по базе к минимуму. Убедившись, что Айболит надежно держит в руках развитие событий, Медведь отправился в кабинет к Кварцу. Контрразведчик обнаружился за своим столом, задумчиво расчерчивающим очередные шпионские схемы. «Как отреагировал наш ученый-гость на свои приключения?» — осведомился Медведь, усаживаясь на стул напротив. «С виду он очень увлечен рассказом наших ученых и совсем не обиделся». «Стул мне только не сломай». Кварц с подозрением взглянул на 130-килограммовую тушу, ерзающую в жалобно скрипящем кресле. Волконский поначалу был сильно напуган, что неудивительно, но после того, как увидел Кнопку, Николаеву и Степанова, успокоился. Он в той или иной мере знаком со всеми, и это позволило нам убедить его в наших добрых намерениях. Хорошо, что мы успели вернуть его в свой костюм до пробуждения. Через час он даже перестал вздрагивать при взгляде на Айболита, который по моей просьбе маску не снимает. «Неплохо», — здоровяк довольно улыбнулся. «Что скажешь? Много мы успеем получить от ЦА прежде, чем тандем наложит лапу на Волконского и его инициативы. Да, кстати, Кошель опять пришел, за машинами не один. Спрятал группу недалеко от точки рандеву. Она забрала газель». «С Кошелем надо завязывать», — поморщился Кварц. «Я понимаю, что через него гораздо легче осуществлять закупки продовольствия, но он слишком сильно играет на себя, часто врет и таскает с собой помощников.
Это прямой канал для утечки информации. Нам требуется другой торговец, а Кашиля нужно ненавязчиво спустить на тормозах и перестать обращаться к нему, как только предоставится такая возможность. «Отыскать другого торговца будет непросто», — покачал головой медведь. «Они же все на кого-нибудь работают. Кошель хоть обязан нам жизнью, хотя в его случае это, конечно, слабая мотивировка, но с другим будет еще сложнее. Так можно и вовсе получить партию отравленного продовольствия прямо из лаборатории службы безопасности сателлита». «Знаю», — вздохнул контрразведчик. «Но дальше работать с Кошелем слишком опасно. Сейчас закончим с Волконским, получим от него надежный контакт, и я займусь этим делом. Придется побегать по зеленой в поисках информации о торговцах, у которых сейчас трудности». «Нам и так и эдак бегать», — философски изрек медведь. «Важно искать временную лабораторию для вакуумной пары, реакцию тандема на наш контакт с ЦИАП выяснять, да и место под новую базу понемногу подыскивать надо начинать. Кстати, насчет нового места. Может, магазин одного из богатых перекупов попытаться отхватить? У них там неплохо все оборудовано, и места много. Опять же, все равно в желтое окажется». «Я думал об этом», — кивнул Кварц. «С одной стороны, ты прав. С другой, местоположение магазинов перекупов всем хорошо известно. Пока граница с зеленой зоной не отойдет от магазина достаточно далеко, народец обязательно будет туда наведываться. Нужна правдоподобная операция прикрытия, что-то вроде того, что магазин захватили зомби или там поселился профессор. До этого еще далеко, что-нибудь придумаем. А вот реакция тандема последует быстро. Завтра к вечеру в ареал возвращается Лозинский, и в идеале Кнопка вообще туда попасть больше не должна. «Послезавтра 25-е», — вспомнил медведь. «А завтра 6-й день. Интересно, если выброс начнется раньше, чем он приедет, как наш любимый вице-премьер будет выкручиваться? В смысле, он через кабак в ареал полезет и будет провонявшийся перегарем норе сидеть, или у совета директоров есть на такой случай свой отстойник для проникновения домой под выбросом?» «Что-то у них наверняка есть», — согласился контрразведчик. «Не могли они такой вопрос без внимания оставить. Не терять же из-за выброса сутки другие свободы. Что касается нас, то чем позже Лозинский приступит к делам, тем лучше. Впрочем, служба безопасности будет ждать своего хозяина и кардинально важные данные прибережет для него. Только на это я и надеюсь». «Ты не слишком драматизируешь», — уточнил здоровяк. «Они там не очень-то умные. Вон как лихом и Волконского подменили. Никто и внимания не обратил, хотя костюмчик тебе был явно тесноват. А тут нужно столько времени и мозгов на анализ наших действий потратить, что не каждый сможет. Пока будут обдумывать, если вообще будут, Кнопка получит связь и вернется. Нам всего-то надо один раз ее в сателлит отправить». «Кому надо, тот потратит сколько угодно времени». Обеспокоенность Кварца меньше не стала. «Спецов хватает. Я в этой области далеко не единственный». Он недовольно хмыкнул. «Не понимаю, чего ждет рентген? Зачем все так затягивать?» Контрразведчик махнул рукой. «Короче, в нашем деле надо надеяться на лучшее, а готовиться к худшему. Так что по-хорошему Кнопке в сателлит лучше вообще не заходить. Пусть Волконский сам вынесет ей трубку и все остальное. Они с нашими учеными уже обсуждают возможность налаживания регулярных видеоконференций. Он ведь уверен, что мы в зеленой зоне, и обещает кучу всяких паролей, протоколов доступа к сети РАУ, авторизацию на спутниковых сервисах и так далее. Почти все из этого тандем вскоре прикроет. Но что-то оставят даже они, чтобы разыскать нас в зеленой зоне по этим переговорам». «Так давай его просто попросим вынести все самостоятельно», — предложил медведь. «Если то, что показывают ему наши умники, впечатлить дяденьку доктора наук как следует, то вряд ли он откажется. Возьмет охрану, как сегодня, и дойдет до рынка со своим чемоданчиком». «Если Белов захочет арестовать Кнопку, он сделает это и на рынке», — Кварц отрицательно покачал головой. «В его распоряжении целая армия прямо под боком. А если решит не арестовывать, или кто-то из его людей все-таки не служит вовремя 2+2, то ее и в сателлите не тронут. В общем, тут нужно разговаривать с Волконским после того, как он увидит у нас все, что хотел. Заодно я попытаюсь аккуратно вытащить из него что-либо интересное. Наверняка он что-нибудь знает, все же заместитель директора ЦИАП.
Формально большой начальник. Второй эшелон власти после совета директоров. Хотя на самом деле влиять он почти ни на что не может. В любом случае, как я уже говорил, все манипуляции с телефонами, паролями, доступами и так далее мы должны завершить до возвращения Белова в сателлит. С 2 июля кнопка в городе появляться не должна. Я на этом категорически настаиваю. Тусклый свет поставленного на минимальную яркость фонарика едва освещал царапины, нанесенные на бетонный пол в качестве путеводителя, и Фикса несколько раз останавливался и садился на корточки, убеждаясь, что идет правильно. К маршруту до двери хозяйской хаты на новом месте жительства он еще не привык, а остаться без ноги или вовсе отдать Богу душу очень не хотелось. Хозяин матерый волчара, мины ставит лично, без палева, заранее выгнав наверх все кодло охраны. Идешь по бетонному полу, с виду бетон, как бетон, старый, местами выщербленный, и не поймешь даже, как он туда свои мины пихает. В потемках фальшивую поверхность не отличить от настоящей, а зато испытания прошли красиво, мля. Хозяин запустил сюда пару рабов. Сказал, мол, дойдете от двери до двери, отпущу на волю и воды с собой дам. И 3 метров не прошли. Одному ноги поотрывало, второго и вовсе на глушняк. 2 часа потом кровищу оттирали. Фикса оглянулся на немого, терпеливо ожидающего за спиной, и кивнул в знак того, что путь верный. Они прошли еще метров 5 и остановились перед ржавой железной дверью. Тут сразу несколько датчиков, отметил уголовник. Видеокамеру устанавливали при нем. Остальное хозяин замутил в одного, но одну приблуду Фикса все же заметил. По-любому замануха, оттого и выпасти ее так легко. Настоящие датчики спрятаны надежно, в этом можно не сомневаться. Раньше Фикса часто задумывался, почему хозяин шифруется от всех подряд, но после забил на это занятие. Времени нет беспонтово вату катать. Дело надо делать. Забот у него выше крыши. Раз хозяин на шифре, значит так надо. К тому же это его конспирация, стоило признать, фуфлом не была. Таинственного и грозного хозяина братва побаивалась, а засветив свою заточку сладкого фраера, половина зэков из бригады в момент отвалит. Он даже не сидевший. Разве это авторитет? Это Фикса знал. Кто скрывается под шкурой улыбчивого интеллигента, остальные не поймут. Да и зачем? Надо признать, рулить хозяйской бригадой Фиксе нравилось. И в авторитете, и не на побегушках, и бабла навалом. И всегда есть кому за все мазу держать и мозгами в тупиковых темах шевелить. А за годы работы на хозяина Фикса четко усвоил самое главное. У того тупиковых тем не бывает. Всегда выйдет сухим из воды. И если держаться рядом с ним, то и сам не пропадешь. Выключив фонарь, Фикса негромко постучал в дверь, воспроизводя условную комбинацию, которую хозяин менял после каждого выброса, и принялся ждать. По-любому хозяин в курсе, что это они, но пока он отключит все свои ловушки, пройдет время. Новая хата чуть больше прежней, рабы вкалывали над ней как проклятые, и внутри теперь пантевей, чем в дохрена звездочном отеле. Хозяин посолил работягам за труды очень много бабла, а когда хату закончили, замочил всех, не моргнув глазом. Конспирация, сказал прежде всего. В этом типа наша сила. И это в натуре так и есть, не поспоришь. Месяц ушел на то, чтобы подготовить подвалы под развалинами завода и примыкающего к ним поселка под жилье для братвы. Едва успели. Теперь почти вся Ухта в желтой зоне, и это место в зеленой тоже ненадолго. Вскоре бригада останется без малины, но у хозяина по этому поводу есть тема. Если бы такое решил замутить кто-то другой, Фикса бы не повелся на такую лажу. Но у хозяина по-любому срастется, тут базара нет и быть не может. «Хозяин, это я!» — на всякий случай произнес он, услышав щелканье отпирающегося замка. «Ночью немой вернулся, побазарить надо, есть о чем». Сейчас 7 утра. В это время кайфово бы поспать, но сегодня 6-й день, и если выброс ударит резко, то можно зависнуть с базаром надолго. А хозяин очень не любит получать новости с задержкой.
После скрежетания замка что-то издало почти неслышный щелчок, и дверь распахнулась. «Ходите, джентльмены!» Меркулов встретил их неизменной улыбкой. «Я очень рад вас видеть». Уголовники прошли внутрь, и он запер за ними дверь. Фикса услышал еще один тихий щелчок и краем глаза заметил крохотный тусклый красный огонек, возникший где-то над дверью. «Походу, из хозяйской малины без хозяина хрен выйдешь, разделает на куски, словно пятака на скотобойне. Отсюда, как из прежней хаты, есть два выхода, но если раньше запасной выводил в целый рассадник аномалий, то теперь он выводит куда-то в полузасыпанный обломками подвалы, а оттуда уже 3 дороги. И Фикса был готов забиться на свои коронки, что все они заминированы не слабо, похлеще, чем основная дорога к хозяйской двери. Когда Фикса впервые узнал о столь возросших мерах предосторожности, он даже подумал, что хозяин стал ему меньше доверять или вовсе затеял против него конкретную интригу. Но тот сразу заяснил, что он с Фиксой по-прежнему в близких, а шифр нужен потому, что, во-первых, в бригаде прибавилось новых людей, и мало ли что кому в башку взбредет, а во-вторых, так как он Фиксе доверяет, как самому себе, то очень часто дает ему в пользование Ариадну, без которой через фестиваль аномалий особо не походишь. Поэтому на новой хате мало аномалий и много мин. Такой расклад Фиксу вполне устраивал, хотя было ясно, что на самом деле хозяин шифруется не только от братвы, но и от потенциальных киллеров Рашпиля, диверсантов-наемников, спецназа сателлита, от самого Фиксы и вообще от всех подряд. Тем более, что бригадное бабло тоже хранилось где-то тут, а это уже уважительная причина сама по себе. «Присаживайтесь, джентльмены», — Меркулов указал на гостевой диван перед небольшим журнальным столиком, на котором уже были расставлены бутылки с водой и вазочки с мелкой закуской типа фисташек и изюма. «Угощайтесь, прошу вас. Итак, каковы новости?» «Нефтяники и наемники, походу, окончательно легли под сателлит», — Фикса потянулся к бутылочке с водой. «Ты всю эту тему прокусил правильно. Оба поселка, которые раньше на нейтралке магазинами были, Рау для них перестраивала. Наш человек в сателлите сказал, что они будут переданы новым хозяевам сразу после возвращения Лозинского. Вроде как с ним или сразу после сателлит получит большую партию всяких там бурильных и нефтяных приспособ. Но это будет подгон нефтяникам. А наемники через пару выбросов должны новых волын подогнать. БТР и маслин разных, включая минометные. Это что касается отмазок для рядовой братвы. Для бугров из обеих бригад РАУ замутила подгон по Понтовье. На халяву отправляет их баб в Москву за прививкой отсюда, в институт неравнодушных. Наш человек говорит, что по этой теме у РАУ конкретный головняк. Они мыслят, как бы им забашлять за прививки и не спалиться в натуре, чтобы никто не спросил, на чьи бабки вся эта шняга затеяна. «Интересно, интересно», — неторопливо оценил Меркулов, продолжая улыбаться. «Нам стоит активизировать наши действия. Усиление этих группировок для нас не самый лучший вариант. Окрепнув, они наверняка попытаются отбить у вас Тыбук. Наш человек проанализировал, насколько новые члены Альянса управляемы сателлитом в данный момент, пока Союз еще сырой. Нефтяники сделают все, что скажет РАУ». Фикса сделал глоток из бутылки и протянул ее немому. «Наемники пока еще мнутся, у них в военсовете качели. Лиман и еще несколько бугров против Альянса базарят, типа сателлитовские, хотят чужими руками жар и бабло загребать. Но он в меньшинстве. Остальные на авторитеты обламывают ему тему. Качалова затягивается, но это все вата. Лиман по концове сделает, как все. Такие у них понятия». «А вот это хорошая новость», — обрадовался Меркулов. «Значит, активных боевых действий наемники предпринимать не станут. По крайней мере, в ближайший месяц-два, пока не достигнут единства. Превосходно. У нас есть некоторое время для реализации планов. Что говорят о последствиях нападения людей многоуважаемого Рашпиля на Каджиром?»
Все в натуре повелись на это разводилово, довольно ощерился Фикса. Наемники раздуплились нефтяникам по всяким неустройкам. И теперь жало точат на Рашпиля по тяжелой. Их опера пока ничего нового не нарыли, но покос на Общаковских упал конкретно. Потому что среди трупов нашли несколько человек из их бригады. Барыги Общаковские везде блеют, типа, не их эта тема, и люди те уже не в бригаде, ушли пару месяцев назад, но никто не верит. И это недоверие необходимо всячески подогревать, закивал Меркулов. Но в остальном пора приостановить операции против господина Рашпиля. Не стоит создавать слишком много конфликтов, иначе наша роль в их организации станет заметной. Пусть недовольные друг другом стороны занимаются урегулированием проблем. Нам же нужно сосредоточиться на главном. Он посмотрел на Немова. Какова ситуация с особ? «Медведь со своими мусорами последнее время чалится в желтой», — ответил Фикса. «Никаких барагозов он не мутил, только после того выброса, который не в тему начался, 2 торговых дня на поляне водяного не было. Вместо него разруливал медведь. И всем, кто спрашивал, базарил. С понтом сожрали они водяного за какой-то косяк. И теперь ждут, когда из эпицентра пришлют нового. Некоторые барыги на измену присели в натуре. Но в лоба Осоповских ходить не перестали. Позавчера на поляне барыжил уже водяной. Говорят, что на вид тот же самый, ну или очень похож. Сам он морозится и съезжает с темы, если спрашивают. Любопытно, Меркулов весело прищурился. Особ извлекает пользу из бредовых страшилок, которые распространяет о нем Рао. Очень неглупый ход. Вкупе с их загадочным передатчиком и прочими возможностями они в итоге смогут стать неприкасаемыми. Когда неотягощенные логическим мышлением господа из сателлита поймут, что сами создали особо эту возможность, может оказаться поздно что-либо изменить. Он многозначительно посмотрел на Фиксу. Что ж, раз у господина Медведя все спокойно, отправьте ему приготовленный подарок. Это его отвлечет. Тут еще такая тема, босс. Немой недовольно потер пересекающий горло шрам. Есть мысль, что каше для медведя пытается мутить САП. Неужели? Заинтересовался Меркулов. На чем основывается ваше предположение? Наш человек, который кошеля пасет, базарит, что позавчера кошель взял обе своих тачки и отогнал их куда-то. Вскоре его шнари вернулись без него и без машин. Куда он свалил, пропасти не удалось. Зато через несколько часов другой наш человек, который чалится на рынке перед сателлитом, срисовал обе тачки кошеля. Они встали на торговые ряды. Барыжили всяким фуфлом, продавцы незнакомые, и кошеля с ними не было. Простояли они беспонтово до вечера, а потом к кошелевскому грузовику подкатил из сателлита какой-то деловой с бабой и охраной. Деловой похож на Волконского, это заместитель директора ЦАП. Баба-то юрист из сателлита, ее полгорода знает. Она на всю башню отмороженная, понтов выше крыши. Сателлиты, кроме Волконского, ни с кем не трется, зато живет с каким-то чертом из Днепров. Ходит к нему через каждый выброс. В натуре странная. Как только ее не выхватили по дороге до сих пор. Немой скривился и потянулся за водой. Поврежденные голосовые связки уголовника быстро начинали болеть от длинных фраз, и он замолчал. Меркулов сделал понимающее лицо и участливо ждал, пока Немой сможет продолжить рассказ. Короче, деловой заехал в кузов и минут 5 там чалился, сообщил Немой. В это время из кошелевской газели вылезла молодая красючка. По описанию, наша баба. Она базарила с молотобойцами делового все это время. Походу, они друг друга знают, потому как все лыбу давили постоянно, и базар шел совсем не тухло. Но ухо нагреть не удалось, далеко. Без палева подойти не получалось. Потом деловой вылез из грузовика и ушел в сателлит вместе с бабой-юристом и охраной.
Машины кошели отвалили сразу. Потом баба-юрист вернулась, ее забрал какой-то черт на квадроцикле и свалил по бездорожью. За ним отправили шнырей, но они лоханулись. Ближе к ночи на малину глобуса вернулся кошель с обеими тачками. Все. Он вновь потер застарелый шрам. Какая неприятная неожиданность. Улыбка Меркулова сделалась пластиковой, словно улыбается не живой человек, а его восковая копия. Добытые вами сведения, уважаемый Немой, представляют огромную ценность для нашего общего дела, особенно сейчас. Очень своевременно. Очень. Вы не просто проделали виртуозную работу, но в буквальном смысле спасли наш план от провала. Хозяин на некоторое время задумался, не переставая улыбаться, и Фикса внутренне ухмыльнулся. Скоро кого-то замочит в натуре. У него всегда такая заточка нарисовывается перед тем, как дать заказ на мокруху. Но тема оказалась гораздо ловчее, хозяин вновь удивил своим талантом интриговать. Совершенно очевидно, что Медведь ведет переговоры с ЦИАП, чтобы через данную структуру выйти на диалог с Советом директоров, сделал вывод Меркулов. Он хочет добиться мирового соглашения с РАО, и ему есть чем заинтересовать Лозинского. Сателлит с удовольствием ухватится за уникальные медикаменты, предсказания выброса и электричества в желтой зоне. Скорее всего, Лозинский и Белов пойдут на все условия Медведя и дадут ему то, что он хочет. А позже, когда все успокоятся, тихо ликвидируют его и всех тех, кто представляет собой угрозу в связи с излишней осведомленностью. Но нам от этого не легче. Если план Медведя будет реализован, мы потеряем свои перспективы, и господство над месторождениями желтой зоны нам не установить. «Может, отправить Кошеля в Сочи?» — предложил Фикса. «И бабу-юриста, что трется с Днепром». «Кошель не имеет отношения к переговорам», — отмахнулся Меркулов. «Медведь использует его в темную. А вот дама-юрист, в свою очередь, не имеет отношения к Днепром». Хозяин привычно заулыбался. «Это грамотно разработанное и неплохо реализованное прикрытие. В действительности она агент ОСОП в сателлите, теперь это ясно. И убирать ее с игрового поля слишком грубо. Мы используем ее в более тонкой игре и развернем ход событий в свою пользу. Но действовать нужно быстро, до того, как в ареал вернется Белов. Иначе будет поздно. Наш шанс заключается в том, что некоторые руководящие офицеры службы безопасности сателлита не очень умны». Он прищурился. «Наши планы меняются. Подарок для господина Медведя отменяется. Разорвите контракт. Пора приступать к решительным действиям. Пришло время задействовать нашего человека в сателлите. Джентльмены, по окончанию выброса я подготовлю для него подробные инструкции. Они должны быть доставлены ему в кратчайшие сроки, даже если будет сопряжено с риском для жизни курьеров. «Зашлем надежную братву с утра второго дня», — определил Фикса. «Дойдут, не обломается им...» «Всем», — неожиданно перебила его портативная рация, стоящая в зарядном устройстве на углу хозяйского стола. «Я база. 25 минут до выброса. Повторяю, надвигается выброс. До удара 25 минут». «Отлично», — подытожил Меркулов. «Все складывается очень удобно. Итак, джентльмены, мы все обсудили и решение принято». Он дружески улыбнулся. «Я вас больше не задерживаю». «Товарищ майор, разрешите войти?» В дверь кабинета постучали, и Хантер торопливо нажал комбинацию клавиш, сворачивая бушующее на мониторе компьютерное сражение. «Разрешаю», — важно заявил он, быстро раскладывая перед собой папки с документацией. В кабинет вошел невысокий, рыхловатый офицер лет 40 с небольшим. Он плотно запер за собой дверь, убедился, что в кабинете кроме них двоих больше никого нет, подошел к столу начальника и вытянулся по стойке смирно. «Разрешите обратиться по служебному вопросу», — заявил он. «Дело государственной важности». «Обращайтесь, подполковник», — разрешил Хантер. «Присаживайтесь. Из какого отдела?» «Отдел дознания, товарищ майор», — отрапортовал офицер и занял ближайшее кресло.
Я отдаю себе отчет, что нарушаю субординацию, обращаясь к вам через голову непосредственного начальства, но имею на то веские причины. А именно, я не могу никому доверять. Я наткнулся на предательство и коррупцию в верхних эшелонах руководства РАО и ожидаю серьезного противодействия своему расследованию. Именно поэтому я решил обратиться к вам напрямую, товарищ майор. Ваша репутация высококвалифицированного борца со шпионажем хорошо известна. Однако прежде чем изложить суть, я прошу вас отключить мобильный телефон и принять меры к предотвращению прослушивания нашего разговора. Не беспокойтесь, полковник. Хантер защелкал тумблерами и кнопками на спецпульте, занимающем часть его стола. Мой кабинет надежно защищен, все записи ведутся только моими людьми. Они все надежны и неоднократно проверены. Докладывайте. Ситуация следующая, начал подполковник. У меня есть основания утверждать, что террористическая организация, именующая себя Отряд специальных операций, возглавляемая находящимся в международном розыске преступником по кличке Медведь, он же майор Плетнев, бывший сотрудник службы безопасности РАО, имеет в сателлите своего агента. Более того, этот агент занимает важную должность в юридическом отделе РАО и имеет доступ к важной конфиденциальной информации, которую регулярно передает в руки террористов. Ситуация усугубляется тем, что недавно агенту удалось завербовать заместителя директора Центра изучения аномальных проявлений, доктора наук Волконского. Он общается с агентом ежедневно, а за день до выброса был замечен вне сателлита на рынке подержанных вещей, где проводил встречу с представителями террористов. Не исключено, что Волконский передал им некую информацию, составляющую государственную тайну. Я не рискнул обращаться к непосредственному начальству, опасаясь провалить расследование, так как агент террористов пользуется в сателлите подозрительно широкими возможностями. Данная женщина, несмотря на острую нехватку юристов, выстраивает рабочий график по своему усмотрению и даже покидает сателлит по своему желанию на срок, который сама же и устанавливает. И никто не препятствует ей в этом. В качестве объяснений подобному поведению она предоставила совершенно невнятную историю, якобы семейных отношений, и всех это устроило. Я подозреваю, что в предательство вовлечен еще кто-то из руководства РАО. Поэтому обращаюсь напрямую к вам. Ваша кристальная честность и непримиримость к врагам Родины — единственное, что дает мне какие-то гарантии. Прошу ознакомиться с моим подробным рапортом по существу вопроса. Подполковник раскрыл тонкую папку и протянул Хантеру несколько листов с текстом. Здесь компиляция всех данных, которые представляют интерес, а также ходатайство на принятие необходимых мер. Минут 10 Хантер читал распечатки, напряженно морща свой лысый воробьиный череп, и с каждым прочитанным листом его лицо принимало все более возмущенное выражение. Наконец ему удалось осилить весь текст, и начальник службы безопасности сателлита принялся метать гром и молнии, отчего оттопыренные уши майора покраснели, словно недоваренная свекла. «Измена!» — пискляво провозгласил он. «Государственная измена и коррупция. Эти подонки продают террористам наши разработки. Вот почему этот предатель-медведь со своей шайкой штампует редкостные медикаменты. Их изобретают наши ученые, а ушлые предатели продают все медведю. А тот перепродает лекарства за огромные деньги, а секреты производства уходят за океан, тоже за деньги. Я все понял. Они все в доле». Хантер потряс листами докладной записки, но не удержал их все, и несколько распечаток разлетелись по кабинету. Он бросился их собирать, возмущенным фальцетом повелевая: «Всех арестовать! Немедленно! Вызывайте спецназ! Я лично проведу задержание! В камеру обоих! Они у меня заговорят, как миленькие!» «Товарищ майор, разрешите предложить?» — вкратчиво осведомился подполковник, подобострастно помогая начальнику собирать разлетевшуюся документацию. «Если мы проведем задержание вражеских агентов незаметно, это не даст их покровителям возможности насторожиться и принять меры. Мы можем организовать засаду и арестовать тех, кто является проводником для крота, обозначенного в моем докладе как юрист. Разрешите мне провести задержание скрытно, без спецназа, своими силами. Мы можем сделать это вдвоем, никто ничего не заподозрит». «Точно», — обрадовался Хантер. «Так мы и поступим.
Он вскочил на ноги, бросил распечатки на стол и принялся возиться с кобурой, извлекая из нее пистолет. «Мы примем их сами, без шума». «Предлагаю вызвать их поочередно в отдел пропусков», — вставил подполковник, «под предлогом замены старого пропуска на новый. Скажем, что компьютер дал сбой из-за выброса. Кто-то по халатности забыл его вовремя выключить. Вызовем весь юротдел и десяток ученых из ЦАП. Во всех проверим пропуска и отпустим, а агентов противника незаметно арестуем. Никто не поймет. У вас есть надежные люди, которые смогут тайно сопроводить арестованных в изолятор и сохранить полную конспирацию?» «Есть!» — гордо заявил Хантер, наконец-то справившись с кобурой. «Личная охрана генерала Белова». Он с видом закаленного в боях ветерана, несколько не вяжущимся с лысым воробьиным черепом необстрелянного малолетки, дослал патрон в патронник и браво воткнул оружие обратно. «Идеальный вариант», — одобрил подполковник, и его губы тронула легкая улыбка. «То, что надо. Никакие лишние уши не услышат. Разрешите предпринять все необходимые действия. Я уложусь в полчаса, у меня все готово. Жду только вашей команды, товарищ майор». «Разрешаю». Хантер раздулся от важности. «Держите меня в курсе. Я буду в отделе пропусков через 20 минут. Куда прислать охрану? 10 бойцов будет достаточно?» «Так точно, товарищ майор», — подтвердил подполковник. «Лучше всего им ждать в подсобке напротив. Там складируется инвентарь для влажной уборки помещений. Разрешите идти?» «Идите», — велело грозное начальство. «И на время проведения операции обращайтесь ко мне исключительно по званию и радиопозывному. Вопросы есть?» «Никак нет, майор Хантер». Подполковник вытянулся во фронт, щелкнул каблуками и удалился. Оставшись один, Хантер бросился к одежному шкафу, достал оттуда бронежилет с разгрузкой и принялся торопливо натягивать на себя снаряжение. Однако сразу арестовать предателей не получилось. Выяснилось, что вражеский агент-юрист покинул сателлит незадолго до выброса и в город еще не вернулся, а так как сегодня первый день, то ожидать ее появления стоит не раньше, чем послезавтра. Коррупционер и предатель Волконский на обмен пропуска не явился, а отправлять посыльного к нему домой Хантера отговорил подполковник, ссылаясь на опасность спугнуть изменника. Пришлось держать все в строжайшей тайне несколько дней. И от сознания близкого подвига Хантера переполняла жажда великих свершений. Окрыленный этим настроем, он прошел очередную компьютерную игру вдвое быстрее обычного, и все оставшееся до задержания вражеских агентов время провел в сети, едко и тонко комментируя блоги всяких неудачников. Сообщение подполковника о появлении в сателлите Волконского застало его в момент написания очередного блестящего интеллектуального комментария, изобилующего терминологией типа фрустрация, аггравация, когнитивный диссонанс и прочими, призванными лишний раз показать всю глубину интеллекта автора комментария. И Хантеру пришлось с явным неудовольствием отложить завершение текста на потом. Медведь осторожно выглянул из-за ветвей густого куста и поднес к глазам бинокль, рассматривая оборонительный вал сателлита. На вид там все было как обычно. Распахнутые ворота в тоннель, часовые на вышках, пешие патрули на гребне, моторизованные патрули на дороге вокруг. Солдат не больше, чем в любой другой пятый день после выброса, когда людской поток в город и обратно активизируется. Майор вышел в эфир и вызвал Байкала, ведущего наблюдение за центральным входом в сателлит, чуть ли не из-под ног у моторизованных патрулей. Снайпер расположился где-то у самой кольцевой дороги, в нескольких метрах на лишенной кустов и деревьев ровной местности, но заметить его не удавалось. Свое оружие, снаряжение и лешего Байкал адаптировал к цветам окружающей среды лично и делал это настолько ювелирно, что порой его не удавалось увидеть, будучи в паре шагов. Снайпер ответил на вызов и лаконично доложил, что на его участке все спокойно. Спецотряд скрывался в растительности возле лесной кромки третий час, ожидая сигнала от Волконского. Пожилой доктор наук после прошедшего выброса пребывал в приподнятом расположении духа и кипел энтузиазмом. Демонстрация возможностей вакуумной пары
проведенная научной группой у него на глазах, вызвала у Волконского жажду бурной деятельности. Лично убедившись в достоверности представленных научных данных и пронаблюдав за процессом расслоения нефти тип X, он загорелся идеями осоповских ученых и собрался лично организовать проведение целой серии опытов в более серьезном масштабе. Вместе с научной группой он не отходил от нижнего вакуумника почти весь выброс, несмотря на нудную головную боль, а по его окончании почти не спал, изучая технологию сборки, настройки и калибровки. К полудню второго дня, когда пришло время возвращаться в сателлит, замдиректора ЦАП решительно заявил, что одной только мобильной связи между ним и научной группой особ будет далеко недостаточно. Помимо спутникового телефона, необходимо иметь доступ к пакетной передаче данных, включая массивные объемы информации. Это позволит вести обмен разработками на подробном уровне, и при этом будет не нужно посещать сателлит. Достаточно лишь находиться в зеленой зоне, иметь необходимую аппаратуру связи и полагающийся для таких случаев доступ. Все это он брался организовать ровно за 2 суток, и потому решили доставить Волконского в город одного, без кнопки, а за всем вышеуказанным приехать на 5-й день. При этом условились, что кнопка в целях минимизации риска в сателлит заходить не будет. Все необходимое оборудование доктор наук принесет сам. Благо, оно не является чем-то габаритным и состоит из ноутбука и компактной спутниковой антенны. Волконского предложение вполне устроило. Он сказал, что в назначенное время выйдет на рынок подержанных вещей и все доставит. Доктора наук с завязанными глазами провезли через 2 зоны к этой самой лесной опушке, после чего посадили на квадроцикл и загримированный Водяной аккуратно доставил Волконского к КПП сателлита. Заместитель директора ЦАП велел ждать своего звонка на служебный мобильник кнопки в полдень 5-го дня и вошел в бетонную коробку пропускного пункта. Водяной ретировался, а спустя полчаса в сателлит вошел Кварц. Контрразведчик провел в городе сутки, изучая обстановку, и в настоящий момент был все еще там, изредка выходя на радиосвязь. Водяной и Кнопка, загримированная под толстую старуху, стояли в торговых рядах под видом вольных торговцев поношенным барахлом, приспособив в качестве импровизированного прилавка свой квадроцикл, к которому должен был выйти Волконский. Боевые группы спецотряда заняли огневые позиции в разных точках у кромки леса, собираясь прикрывать огнем их отход в случае, если все пойдет не по плану. До звонка Волконского оставалось еще не меньше часа, как вдруг Медведя вызвал Водяной. «Только что звонил Волконский», — сообщил он в эфире. «Долго извинялся, что вне графика». «Что случилось?» — насторожился Медведь. «Он отказывается от сотрудничества с нами?» «Нет». Голос Водяного звучал тихо, чтобы не привлекать лишнего внимания среди посетителей и торговцев рынка. Он говорит, что все готово, но Кнопке придется зайти к нему в ЦАП. Там ждут программисты и связисты, которые должны обучить ее пользоваться аппаратурой связи. Оказывается, там все сложно, и чтение инструкции не поможет, это надо показывать и рассказывать, так как послать вместе с аппаратурой настройщика есть вариант в нашем случае полностью неприемлемый. Но без обучения обмен информацией организовать не удастся. Говорит, что это займет часа 2-3. Обещает встретить на КПП. Что будем делать? «Потяни немного время», — решил майор. «Надо бы с Кварцем связаться, пусть подстрахует». Но Кварц на вызов не ответил. Контрразведчик находился где-то в жилом квартале, разговаривал с кем-то из сотрудников ЦАП и заранее предупреждал, что некоторое время не будет иметь возможности выходить в эфир. Ожидание стало затягиваться, и Медведя вновь вызвал Водяной. Волконский снова звонит. Говорит, что уже на КПП ждет кнопку «Временный пропуск готов». «Кварц пока не отвечает», — Медведь нахмурился. «Пока он не пробьет КПП, никуда не ходить». Минут 15 эфир молчал, после чего Водяной сообщил, что Волконский звонил вновь. «Он спрашивает, почему кнопка не идет», — сообщил Влад. «Говорит, что начинает привлекать к себе слишком много взглядов. Его многие знают и задают вопросы.
Если так пойдет дальше, вокруг него образуется группа собеседников, и все сильно усложнится. Может, я схожу погляжу на КПП? «Ходи», — разрешил Медведь. «Внимательно там по сторонам посмотри. Нет ли праздно шатающихся людей? Может, кто-то увлеченно разговаривает по углам, вместо того, чтобы проходить через турникеты. Пройдись по улице, там тоже может стоять группа захвата. Кнопка пусть ждет». Водяной сказал, что все понял, и Медведь посмотрел в бинокль, отыскивая взглядом торговые ряды рынка. Вскоре от них отделилась фигурка Влада и влилась в общий поток идущих в сателлит людей. Он скрывался в тоннеле оборонительного вала и вышел в эфир через 20 минут. «Я осмотрел. Никого подозрительного не видел», — доложил Водяной. «На КПП вообще никто не задерживается. Охрана всех подгоняет, чтобы не толпились. На улице тоже никто не стоит, все двигаются. Я дошел до магазина, купил бутылку воды и вышел обратно. Никто на меня внимания не обратил. Я видел Волконского. Он действительно стоит на КПП, разговаривает с прохожими. Он мне звонил уже раз 10, вклинилась в эфир кнопка. Нервничает, боится, что мы передумали сотрудничать. Я пойду, ладно? Раз там все в порядке, не надо его подставлять». «Иди», — согласился Медведь. «Только Водяного дождись. Пусть вернется к прилавку. Если оба продавца бросают товар и машину без присмотра, это выглядит подозрительно». В бинокль было отчетливо видно, как возвращается Водяной с полупустой бутылью в руках, и кнопка уходит к тоннелю. Она скрывалась в людском потоке, и спустя пару минут эфир ожил. «Медведь к Кварцу. Скоро позвонит Волконский, надо перенести встречу на завтра. Бравый майор Хантер 4 дня назад устраивал какие-то проверки в отделе выдачи пропусков. Мне не нравится это. Надо проверить. Медведь, отложи встречу, как принял меня». «Принимаю», — отозвался тот. «Кварц, Волконский уже звонил. Он ждет кнопку на КПП, чтобы провести в ЦАП. Там спецы обучат, как пользоваться спутниковой аппаратурой. Ты на рацию не отвечал, поэтому КПП пробивал Водяной. Говорит там чисто. Проверь сам, как принял». «Иду», — отозвался контрразведчик. «Но встречу все равно перенесите на завтра. Пусть кнопка чего-нибудь придумает и вежливо откажется. Как принял?» «Она уже ушла», — забеспокоился Медведь. «До твоего эфира. Кнопка Медведю, ты слышала? Возвращайся. Повторяю, возвращайся. Как приняла?» Ответа не последовало, и в эфире зазвучал взволнованный голос Водяного. «Она не слышит. В тоннеле рация почти не принимает. Там всегда помехи. Я ее догоню». «Стой!» — одновременно воскликнули Кварц с Медведем, и майор закончил. «Назад! Засветишься!» «Я быстро!» Водяной уже торопливо шел к тоннелю, обгоняя попутчиков. «Она еще не дошла!» «Водяной, назад!» — зашипел Кварц. «Я сам. Там может быть засада. Возвращайся. Как принял?» Но Водяной уже скрылся в тоннеле, и Медведь объявил боевую тревогу. Спустя несколько секунд со стороны оборонительного вала донесся звук выстрелов, сопровождающихся многоголосыми криками, и из тоннеля наружу хлынула толпа. Люди, лихорадочно сверяясь с УИПами, разбегались в разные стороны от входа. Некоторые падали на землю и замирали, другие спешили прочь. На валу включили сирену, и динамики сторожевых вышек разразились приказами всем прекратить движение и оставаться на местах до особого указания. Часть толпы подчинилась, часть рванула бежать еще быстрее. С вала дали предупредительную пулеметную очередь, что только усилило панику, суету и неразбериху. Многие люди бросились к рынку, на котором торговцы срочно прятались под прилавками. Кое-кто из них уже заводил двигатели своих машин, стремясь покинуть барахолку, прежде чем начнется какая-нибудь облава или конфискация товара. «Водяной!» Медведь наблюдал за знакомо бегущей человеческой фигуркой через прорезь пулеметного прицела. «Быстро к квадроциклу, у тебя появились поклонники, не меньше 10. Несколько человек бросились навстречу Водяному прямо из торговых рядов, на бегу извлекая оружие и выкрикивая ему команды остановиться с поднятыми руками, и Медведь открыл огонь, посылая короткие очереди под ноги бегущим группам захвата. Земляные фонтанчики брызнули рваной травой, и оперативники залегли, озираясь в поисках неожиданно появившегося стрелка. «Быстрее, Водяной, быстрее!» – торопил здоровяк.
Скоро нам станет очень жарко. Кварц, у нас тут план «Б». Уходи из эфира и работай сам. Всем. Без крайней необходимости огонь не открывать. Отходим согласно схеме». Водяной с разбега перепрыгнул через вжавшихся в траву оперативников сателлита, ворвался на рынок, опрокидывая чьи-то прилавки и коробки, и бросился к своему квадроциклу. В следующую секунду из опустевшего тоннеля выскочила БМП, несколько джипов службы безопасности РАУ и десятка-полтора квадроциклов с автоматчиками. Движущийся по кольцевой дороге патруль из 2 БТР резко свернул с маршрута и, увеличив скорость, рванул прямо к рынку. Водяной перевернул накрывающий свой квадроцикл лист фонарей, а заменяющий прилавок, разбрасывая барахло, вскочил на сиденье и рванул рукоять зажигания. Машина, набирая скорость, устремилась в сторону леса по кратчайшему пути, петляя на чистой с виду местности. Динамики сторожевых вышек гремели приказами остановиться. Перекрывая вой сирены, экипажи патрульных БТР открывали огонь, но тут же прекратили стрельбу, видимо, получив срочные указания по радиосвязи. Несколько пуль легли позади машины Водяного, остальные сожрало какой-то аномалией, и ускоряющийся все сильнее квадроцикл Влада промчался между обоих БТР, неуклюже обруливающих опасное место. Больше в Водяного никто не стрелял. Понятно, его хотят взять живым. Медведь окинул взглядом мчащихся за Водяным преследователей. Скоро они поймут, что беглец двигается между аномалией значительно быстрее, чем они, и их желания могут измениться. Если Водяной не успеет добраться до леса, автоматическая пушка БМП сможет достать его даже среди аномалий. Просто бить рядом, осколки разрывающихся снарядов найдут цель. Остается надеяться, что Водяной не потеряет в этой тряске гарнитуру и по-прежнему будет слышать рацию. «Водяной!» — вышел в эфир здоровяк. «Держись за магнитом, как планировали. Двигай к точке номер 2. Байкал. Работай по триплексам БМП. Постарайся ослепить наводчика. Я тебя прикрою. Остальным срочная эвакуация». В следующую секунду силы преследователей почти одновременно открыли огонь, видимо, получили команду уничтожить беглеца. Тот, кто руководил захватом, понял, что его люди ориентируются среди аномалий значительно хуже и вскоре потеряют цель среди приближающейся растительности. Земля вокруг квадроцикла Водяного вскипела брызгами комьев и травяными ошметками, и автоматическая пушка БМП дала короткую очередь. Сидящий где-то на полпути между боевой машиной и Водяным магнит издал чавкающий звук, пожирая летящие снаряды, и медведь взял БМП на прицел. Сейчас преследователи поймут, что беглец сознательно двигается по такому маршруту, на котором линию прицеливания перегораживают аномалии. Эту траекторию медведь с Водяным отрабатывали заранее. И тогда в ход пойдут осколочные гранаты от подствольных гранатометов и пушки БМП. А Водяному до кромки зеленки еще 200 метров. Орудийная установка БМП изменила прицел, доворачивая немного левее от линии прямого выстрела, и медведь нажал на спусковой крючок. Печенек дал длинную очередь, засыпая лобовую броню боевой машины безобидными для нее пулями, но БМП резко сбросила скорость, словно увидев перед собой серьезное препятствие. Стало быть, Байкал разбил наблюдательный прибор механика-водителя. Задача далеко не простая даже для снайпера. Справиться с ней может лишь высококвалифицированный профессионал своего дела, но сомневаться в умениях Байкала не приходилось. По итогам всех внутриведомственных соревнований он признавался лучшим снайпером службы безопасности РАУ на протяжении крайних 6 лет. Медведь дал еще одну очередь, и БМП остановилась. Байкал ослепил наводчика или командира машины, а то и обоих. Этот может. Теперь пора очень резко менять позицию, пока по обнаружившему себя пулеметчику не принялись долбить все, кто только успел определить его местоположение. И они принялись. Медведь едва успел рвануть вглубь леса, что из силы, как его кусты словно взорвались от обилия прилетевшего в них свинца. Несколько пуль ударило в спинные бронепластины эмки, заставляя его споткнуться, но здоровяк удержался на ногах и огромным прыжком отправил свое тело к ближайшему толстому дереву. Укрывшись за стволом, раздираемым в щепу непрерывным потоком пуль, он перехватил пулемет для передвижения ползком и быстро пополз прочь. Лес вокруг него выкашивало свинцовым ураганом, сверху дождем сыпались срезанные ветки и листья, отовсюду брызгали фонтаны земляного крошева и раздробленной древесной коры.
«Медведь Базальту», — зашипела в ухе гарнитура рации. «Ты цел? Что у тебя?» «Отрабатывая ускоренное заползание на дистанцию до хрена метров», — хрипло выдохнул здоровяк, усиленно работая руками и ногами.